Доброе утро, Белград! Мы рады приветствовать всех на конференции C++ Zero Cost Conf. Я надеюсь, что очень хорошо проведете этот день вместе с нами, потому что у нас насыщенная программа. И я также приветствую всех, кто смотрит нас в онлайн-трансляции. Good morning, Belgrade. Hope you are well. We're going to have welcome to this Zero Cost C++ Conf. Hello to everyone who watches us online. Меня зовут Георгий Осипов, я работаю в Яндекс.Лавке, и я люблю C++. Hi, again. My name is Anton Kovalenko. I work as a head of project office in YDB. At Yandex, we have a lot of C++ developers, so I work with these people every day. Hope you like C++ also. Как я уже сказал, сегодня нас ждет очень насыщенная программа от низкоуровневой оптимизации программирования на GPU до использования C++ в робототехнике и вероятностных структур данных. Реальные кейсы из продакшена, новые фичи и самые лучшие практики сегодня вы увидите на нашей конференции. Our program has six talks. They will be done both in Russian and English, some of them in Russian, some of them in English, and they cover a huge variety of topics from robotics to hardcore optimizations and working with memory, and most of them, or every one of them, was taken from the real production cases and not from just pure research. Сегодня вас ждет 6 докладов, и, внимание, они будут на двух языках. Какие-то будут на русском, какие-то на английском. Если вы не знаете об этих языках, то можно взять наушнички на ресепшене. А те, кто смотрит онлайн-трансляцию, смогут воспользоваться замечательной бета-функцией перевода. Так что смотрите на сайте и наслаждайтесь докладами на любом языке. In case you don't understand both Russian and English, you can take the headsets in the reception and the simultaneous translation will be provided for you. And for those who watch for those who watch our conference online, you can use the translation in settings. You can just, like in most of the video players, select the language you like and enjoy the translation provided by fancy neural networks with all the advantages and disadvantages. Доклады — это классно, но помимо докладов вы сможете насладиться двумя замечательными перерывами. Это будет перерыв на обед и кофе-брейк чуть попозже. Во время них вы сможете пообщаться со своими коллегами и узнать что-то новое для себя. И более того, после завершения нашей основной программы вас ждет замечательная автопати, в которой можно будет продолжить дискуссии в неформальной обстановке. Breaks, coffee breaks and lunches are really very important during conferences, so you're not going to enjoy just talks themselves. We'll have coffee breaks, a couple of them, if I'm not mistaken, one lunch, and after party. To the after party, you can go in the bar. We will provide the directions afterwards. What's important, lunch will be served not only in this small hall, it will also be provided outside. You can just go to the terrace and enjoy sunny weather in Belgrade. Да, я забыл сказать, что угощения на кофе-брейках доступны не только здесь, но и на террасе, так что выходите на перерывах и наслаждайтесь всем, что сможете найти. Вот. А сейчас у меня самое важное сообщение для всех вас. Пожалуйста, отключите звук на своих мобильных телефонах. Давайте сделаем это прямо сейчас. Раз, два, три. И я добавлю, что после каждого доклада у вас будет возможность задать свои вопросы. А тем, кто смотрит онлайн, они смогут задать вопросы в чате, и мы их обязательно зададим. Ну, не все, конечно, но самые интересные. Please don't forget to switch your mobile phones to the silent mode. I'm perfectly sure you always have your phones in silent mode, since you like to develop code in C++. And also, you can ask questions. Every section, every talk will have a Q&A session in the end. Антон, мне кажется, пора начинать.
100%. Мне кажется, мы должны начинать. И открывает нашу программу замечательный доклад на тему, которая никогда не потеряет актуальность, особенно для тех, кто стремится к максимальной производительности. Это векторизация. С огромным удовольствием представляю вам руководителя инфры поиска в Авито Андрей Аксёнов. Андрей. Георгий. Да, как расскажешь нам? Что как... это никогда не потеряет актуальность? Я наоборот надеюсь, что потеряет актуальность. And, hello, my name is Andrei. I speak Russian and a little bit of English, but I'll be delivering my talk in Russian, so I'm sorry in advance for all the non-Russian speakers here. I won't have the time to deliver it in Russian, so I probably, I'm slower in English, right? So if you have any questions afterwards, just come touch base with me during the lunch or during the after party and so on and so forth. It's going to be packed, so I suppose this is for the best. All right. В смысле, поехали. Значит, векторизация 2025 написано. Векторизация написана потому, что слово автовекторизация не влезало на слайд. Буду рассказывать про автовекторизацию векторизации. В общем, и сплошные вектора, кругом одни сплошные вектора. Поехали. Кликер работает. Значит, здравствуйте, меня зовут Андрей. Я работаю в Авито, малоизвестной компании, делаю там весь подземный этаж поиска, инфраструктура поиска. Построена она на движке Sphinx, который я когда-то написал, и до сих пор с ним мучаюсь. Расскажу про живой, промышленный, в принципе, ну или пока еще полупромышленный, если совсем честно, пример применения этой самой автовекторизации в проде. Раскопал я достаточно, надеюсь, хорошо, что... Как она работает и что получается, надеюсь, будет интересно. Выводы при этом будут довольно странные и шизофреничные. Типа «да, но нет, но да, но нет, но да, но нет». В общем, непонятно. Значит, обещаю, что вы не уйдете с доклада просветленными, а уйдете запутанными. Собственно, задача, которую мы решаем, задача на самом деле простая, хотя ключевые слова, как это будет по-русски, intimidating, и вгоняют всех в краску. Что за задача? Мы еще давным-давно встроили в наш поиск векторные поиски. Еще в 2020 году, когда это не было модным. Тогда давным-давно мы интегрировали библиотеку FAIS от Facebook, конкретно там воспользовались алгоритмом IVFPQ, прибили гиперпараметры гвоздями, натурально захардкодили их внутри движка и с тех пор успешно летели несколько лет. Где-то в 2024 году, в начале 2024 года мы захотели больше, быстрее, толще и других метрик расстояния, и пришлось что-то с FAIS делать, так как, грубо говоря, захотелось еще в 10 раз быстрее. В отличие от 2020 года, в 2024 году уже достаточно хорошая реализация HNSV и HNSW победили. Их стало достаточно много. И первым ходом, естественно, было при уже интегрированном FAIS этот самый HNSW включить в FAIS. Выяснилось, что реализация HNSW векторного поиска в FAIS отвратительная, как раз, видимо, потому что автовекторизации нет, да и ручной векторизации не завезли. Но удалось немного покопать, откопать реализацию под названием uSearch. uSearch божественный. Значит, если вы не сильно упоротые, то пользуйтесь, наверное, именно им, у вас все будет довольно хорошо. И внутри uSearch как раз автовекторизация довольно активно используется. Я бы сказал, что половина сложного по компьютеру кода, который внутри uSearch использует автовекторизацию, это было довольно прикольно заметить на первый взгляд. Казалось бы, на этом доклад можно заканчивать за 1,5 минуты, ура, ура, расходимся. Но, конечно, это было бы не так интересно. Несмотря на страшные ключевые слова FAIS, uSearch, HNSW, IVFPQ и так далее, про которые я могу рассказать вам в кулуарах и не длинно, буквально там 3-часовую лекцию. Здесь мне слот на эту 3-часовую лекцию, как обычно, не дали. На самом деле внутри все просто как мычание обкуренной коровы. Векторный поиск, по большому счету, можно сделать банальным перебором всех возможных векторов, которые у вас в базе документов есть, и выбором при этом полном переборе нескольких векторов, которые наиболее близки к нужному
нужному вам эталонному вектору по той или иной функции расстояния. Функции расстояния я вот выписал на слайдный экран. Надеюсь, оно читаемо и понятно. Зачитывать их вслух я не буду, они довольно стандартные. Скалярное произведение, манхэттенское расстояние, евклидово расстояние, вот эти все дела. Вот. И внезапно в HNSW алгоритмах, несмотря на то, что это некий интеллектуальный векторный поиск, который все делает очень хорошо и по-мудрому, внутри самое горящее место, что при поиске, что при построении индекса, это все равно, расчет расстояний. Это все равно расчет вот этих вот расстояний, но не, слава богу, не как при полном переборе для всех 100 миллионов векторов, которые у вас в базе есть, а для, грубо говоря, 10-20 тысяч. Соответственно, ну, на этом примере, который простенький, сами посмотрите, вон там в 2 слова формулируется функция расстояния, и будем глядеть, как автовекторизация сегодня в 2025 году работает. В usearch функция, например, расчета скалярного произведения выглядит вот так. Я считаю, что это характерный пример C++, который кто-то любит. Я его, например, ненавижу, потому что, как нетрудно видеть, вместо этой функции в одну строчку здесь еще 10 строк, как бы это предельно культурно выразиться, визуального шума коричневого цвета. Давайте так его назовем. Довольно много всякого, честно говоря, ненужного, но обязательного. Оно нам для целей доклада не нужно, я эту функцию прощаю, она на самом деле выглядит вот так. Как написать это еще проще, я не знаю, но в смысле можно проще, если без шаблона на несколько типов. По большому счету будем возиться вот с такой вот совершенно простецкой функцией примерно весь доклад. Казалось бы, с ней все должно быть хорошо. И, в принципе, действительно, вот как только я посмотрел на usearch и увидел, что там внутри вот такая реализация функции расстояния, я подумал, что, блин, это идеально. Идеально. Вот просто именно так я хочу писать код в 2025 году. Расходимся? Расходимся. Но, конечно, нет, не все так просто. Естественно, я сделал какой-то внешний тест, не закатывая его к себе в движок. Какой-то один ЦПП собрал, запустил, работает, получается в 10 раз быстрее ориентировочно, чем у меня сейчас есть. Все прекрасно. Естественно, после этого я начинаю интегрировать библиотеку к себе в движок. Она header-only библиотека. Казалось бы, написал include и понеслась. Только после того, как я это сделал, у меня, естественно, по сравнению с 1 ЦПП перформанс, конечно же, немножечко упал. Вот, внимание, вопрос, во сколько раз он упал. Пытливые умы, наверное, могут на него ответить. Потратим 5 секунд, есть ли какие-то гипотезы, во сколько раз перформанс упал после того, как я вместо 1 ЦПП сделал include в свою, так сказать, программу. 1, 2, 3, 10. 8, 16, 10, 100. Люди любят ровные степени. Прекрасно, один из вас угадает. Значит, потерпевший в моем лице врет, что перформанс упал в 5-10 раз, при этом я, честно говоря, не помню, в 5 или 10. По-моему, начально он упал в 10, но потом, дескать, со всеми оверхедами на все остальное все-таки это смазалось и выяснилось, что 5. Казалось бы, если я вру, что перформанс упал в 10 раз, то на самом деле я вру, и на самом деле было 2 или 3. Но в конце доклада я потом убедительно докажу, что где-то 8 раз там, конечно же, должно было быть. Так что угадали все, и 8, и 10, и, честно говоря, даже 100, возможно, тоже. Почему? Вкратце понятно почему. Потому что в момент, когда я от стендалон теста перешел к интеграции, у меня как раз автовекторизация и отвалилась. Как я ее подключал, это понятно. Я сидел и сравнивал, что у меня разошлось по сравнению с примером usearch и у меня в программе. Вот, но это неинтересно, поэтому мы пройдем обратный путь. У нас вот есть неработающее что-то, и мы будем тыкаться как слепые кутята и пытаться эту автовекторизацию включить с нуля. Итак, простецкая функция. Включать мы ее, конечно же, будем на год болте. Компилируем ее вот так. Ничего не видно, прочитать невозможно. Это нормально. Я сейчас увеличу. Выглядит это дело вот так. Все еще, возможно, ничего не видно, но чем могу. На первый взгляд кажется, что все хорошо. Вот есть какие-то инструкции, там мавупс, пупупс, уюпс, ничего не понятно. Очень интересно, кажется, что сгенерировался какой-то приличный ассемблерный код. И если не вчитываться и 5 секунд на него потратить, можно совершить эту трагическую ошибку. Ответ нет. Это совершенно отвратительный ассемблерный код, который надо было генерировать 20 лет назад, и который, тем не менее, по умолчанию GCC-O3 генерирует все равно
но и сейчас. Глобальных проблем там две. Во-первых, используется набор инструкций SSE2, а не AVX2. А SSE2 — это старый и замшелый набор инструкций. Это видно по командам. Это команда из набора SSE2, у них характерного префикса V нету. Вот. И если внимательно присмотреться, то это фактически скалярный код. Тут дифференциатор — это суффикс PS и SS в конце. Суффикс PS в конце — это как раз векторные операции, packed scalar, когда несколько флотов за раз обрабатывает инструкция, и суффикс SS, single scalar, в конце — это, инструкция не векторная совершенно, а просто обычная арифметика. Именно поэтому оно работает и вот так отвратительно. Мы видим, что загрузка данных из памяти векторизовалась, умножения векторизовались, а дальше начинается какая-то дичь и вычитание 4 флотов по одному за раз. Естественно, это работает довольно плохо, что вызывает у меня много вопросов как к этому коду, так и к компилятору, который этот код произвел. Чувствуется, что, значит, разработчики компиляторов нам, в общем-то, вовсе не друзья. Даже в момент, когда ты ставишь флаг минус O3 и надеешься, что все соптимизирует. Но я GCC в целом ненавижу. Не знаю, кто любит GCC, кроме разработчиков GCC. Тут у меня возникает надежда. Может, Clang получше? Что же, смотрим Гизас на Godbolt с Clang. Там он еще, хуже. Он даже не векторизовал загрузку и умножение и так далее. Он все делает как на сопроцессоре 80287 через вот односложные операции. Как известно, когда чека выдернута, мистер Граната нам вообще не друг. И компиляторы, что GCC, что Clang, явно из себя косплеят такого вот мистера Гранату. Не друг. Что ж, давайте починим обе проблемы. Почему SSE2 и почему векторизации нету? Гипотеза вот какая. SSE2 нету потому, что, оказывается, платформа даже на 64-битных процессорах x86-64 по умолчанию все компиляторы дефолтятся в минимальную спецификацию, возможную на x86-64. То есть что в 2003 году выпустили в первый раз и назвали 64-битной платформой, то до сих пор мы и компилируемся. Процессора за 21 год немножечко ушли вперед и могут немножечко больше, за исключением музейных экспонатов, но дефолт именно такой. И гипотеза именно, почему векторизации нету. Я там раньше в примере кода из usearch скрыл какие-то секретные прагмы, и вот они. Они выглядят как-то страшно интересно, и, возможно, дело именно в них. Ну окей, давайте починим проблемы и включим. Раз у нас старый дефолт образца 2004 года для таргета компиляции, то давайте включим более новый. И более новый легко гуглится, например, x86-64v3, который стандартизировали в кавычках там, среди разработчиков компиляторов в 2020 или 2021 году. Мы надеемся, что он поновее. Он как раз таргетирует более новые платформы, в которых AVX есть, FMA есть, BMI есть, и много еще наборов инструкций нету. А векторизации, видимо, нет, потому что я спрятал прагмы. Ну и какую прагму выбрать из этих двух? Я же под GCC компилирую. Значит, надо выбрать прагму GCC. Это логично. Но, конечно же, эти гипотезы нас ни к чему опять не приводят. Включаем их, и получается вот такой вот дизассемблер, в котором, слава богу, включился AVX2. Как видите, префикс V появился, и местами появились регистры с названием Y, а это как раз инструкции 256-битные инструкции AVX2, и тем не менее, но в остальном код остался таким же скалярным, потому что SS. Все еще single scalar и все еще ни хрена не векторизованный код. Стало, честно говоря, некоторым образом хуже. Казалось бы, включилось, но значит непонятно. Понятное дело, что магии не бывает, и перебором всех различающихся и опций сборки, и прагм мы можем результата добиться. Вот дальше проходит 37 лет комбинаторного перебора этих самых опций. Из доклада я их вырезал. Вот они тут фоном, наверное, были, но я нажал кнопку «Вы все забыли», и полным перебором мы приходим вот в этот вот результат довольно неожиданный. Мягко говоря, я не ожидал, что именно такая комбинация прагм и параметров сборки даст результат. А вот, оказывается, вместо прагма GCC пришлось поставить какой-то прагма OMP Reduction, который я срисовал из usearch, и после этого оно начало векторизоваться. И оказывается, вместо x86 бла-бла v3 образца 2020 года пришлось явно прописать архитектуру Haswell образца 2014 года. И только после этого заработали Fused Multiply и Add Optimization
оптимизации. Жесть какая-то. Ну еще и OpenMP пришлось включить, чтобы прагма OMP в принципе заработала. И только после этого получается нормальный человеческий inner loop, который, собственно, изначально и хотелось увидеть размером в натурально две инструкции. Одну инструкцию с загрузкой, одну инструкцию со fused multiply операцией, которая одновременно делает и умножение, и сложение, и вот такой вот прекрасный получается inner loop. Обратите внимание, вот наша целевая инструкция. Префикс v avx2, ps, собственно, векторная инструкция, никакого скалярного говна тут внутри, слава богу, наконец нет, и это работает прилично и с хорошей скоростью. Стало много лучше. Ну хорошо, значит, изрядно помучившись, мы нашли две магические строки и исправили производительность и воспроизвели результаты юсерча. Все равно это не идеально, честно говоря. Ну, то есть это вот уже много лучше, а не скалярная ужасная простыня, но это все еще не идеально. Чего мне тут в этом коде не хватает? Я бы тут хотел попробовать сделать unroll хотя бы на 2 операции, может быть на 4. 4, скорее всего, не помогут, потому что fused multiply портов пока 2. Вот, но unroll на 2, скорее всего, поможет. Кроме того, на слайд это не влезет и обсуждать это невозможно. Там вот такие вот дизассемблеры. Но хвостик, который генерируется для обработки вектора, размер которого не делится на 8, довольно ужасно выглядит. Там, с большим количеством ветвлений и всего такого. И с этим довольно ужасным скалярным хвостиком тоже хочется кое-что сделать. На этом можно нарулить какой-то дополнительной производительности. Ну и, конечно, нырки в дизассемблер на каждом шаге, особенно в ходе вот перебора из Men in Black, мне тоже не нравится, но что поделать, жизнь такая. Отдельный интересный вопрос, который возникает и бомбит, это, дескать, а можно ли справиться без OpenMP? И получилось не сразу, но оказывается можно. Вот так вот тоже работает. Можно отрезать прагму OMP и прикукожить флаг FastMath. И тут мгновенно все у меня, когда я этот флаг обнаружил, у меня мгновенно со скрипом все наконец стало на свои места. Конечно же, разработчики GCC и других компиляторов хотят усидеть на 37 стульях одновременно, и получается это у них довольно плохо. Почему флаг FastMath влияет подобным образом на вот этот вот дурацкий цикл? Почему, дескать, лезут эти скалярные операции совершенно идиотские, здесь ненужные, а либо прагма, либо флаг помогают это сделать? Да потому что по умолчанию GCC хочет все сложения исполнить в том порядке, в котором они написаны в цикле. И именно это ему помогает не делать либо прагма, либо флаг FastMath. Зачем он это хочет сделать? Ну, конечно же, потому что проблемы точности, и потому что если вот такую сумму и вот такую сумму посчитать в разном порядке, то результаты разойдутся. Для кого это важно? Конечно же, для научных расчетов и более ни для кого. Ну, конечно же, мы же не можем просто взять и включить FastMath по умолчанию. А вдруг реактор взорвется? Вот, правда, люди, которые симулируют реакторы, они не пишут код с использованием GCC и вот таких вот суммирований, а в тех местах, где проблемы численной стабильности их волнуют, они расчехляют какие-нибудь там алгоритмы Когана, бабушки Ноймауэра или пользуются банально той или иной реализацией бласа. А та или иная реализация бласа, порядок операций, наоборот, не гарантирует никогда. Хочешь очень точно, следи за точностью сам, считай в даблах и так далее. Хочешь не точно, ну как бы страдай. Вот. Но тем не менее GCC вот держится неизвестно за что зубами и FastMath по умолчанию не включает. Ну вот такая жесть. Но по меньшей мере логическое объяснение этому поведению есть. Итого, автовекторизация достаточно простенькой функции скалярного произведения в 2025 году. Я бы сказал 3 ключевых шага. Довольно ожидаемо надо, конечно же, включить оптимизацию, минус O3, включить целевую архитектуру, минус M-Arch, потому что, вдруг мы собираемся под музейный экспонат и на нем не запустимся, а это недопустимо. Вдруг мы собираемся под музейный экспонат и собираемся на нем обсчитывать ядерный реактор и не в том порядке сложим флоты. Ну как же можно генерировать код с какими-то другими дефолтами в 2025 году? Только с такими надо, поэтому дефолты, они такие. Второй неожиданный шаг – это то, что архитектуру надо указывать для того, чтобы FMA включился вовсе не ту, которую я ожидал, не свеженькую x86 V3, а более замшелую Haswell, например, или что угодно другое, кроме Haswell, но на самом деле разницы нету между, допустим, Haswell и каким-нибудь Alder Lake, если вы это сделаете. Inner loop вообще не меняется. И в кавычках внезапно, что называется, если вы об этом знали, но не догадывались, надо
надо либо включить fast math, либо воспользоваться прагмами для того, чтобы разрешить компилятору наплевать на возможную потерю численной точности и воспользоваться ассоциативностью операций. В общем, вот это вот, конечно, как бы это сказать, строгость, а и strictness при исполнении операций с плавающей точкой, конечно, удручает. Ну ладно, все, на этом доклад можно заканчивать, наверное, все-таки уже. Вот мы какие-то 3 полумагических флажка узнали, они умеренно магические, вот там про fastmath, возможно, кто-то знает, про то, что Haswell надо включить для FMA, возможно, тоже кто-то знает, и, скорее всего, это 3 разных человека, включая меня, потому что я-то, конечно, забуду это и то, и другое довольно быстро. Но нет, у нас еще осталась пара вопросов, которые тоже хотелось бы закрыть. Unroll-то все еще хочется попробовать, и хвостик тоже хочется обработать. Если что, то и unroll, и обработка хвостика это не такой большой перформанс-буст, речь не идет об ускорении в разы. Речь об ускорении в разы идет в других местах для других функций расстояния, для других типов данных. Но тем не менее, даже на этом можно свои 10, 30, может быть даже больше процентов нарулить. Посмотрим, как это работает. Попробуем сделать unroll, причем заодно попробуем сделать его так, чтобы получился портабельный код, ну или псевдопортабельный код. Я сел и подумал, как бы мне это сделать, как бы подсказать компилятору, что ща я буду делать unroll. А что я хочу, когда я делаю unroll? Да я хочу по 16 флотов за раз обрабатывать. Ну я так и напишу, давайте обрабатывать по 16 флотов за раз. Вот я написал вот такой вот нехитрый код, который обрабатывает по 16 флотов за раз. Естественно, он теперь не работает, потому что он для любых других размерностей, которые на 16 не делятся, даст неправильный результат, но пока и так сойдет. И вот здесь у меня есть надежда, что этот довольно корявый цикл, тем не менее, скомпилируется нормально и автоматически будет unroll, и более того, этот unroll авось даже будет более-менее портабельным, а не так, что там GCC only или Clang only или ICC only. Окей, компилируем это дело, и тут неожиданно я упал с кресла, потому что дизасм, который я увидел при этом коде, выглядел вот так. Обратите внимание на номер 831. Это первый ретерн в этой долбанной функции. Она занимает какое-то чудовищное количество килобайт и, скорее всего, наглухо вытирает весь код кэш. То есть вот примерно вот такой вот эффект от моей оптимизации случился. И не будем заниматься гаданиями на кофейной гуще, насколько хуже стало по сравнению с предыдущим вариантом, который, кстати, работал, а теперь не работает, стало хуже в 12 раз. В 12 раз оно замедлились. Ничего так ускорили, ничего такое unroll. Молодец, Андрюша, возьми с полки пирожок. Что ж, попробуем немного иначе. Смотрите, радикально другая версия портабельного unroll. Вы же видите отличия, да? Вы же все программисты на C++. То есть внимательные, въедливые, и уже понимаете, что изменилось, да? Кто-нибудь? Нет? Да? Нет? Суслика видишь? А он есть. Видите отличие? Плюс на минус. И после этого получается именно тот дизасм, которого я с самого начала и хотел. Твою мать! Или, как говорят в Сербии, что-то там, есть слово picture, которое похоже на... Вот. Но, блин, плюс на минус поменял и такой термоядерный эффект. Автовекторизация — это надежно, как швейцарский сыр. Предельная надежность технологии. Вот плюс на минус поменял, и ядерный взрыв тебе гарантирован. Далее с некоторым содроганием и все еще из-под стула я добавляю хвостик. И я вот так вот трясусь в этот момент, потому что мне непонятно, что будет, когда я этот хвостик добавлю. Это примерно вот такой код вдобавок к вот той вот функции. Я его добавляю, мне очень-очень страшно, но тем не менее в этот момент он работает нормально, генерирует какой-то вот такой дизасм. Это вся функция, ну точнее, это весь хвостик на 20 инструкций, и с ним-то все как раз хорошо. Значит, тут я немножко успокаиваюсь, и у меня возникает вопрос, ну неужели человечество не придумало возможность сделать то же самое автоматически? Оказывается, придумало. Я не знаю, как это сделать в Clang, MSVC, ICC и так далее, но в GCC есть прагма, которую можно включить и сказать: дорогой GCC, сделай unroll на 2. GCC делает unroll на 2 несколько неестественным с моей точки зрения образом. Ну то есть
обычно данные у тебя, если ты, значит, это упоротый, то, скорее всего, данные у тебя сразу выровнены. Ты, наверное, хочешь их сначала по 2 обрабатывать и так далее. Или как-то наоборот, сначала проходить хвостик, если они не выровнены. GCC делает что-то довольно странное. Он сначала обрабатывает первые 8, потом заходит в хвост, потом заходит в основной цикл, который обрабатывает по 16 элементов за раз. На кой черт он так делает, я не понял, но, возможно, логика какая-то в этом есть. И тем не менее, вот это вот работает. Ну, то есть неожиданно unroll сделать можно, просто опять надо знать, что это надо делать магической прагмой, и не дай бог ты перепутал плюс и минус. Потому что если ты перепутал плюс и минус, то все равно будет то же самое. Но, тем не менее, правильно расставив плюсы, минусы и воспользовавшись GCC unroll, получаешь вот такой дизасм, он очень пристойно работает. И, кстати, о птичках он за счет этого unroll одной строчкой делает плюс 10%. В этот момент я все еще немного успокаиваюсь, и мне все еще ошибочно кажется, что 2025 год идеально, компиляторы справляются. И, кстати, о птичках, по-моему, вот это вот я пробовал даже не на GCC 15, а на чем-то более старом, и даже там справляется. Но есть нюанс. У нас, кроме флотов, есть, естественно, еще много разных типов, которые мы хотим поддерживать, в частности, какой-нибудь int4. И какой-нибудь int4 и какие-нибудь другие функции расстояния, типа манхэттенского расстояния, L1 расстояния. Хотелось бы написать, мне хотелось бы написать 2 вот эти строчки кода, обставить их 3-4 прагмами и после этого забыть про написание этого идиотского кода и просто надеяться и молиться на то, что оно работает. Но как только мы берем вот этот вот код и его компилируем, то, естественно, опять у нас происходит небольшой ядерный взрыв. Не настолько, конечно, мощный, как в прошлый раз, когда мы плюс и минус перепутали, но все равно достаточно бодренько. Вот эмоции вот ровно такие. И тут здесь я уже под стул не полез, так как и взрыв все-таки в 2 раза меньше, и я уже привычный. Но тут я вспоминаю о том, что весь продакшн еще немножечко сложнее, потому что весь продакшн, который мне надо затащить на первой итерации, звучит так. Во-первых, у нас есть разные функции расстояния. Во-вторых, у нас есть сразу 3 разных типа int4, int8, float 32. Скорее всего, понадобится fp16. В-третьих, когда-то в будущем потребуется поддержка Setfire Rapids, Granite Rapids и занести AVX 512 fp16. Пока нет, но в будущем потребуется. Как минимум хочется собирать одновременно 2 версии под AVX2 и AVX 512, потому что AVX 512 на самом деле не везде есть, а во-вторых, и что отдельно интересно, его иногда хочется отключать руками. Подробнее чуть немного про это, потому что, значит, увлекательный момент. У нас в продакшене половина фермы не как бы на последнем свежайшем поколении ксионов. У нас в основном Intel, Xeon Scalable Processors, но не там 4-го, 5-го и так далее поколения, а часть из них 2-го, 3-го поколения. Первое, по-моему, уже изжили, но на первом была та же самая проблема. И, во-первых, когда заведется AMD, будет непонятно что, и там непонятно на каком поколении AMD, как работает AVX 512, это мне еще предстоит узнать. Но на аксионах, для которых, казалось бы, AVX 512 родной, наблюдается следующий термоядерный эффект. Запускаешь микробенчмарк с AVX 512 на одном ядре. Он прекрасно работает и накраивает тебе дополнительно, условно, там, плюс 30% производительности. Тебе кажется, что у тебя в жизни все хорошо. После этого ты запускаешь все подряд, всю программу на весь кластер, и у тебя весь кластер встает раком. Перегружается по CPU, и надо срочно откатываться. И это потому, что оказывается, когда ты на 2-м поколении ксионов запускаешь All-Core AVX 512 нагрузку, процессор говорит: 40 градусов на улице, мне очень жарко, давай я сброшу частоту в 2 раза. И плюс 30% по сравнению с AVX2 кодом он при этом все еще выкрадывает, только частоту при этом в 2 раза сбрасывает. И на круг работает даже медленнее, чем исходный AVX2 код. Поэтому неожиданно, пока еще через 5-10 лет, возможно, это будет не надо, но сегодня иногда надо AVX 512 принудительно отключать, даже если он есть. И это зависит, во-первых, от процессора, а во-вторых, от ворклода. Потому что если у тебя недостаточно много этого AVX 512 ворклода, то процессор перегреваться не будет. Такая вот жесть. В общем, универсальная мега-единая реализация, все еще умрешь ее делать, и, в общем, совершенно непонятно, как бы ее сделать, как сгенерировать один такой вариант кода, который бы одинаково хорошо работал во всем этом долбанном зоопарке. На AMD, на старых, в кавычках, интелах, а не старой 5-летней давности, на новых интелах и т.д. и т.п.
В этот момент я сломался, посмотрел вот на это вот все. Здесь какие-то прагмы, тут дизассемблеры по 1000 инструкций, тут плюс на минус перепутать невозможно. Только пукнуть хотел, а как обычно ядерный взрыв произошел. Я принял нехитрое управленческое решение, что мы будем, неочевидное, что мы будем спасать ненужное, а нужное мы спасать не будем. Это должно поставить в ступор всех. Я специально подбирал такую формулировку, поэтому сейчас я ее, конечно же, объясню. Итак, что я в итоге решил делать, посмотрев на вот этот весь праздник жизни, или, как говорят по-английски, annual carnival. Я решил спасать ненужное, а ненужное не спасать. Бейслайн-реализация, пусть с ней, пусть у нас всегда будет некая бейслайн/фоллбэк реализация, которую генерирует компилятор, и она включается в тех случаях, которые нам не сильно важны. В тех случаях, которые нам важны, давайте по одной потихонечку добавлять реализации руками со всеми интринзиками. Да, долго, уныло и так далее, но на самом деле не так страшно оказалось, как могло бы быть, потому что каждая конкретная реализация этих все-таки достаточно простых функций расстояния — это буквально страничка кода. Ну, это если ее компактно писать, а не темплейтами обмазывать. Если темплейтами обмазывать, то, конечно, можно и 5 страниц кода. А так одна. Вот. И получается нудно и... Не поймите меня правильно, это отвратительный код, который я не хочу писать. Я хочу, чтобы автовекторизация работала. И я этот код писать был не должен. Но, к несчастью, для того, чтобы дать гарантии, именно гарантии того, что у меня в продакшене все работает, работает на этой платформе, работает на той платформе, с этим типом данных, с тем типом данных, и ядерный взрыв не изображает, я вынужден писать ублюдочные реализации руками. Но ублюдочные реализации руками выглядят, честно говоря, не так страшно. Inner loop вот этой реализации выглядит вот так, например. Здесь для того, честно говоря, для того, чтобы он влазил на слайд, я define load 8f использовал просто для того, чтобы строчка в одну строчку влазила. В реальном коде его нет, и там просто load ups. Вот такой вот, немного страшненький. Тем, кому сильно страшно, но, честно говоря, вам страшно просто потому, что здесь функции длинные и с плохо читаемыми названиями, с дурацкими префиксами. Полю тему. Сделайте себе немножко дефайнов, небольшой иконостас дефайнов, буквально на 10 строк, и код будет выглядеть примерно, и код будет выглядеть примерно вот так, значительно более читаемо. Ну да, это не такой приятный код, как он мог бы выглядеть вот в таком вот случае, даже с ручным анроллом, и тем более еще менее приятный, чем просто без всяких анроллов и так далее. Но проблема с этим кодом, без вот этой вот жести, заключается только в том, что в каждой строчке ты вынужден молиться, что у тебя не произойдет ядерный взрыв, и никто случайно не исправил плюс на минус, никто случайно в TeamCity не поправил флажки сборки, и все еще у тебя все это нормально работает. Плюс за счет того, что мы руками пишем вот эти 5 строчек inner loop вместо вот этих 2 строчек inner loop, у нас внезапно появляется еще несколько возможностей решать те проблемки, про которые я говорил. Ну, собственно, сразу есть unroll, плюс, возможно, вот такой вот фокус про хвост, когда вместо дурацкого цикла, который генерирует GCC, например, мы одной инструкцией с каким-то сдвигом относительно хвоста этот хвост весь обсчитываем. Здесь я его демонстрирую на AVX 512 примере, потому что он выглядит красивее всего, а для AVX 2 он на 2 строчки длиннее, потому что вам тогда нужна еще константа с маской, которую надо загрузить. Вот, на AVX 512 это можно сделать вот так. Вот такой вот код, который хвост обрабатывает, подчеркиваю, маневром, мы не обрабатываем по одному элементу, а сдвигаемся, читаем 16 элементов или 8 элементов с хвоста и маскируем те из них, которые нам не нужны, и за одну векторную инструкцию весь хвостик от 1 до 15 элементов включительно обрабатываем, он дает нам какой-то плюс. Какого черта я фокусируюсь на этом, значит, хвосте и так вот за него трясусь и много раз его упоминаю? Да простой ответ. 1.26. 26% не лишние. На векторе, размерность которого делится на 16 нацело, честно говоря, измеримого отличия нет. Но на векторе, например, уродской размерности 100, а 100 — это довольно уродская размерность с точки зрения AVX 512, потому что 96 плюс 4, и это долбанное 4 ни на что не делится. Вот с таким вот фокусом, вот с таким вот хвостиком, извините, разница 34 такта и 43 такта примерно, то есть на практически треть. 26% за счет вот этого вот, ну, наверное, извините, не лишние. Мне, например, не лишние.
лишнее. Кроме того, с таким же фокусом у меня мгновенно начинает работать хитрый динамик диспатч, то есть, иными словами, и тоже неожиданный момент, и довольно, возможно, важный, заслуживающий, наверное, отдельного упоминания из слайда. Неожиданно инлайн-функции и фарш из шаблонов работают хуже, чем указатель на функцию, и выбор этой функции динамично в тот момент, когда ты начал заниматься поиском. Странно, но вот так. Это почему? Гипотеза такая, что это, скорее всего, потому, что часть функций инлайнится, точнее, в случае с шаблонами происходит некоторый комбинаторный взрыв, в части места оно инлайнится, в части не инлайнится, и code кэш работает, честно говоря, хуже по сравнению с тем случаем, когда у тебя функция расчета расстояния, которая самая нагруженная, подчеркиваю, штучка, вызывается часто. Вот. И, соответственно, за счет того, что очень неинтуитивно, но факт, через указатель на функцию оно работает быстрее в продакшене, чем, с инлайн-функциями и шаблонами. И одновременно с этим еще решает мне ряд понятных вопросов. А что, если мне потребуется другая реализация для AMD? Другой указатель на функцию. А что, если мне потребуется отключить AVX 512 принудительно? Другой указатель на функцию. И, конечно же, как мне отрезать вообще расчет хвоста для тех размерностей векторов, где оно и не нужно? Да другой указатель на функцию. Отличный механизм, конечно, совершенно несовместимый с C++26, а больше похожий на просто C73, но, тем не менее, работает до сих пор хорошо. И немаловажная деталь — поддерживать такую штуку затем просто. У меня есть бейслайн-реализация, которую компилятор как хочет, так и скомпилирует. У меня есть специализации, которые я подтаскиваю этими самыми специализации, которые я делаю интринзиками и использую с указателями на функцию. И, честно говоря, если я начну, если, скажем так, я не зассу сносить ненужный код и надеяться на то, что автовекторизация работает, и захочу вместо вот таких простыней интринзиков оставлять автовекторизованные реализации, если сумею дать им какие-то гарантии, что они нормально скомпилировались, я и это могу сделать. И тут возникает интересный исследовательский вопрос, которым я, конечно же, Децл позанимался. А как гарантировать эту самую автовекторизацию? Но неужели у нас никакого метода нет попытаться хотя бы сделать так, чтобы дать гарантии, что у нас нормально эта функция собралась, и вот этого взрыва на 870 инструкций не произошло? В принципе, есть. И лучшее, что я придумал, это нехитрый фокус с RDTSC. Только он работает плохо. Казалось бы, берем один раз, запускаем функцию, смотрим на разницу RDTSC между двумя запусками и понимаем, сколько тактов она заняла, и там как максимум запускаем функцию 10 раз. Ха-ха-ха. Только, к несчастью, в реальности это работает не так. Моя начальная гипотеза была, что, грубо говоря, делаем 10 повторов на одних и тех же данных, все прекрасно лежит в кэше, и в одном из 10 повторов я получу точное, скажем так, количество тактов, идеальное, которое, как следствие, не будет дрожать. Как только я начал этим заниматься, выяснилось, что все это, конечно же, вообще не так. Если делать 10 повторов, 10 тысяч повторов или даже 100 тысяч повторов умножений достаточно больших векторов, такты пляшут от 694 тактов до 2000 тактов на сколько-то повторов на плохой функции. В 3 раза пляшут с большим количеством повторов. И это такты не усредненные. Это минимум по всем этим запускам. Минимум. И тем не менее, минимум по 10 тысячам запусков пляшет вот так. Вместо RDTSC надо пользоваться RDTSCP. Если вы немного просмотрели и где-то сработал инлайнинг, не сработал модификатор no inline и так далее, и даже если вы протянули вашу функцию через указатель на функцию, но через не volatile указатель на функцию, функция имеет шанс заинлайниться, и количество тактов сползет. Код кэш, естественно, сбивается в момент, когда у вас... Более того, оно иногда сползает так, что в одном месте инлайнится, в другом не инлайнится. Более того, если у вас при этом какая-то фиксированная константа в размерности вектора, то GCC генерирует, и это было довольно неожиданно, второй специализированный вариант функции, который именно в этом inner loop использует. Иногда он его вызывает, иногда инлайнит. Это полная жесть. Соответственно, вот на эти микробенчмарки с попытками, скажем так, гарантировать, что функция у меня собралась как надо, я боюсь, я убил чуть ли не больше времени, чем на предыдущие микробенчмарки, и пришел к следующим неожиданным
крупным выводом, что нельзя делать 10 тысяч или 100 тысяч итераций, надо делать минимум 40-50 миллионов тактов, то есть ты гоняешь вот эти функции, пока не намотаешь 50 миллионов тактов, а лучше 100. И только с этого момента у тебя суммы тактов стабилизируются, и минимальное по всем итерациям количество тактов перестает дрожать от запуска к запуску. Иначе оно от запуска к запуску дрожит в 3 раза. 30 миллионов тактов не хватает, реально не хватает. Надо делать RDTSC или RDTSCP, и это дорогая инструкция. Если делать один запуск, то этого не хватает. Сама инструкция RDTSCP слишком сильно влияет на результаты замеров. Но это решается как раз просто. Делаешь за один запуск 10 или 100 запусков своей считалки и смотришь, что получается. И, в общем, конечно же, не забудьте протянуть вашу функцию через volatile function pointer. Дурдом! И если все вы это сделаете, нигде не ошибетесь и сделаете корректно, то в этот момент и только в этот момент вы сможете автоматически гарантировать, что GCC вам сгенерировал правильный код, если захардкодите нужное количество тактов у вас в программе и перестанете запускаться в тот момент, когда оно оказалось в 10 раз меньше ожиданий. Потому что количество тактов после того, как я его стабилизировал и так далее, получается примерно вот такое. Просто O3, начальный вариант в лобешник, это 700 тактов, с правильными флажками 87 тактов, и от запуска к запуску 87, 88, все что угодно до 90, и оно немного дорожит. Что интересно, все еще получилось недостаточно хорошо, потому что, видите, вот эти 87 и 90, которые без анролла, и 79, 83 с анроллом, они очень близко, у них есть шанс пересечься. И, скорее всего, на разных процессорах они действительно начнут пересекаться. То есть неожиданно вот все эти приседания, которые вокруг микробенчмарка, мы можем сделать микробенчмарк на запуске, тратить несколько миллисекунд на то, чтобы проверить, какой код сгенерировался. Обратите внимание на каждую дистанс-функцию. Придется гонять такой микробенчмарк и проверять в рантайме, что код, который сгенерировался, работает достаточно быстро и отказываться запускаться, если нет. И все равно мы можем промахнуться. У нас может отвалиться, например, unroll, и, к несчастью, там слишком небольшое отличие, 10%, и мы его не увидим на этом микробенчмарке. У вас в продакшн поедет все-таки версия, в которой unroll отвалился, и эти 10%, которые мы краили, они вот пропадут. Ну и что отдельно интересно, вот видно эффект от ядерного взрыва. 1000 тактов, это как раз 1000 плюс тактов, это как раз тот самый ядерный взрыв и есть, он хуже вообще всего. Казалось бы, все оптимизации доступны, вот, но тем не менее ядерный взрыв просто это самое худшее, что GCC может сгенерить. Какого черта он это генерит, я не понимаю. И одновременно с этим две нижние строчки доказывают, что с автовекторизацией, когда все работает, все достаточно хорошо, потому что две нижние строчки — это автовекторизованная версия с AVX 512 и ручная версия с AVX 512. Они практически идентичны. 54-63 такта от запуска к запуску, автовекторизованная dot-dist с соответствующими параметрами и ручная, самая последняя строчка AVX 512 dot. Такие дела. Как бы хотелось жить со всем этим великолепием, вот, значит, невероятным. Что мы имеем в реальном мире, получается? А получается, что в реальном мире даже на довольно простых функциях мы имеем полную непредсказуемость и негарантируемость результата и довольно много серой магии какой-то с прагмами, ключами сборки и чудовищную хрупкость результата, который сгенерировал компилятор по отношению к ключам, к отдельному плюсу или минусу и к долбанным прагмам. На каждом шагу мы вынуждены контролировать то, что сгенерировалось нырком в дизассемблер. Именно этого, хотелось бы избежать. Но не нырять в дизассемблер на каждом шагу и тем более, конечно же, в рантайме не контролировать RDTSC. Хотелось бы в некий идеальный мир, когда все это наладилось и какие-то гарантии векторизации компилятор тебе может дать самостоятельно, но, честно говоря, я даже пример кода какой-то draft proposal не готов в этом месте рисовать, так как все равно бесполезно, потому что даже если я его нарисую и все мы его здесь поддержим, то в стандарт его занесут в 2067 году, а к этому моменту я, конечно же, уже все равно умру и мне будет безразлично. Но, конечно, хотелось бы, чтобы какие-то гарантии перфа и гарантии на векторизацию давал компилятор, а не трюк с RDTSC, и чтобы у меня компиляция ломалась в тот момент, когда векторизация не сработала. А что делать сейчас, в 2025, не в 2067?
Да развлекаться, что еще? Мы же программируем на C++ не потому, что это нужно делать. Это в Яндексе особенно хорошо знают. Спасибо, что привезли. Яндекс — это единственная компания, которая все пишет на C++. Даже то, что не надо писать на C++, и вредно писать на C++. Вот поэтому мы продолжаем развлекаться. Что делать? Улыбаемся, машем, развлекаемся. Обязательно включать магические флажки, которые я вот вам рассказал. Теперь вы знаете, и, возможно, я сэкономил вам 2 часа экспериментов, что для того, чтобы автовекторизация сработала, и надо включить March равно Haswell и F-Fast-Math. Если я 3 человекам сэкономил по 2 часа, уже, в принципе, наверное, профит. К моему глубочайшему несчастью, обязательно постоянно пыриться в дизассемблер и минимально изучить эти долбанные ассемблерные инструкции и отличать mul ss, который обычное скалярное умножение, от v add ps, который v более широкое, 256-битное, и PS, соответственно, векторное умножение. Ну и помним, что гарантий нету никаких, что боевой билд — это вам не Godbolt, и что даже на абсолютно тривиальном примере скалярное произведение. Человечество давно знает, что такое скалярное произведение, и не первый десяток лет его компилирует. Но, тем не менее, до сих пор абсолютно, значит, идеально с гарантией скомпилировать не способно. В общем, ни на что надеяться нельзя, даже довольно на простых случаях. И, тем не менее, автовекторизация, когда работает, работает. Когда помогает, помогает. Но в самом деле, когда мы всего этого поели, правильные флажки выставили, правильные прагмы засунули и так далее, мы можем себе позволить, получается, вот эту вот дичь с интринзиками не писать, а писать все-таки под контролем глаза, под контролем дизассемблера глазом маленькие аккуратные функции с правильно расставленными прагмами и флажками сборки, и будет хорошо, и будет настолько же хорошо, насколько получается с интринзиками. Ну и, соответственно, в некоторых сценариях это работает. Например, если у вас нет зоопарка компиляторов, операционок, железа и так далее, весь каковой зоопарк вы хотите поддерживать, то вот вы можете, значит, прибить гвоздями флажки сборки, версию компилятора, и, скорее всего, все будет работать хорошо. Как абсолютный минимум это дело может помочь при разработке банально, потому что, естественно, какие-нибудь эксперименты, а что если unroll на 2, а что если unroll на 4, а что если так, а что если эдак, их банально с автовекторизацией проделать существенно будет быстрее, чем все писать руками. Но единственный момент, что и в этом случае тоже без дизас мы никуда. Возможно, в 2026 году мы послушаем доклад о том, что LLM-модели уже достаточно хороши, чтобы все это делать за нас, и нам, наконец-то, руками вот это делать не надо, а надо делать что-то другое интересное. Вот. Но пока еще 2025 год, и пока еще руки дизасом или хотя бы прагма GCC Unroll. Итого, обещанный вывод. Так что по автовекторизации в 2025 году? Как я и обещал, ну да, но нет, но да. Ну да, она как бы работает в целом, но нет. В продакшн, например, я ее заносить, говоря предельно вежливо, зассал, потому что гарантий нету, и не могу я себе позволить внезапный дроп производительности в продакшене в 12 раз из-за того, что у меня сборка сломалась. Но да, автовекторизация в целом работает, и как минимум для разработки ею пользоваться достаточно прикольно, время она экономит. Но в продакшене нет, потому что надежно, как швейцарский сыр. И 12 раз — это все-таки 12 раз. На этом все. Вопросы, комментарии? Это как-то сигнал, что не будет вопросов в комментариях. Не-не-не, спасибо большое, Андрей. Это сигнал, что я забыл микрофон. Спасибо большое, Андрей, это было очень круто. Эти ваши компиляторы, я так понял, очень непросты. You can ask questions in English as well. We have people inside. And don't forget to rate the talk using this QR code. А давайте спросим вот человека, который ближе всех сидит, вот который руку опустил. Да, а я еще добавлю по-русски, для тех, кто не понял, что вот этот QR-код предназначен специально, чтобы вы оценили доклад. И сделайте это, пожалуйста. Накидайте мне векторных инструкций в панамку. Да? Возможно, надо было тут стоять все это время, но это не точно. Можно везде. Так, не слышно. Там должна зеленая лампа. Надо держать, да? О, супер. Окей. Спасибо, супер доклад. Очень интересно было. У меня 2 вопроса. Первый. Есть ли риск словить какой-нибудь access violation, когда мы пытаемся с хаком с маской считать хвостик?
Нету. Дело в том, что ты его считаешь как раз по данным, которые уже есть. Представь себе, что у тебя размерность отвратительная типа 19, так вот с хвостиком ты за первую полную итерацию обрабатываешь элементы 0,15, а за последнюю итерацию с хвостиком ты обрабатываешь элементы 18, 16, бла-бла-бла, но маской оставляешь только 2 хвостовых из них. В этом и прелесть этого фокуса. Понятное дело, что это не работает для векторов, которые даже в одну полную итерацию не влезают. Для них нужен особенный код. Но для как раз векторных умножений, векторных поисков инференса ML и инференса LLM, то есть того, что жрет предельное количество компьюта, тебе вектора размерности меньше 16 не нужны никогда. Скорее наоборот, размерностью 1527. Я имею в виду, если мы выйдем за память, которая мы не выйдем страницы... мы не выйдем за память, мы всегда читаем только ту память, которая есть. Этот хвостик, мы просто читаем 16 элементов с конца. Получается, что часть элементов мы прочитали 2 раза, потому что часть из них мы прочитали на предыдущей полной итерации. И эти повторные элементы мы маскируем, мы их умножаем на 0. То есть считывание получается невыровненное? Да. Считывание получается невыровненное, но это, тем не менее, лучше и свои 26% лишь дает. Супер, спасибо. И второй вопрос. На армии будут ли компилироваться вот эти вот подчеркивания, векторные штуки? Конечно, не будут. Именно в том числе их и закроет бейслайн реализация. Я в кавычках ничего не знаю про ARM, потому что у нас в основном Intel и RISC. Там свои наборы векторных инструкций. Я думаю, те же самые проблемы и, возможно, даже хуже, так как я боюсь, что, грубо говоря, там инженеры Intel больше контрибьюшенов в GCC успели начислить, чем про ARM. Но это не точно. Может быть, наоборот, может быть, на армии оно векторизует еще лучше. Это надо отдельно смотреть в DISASM. Я думаю, там такая же история. И я думаю, там свои сложности и своя идиосинкразия просто есть. Такая же история про риски. Супер, спасибо большое. Да. Андрей, можно я небольшую поправочку сделать к твоему докладу? Наливай. Вот, в 67-м году не будет стандарта. Я по 3 посчитал, будет в 68-м. Ну, это достаточно далекое будущее, поэтому тут цикл релизов непонятен. Возможно, комитет опять уйдет на hiatus, возможно, будет ядерная война, наконец. Достаточно много вариантов. Да, давайте коротко еще один вопрос, но только один. Ну вот человек уже с микрофоном. Да, извините, пожалуйста, если я... Быстрый вопрос. Вот вы говорили, к 67-му году не примут, а вы, собственно, писали, что называется, на спичечную фабрику, спрашивали, как там, может быть, они прислушиваются к вашим проблемам? Конечно, нет. Я читал несколько блогпостов в сети, как люди писали на спичечную фабрику, и просто, значит, чтение эпопеи про занос чего-нибудь простенького уже хватает для того, чтобы понять, что спасибо, я лучше на ассемблере попишу, в принципе, и так всю жизнь это делаю, и уже привык. Меня вот... Не поймите меня правильно, меня ситуация с ассемблерными вставками и интринзиками в принципе устраивает. Особенно, когда их можно в страничку ужать, написать одну страничку кода 20 строк вместо 3, лично меня в принципе устраивает. Да, хотелось бы, конечно, прогресса и не писать, но и там чуть-чуть побольше кода. Меня лично вполне устраивает написать, я от этого иногда развлекаюсь. А когда не развлекаюсь, то коллегам даю эту возможность. Спасибо большое. К сожалению, у нас нет больше времени на вопросы, но все остальное на обеде. После следующего доклада у нас будет кофе-брейк, и ловите Андрея, задавайте вопросы, которые не успели здесь. А следующий доклад представит Антон. And the next talk is going to be in English. We will get deeper into the allocation problems and discuss TCMalloc and how you can transfer your knowledge about the data you need and data you don't need to the allocator and get benefits from it. Our next speaker is a host of a podcast. And he works as a C++ developer, and he's an experienced developer in embedded systems and all. So let's welcome Alexei Веселовский. Привет, Леша. Лучше всего стоять чуть-чуть вот так. Да, мне говорили, что лучше здесь. Да? Ну ладно, Да. Слушай тех, кто говорил, возможно, у них более свежая информация. Работает ли у тебя кликер, вот это все? Сейчас проверим. Да. Отлично. So, today I'm going to talk about TCMalloc hot and cold feature. It's a new feature in this memory manager. But to warm up, let's talk about me. About my conference talks, previous conference talks.
So in 2020, I gave talk about dress sanitizer anatomy. In 2021, I gave this same talk, but about thread sanitizer. In 2022, I gave talk about Go and how to use it without runtime. In 2024, I gave a lot of talks. So first of these talks was about leak sanitizer and memory management. Second was about sanitizers and linker tricks, how sanitizers uses some linker options to create interceptors, to intercept the system calls. And I think the final talk on this year was about leak sanitizer and address sanitizer tips, tricks, and hacks. I gave this talk on CPP London. Unfortunately, recording is not available, but you can download slides from this QR code. And this year, I've presented memory profiling techniques and LLVM memprov tool on CPP Russia 2025. So all my talks are about system programming. Most of my talks are about memory and memory safety. But today I will talk about memory performance. So some of my previous talks are connected with this one, but the most relevant is the last one. So this here talk. Okay, now let's talk about memory managers. To use memory, usually, not always, but usually we want to allocate it first, right? And to do it, we are using memory managers. And there are many different memory managers. We have to compare them somehow. That's why there are a lot of different benchmarks for memory managers. And the majority of benchmarks actually compares memory managers by allocation speed or deallocation speed, how fast memory manager can allocate memory for you and deallocate it later. Also, sometimes they are comparing memory managers by memory fragmentation and size overhead. Okay, so basically, these benchmarks compares memory managers by checking how memory managers implement these two lines of code. So, but usually, memory allocation is not a final goal in your application. Usually, you want to use somehow this memory. So we are allocating memory to use it, to write something to this memory and read it back later. So let's add missing line of code here. This is our application. And actually, this line of code is deserved to be optimized because memory access speed is very, very important for your whole application performance. And hopefully, sometimes memory managers able to help us to optimize this line of code. Now let's talk about just one memory manager. So it is TCMalloc. And actually, it is not just one memory manager. There are at least two of them. One of them is a part of gperf tools. It is located here on GitHub repository. So it's open source. And another is internal Google TCMalloc, which is open source too. And it lives in another GitHub repository. Actually, this TCMalloc, internal Google TCMalloc, has some interesting traits. So first of all, it has a lot of additional optimizations for multi-threading applications. It's better fine-tuned for high performance. Another trait that it has additional dependency from absolute library,
And also, you have to use Bazel to build it instead of CMake. So, and in 2021, Google added new feature to their internal TCMalloc. They added hot-cold hinting for allocations. So, this hinting is actually a user-provided prediction how frequently this allocation will be used. So, used, accessed, read-write operations. So, and this is a piece of documentation for this feature. So, and you can see that TCMalloc provides a hot-cold variant that application may use to provide hints as to how frequently an allocation would be accessed. By specifying hot and cold hints, TCMalloc may separate allocations to improve data locality for hot heap. Okay, so in practice, for you as user, programmer, it means the following. They have added two additional, one additional operator new variant. So they have added additional parameter to this operator. So this is hot-cold parameter, and the value of this parameter has a range from 0 up to 255. 0 for less frequent access, and 255 for most frequent. So this is a usage example, how you can allocate memory. Here we are allocating just integer in heap, and we say TCMalloc that we will use this memory very, very rare. So this should be a cold memory. So it is our prediction. For sure, we later can we can frequently access this integer, but in this case, you can expect some performance degradation. Because, so it's better to not break this contract later. Okay, now let's talk about connection this feature with LLVM Mproof tool. So this is two different changes in two different repositories, and what is common here? It seems like these changes in TCMalloc and in LLVM repository are parts of a bigger and more ambitious project. It is PGO to improve heap access speed. So PGO is Profile Guided Optimization. On October 2020, Teresa Johnson have committed the following change to LLVM repository. So she added runtime support for the memory profiling. And in the description of this change, you can see that profile information will be used to guide compiler, optimizer, and allocation runtime to lay out heap objects with improved spatial locality. Okay, so the final goal is PGO, and the usage of this feature when it will be stabilized will be the following. You build your application with F-memory profile option. You run your application with realistic data or workload. It generates a memory profile file with some statistics how your application used each allocation during the run. And this is just an example of one allocation statistics from this profile. You can see that we have here stack trace. Stack trace is just is unique for each allocation. And we have count and size statistics. So allocation count, it's how the total count, how many such allocations was done during program run, program execution. And size statistics, because
the same allocation could allocate different memory size. For example, if you are allocating arrays. Access count, so it is, again, statistics, how frequently allocated memory was used. Used means read-write operations. Lifetime in seconds, so this application was very fast, and that's why we have zeros here. But this lifetime is in seconds. And CPU stats. So for memory managers, it is very important to check if there were such events as when you allocate memory on one CPU and deallocate memory on another CPU. So it's like migration, memory migration from one CPU to another. And yeah, and also we have access histogram per 8 bytes. You can see that this allocation size was 24 bytes. Actually, it was a very simple structure with only 3 fields. Each field was 8 bytes long. And here you can see that first field was accessed most frequently, and last 2 was infrequently used. Okay, what next? Next, as usual with PGO, you just build your application with option of memory profile use, and you link your application with this Google TCMalloc with this feature. And compiler will automatically replace your simple, not hinted new operators by new operators with hot-cold value. The values for each operator will be calculated automatically from profile statistics. And also, compiler is able to create some function duplicates if there are hot used allocations and cold used allocations that shares the same path, the same pieces of stack trace. And please note, so hot and cold usages is not about how frequently you allocate something. It's how frequently you access it. It's very different things. Okay, so more details about this LLVM memprof feature you can check in my previous talk. This talk was in Russian, in C++ Russia 2025. You can scan QR code and watch it. But the short summary, which was 7 months ago, memprof tool is very cool feature. This PGO optimization is very cool feature, but unfortunately, it is not so stable. It is not for production yet. So you can try to use it for your pet projects, or even can try for your production code, but there is no guarantee that it will work for you now. So, but TCMalloc hot-cold hints feature is ready to use in internal Google TCMalloc. Now let's talk about our intuition and about our expectations from this feature. So for our default operator new calls, we are not expecting any degradation. Okay, we change nothing, we just using TCMalloc, so we don't expect any degradations at all here, both for allocation speed and for access speed. For hot marked objects, we are also not expecting any degradation, but we can expect some performance gain in terms of accesses. And for cold marked objects, we can expect some performance degradation, at least for access speed. Actually, the first, not hinted new operator
it is the same as hot hinted. So in current TCMalloc implementation, they considered all memory as hot by default. So the only thing what you can change, you can mark some objects as cold. And that's it. But it is current implementation. It could be changed in future. So now let's talk about implementation ideas, how it could be implemented. So the main idea is to keep hot and cold objects separately. So just do not, as in some kind of dedicated memory pools areas, by separating by addresses anyways. Just don't keep cold next to hot. So it sounds very logical, but why should it work? Maybe we will have better swap usage, right? Yes, we will. So why? Because in memory, in operation system, memory is divided in 2 pages, and typical size is 4 kilobytes, but could be up to 2 megabytes or even more. And one page can have several allocated chunks. Operation system tracks access frequency to the pages, and in case of RAM shortage, it swaps, and swap means it removes this page from RAM and puts it to the disk, so it is very slow operation. And it swaps the least used pages, so the most infrequent accessed pages. And if a page was swapped, if there is access request to the memory from this page, it will bring it back to RAM. So it is, again, very slow operation because it have to read it from disk, load into RAM, etc., etc. So very, very slow. And if you have mixed usages on of the same page, like here, operation system, so such events when operation system have to write to the disk, read from the disk, swap it back, so will be very frequently. And if we are separating hot from cold, some pages will be only hot and will remain in the main memory in RAM longer. And cold pages could be safely swapped to the disk. So for sure, hot-cold separation will improve swap efficiency. Yeah, so that's great, but I think not each Linux system use swap. So it's maybe not the main purpose, maybe not the main use case. What else? Maybe we will be able to find some additional source of speed up. Maybe we will have a better cache utilization, L1, L2, or L3. Partially, because cache line is typically 64 bytes, typically, not always, not on all systems, but typically it is 64. And TCMalloc tries to not allocate 2 objects on the same 64 bytes to prevent false sharing between allocated chunks. So we will for sure have some cache benefits if in case of prefetching, but not because one memory request brings more than one object to the cache. And the major performance gain source lies on another cache in TLB. Actually, here we will have data TLB. So TLB is translation look-aside buffer. So it's simply a cache which stores recent translation of virtual addresses to physical addresses. So it is a piece of hardware. So it's a piece of MMU, which itself is a piece of CPU. So this cache is not in your
some main memory. It is just a separate piece of hardware. Okay, so let's go by example. So we have our famous application. So we are dereferencing P and want to write to this integer 42 number. So how to do this? For do this, we have to find physical address for this pointer, and this pointer contains actually virtual address of this memory cell. So this is our pointer. This is our virtual address space divided into pages, and this is one page. Content of our pointer, this address could be separated into two parts. So it is oversimplification, but it is enough for this talk. So the least significant 12 bytes, it is offset, and the most significant bytes is a page number. And page number helps us to find a page for our memory cell, and offset helps us to find our object inside the page. Okay, but how to find physical address? Because we have to write this to real memory. Operation system uses page tables. Actually, usually they are using page table hierarchy, but for the sake of simplicity, we will use just one here. So, and real physical memory is divided into frames. And each frame is just like page, so usually the same size, 4 kilobytes in this case. So, and we are doing very simple thing. We are replacing page number by frame number, and frame number could be found in page table. By frame number, we can find a given frame for our piece of memory, and offset will remain the same as it was for page. So actually, this address translation is just replacing page number bits in our pointer by frame number bits, and that's it. Very simple thing, works perfectly, but very slow. Because page table is pretty big table, a lot of data, and it's stored in your main memory, in RAM. So to access memory, you have to access memory. So it will add several memory accesses for each memory access. So that's why it could be very, very slow. So as usual, this issue was solved by adding cache. So it is our TLB. This is very small cache, but very, very fast. And first call will be slow as usual because there is no entry for our page number in this cache. That's why we will have to use page table. But the second call will be very fast because we will not have to do additional memory access. So we don't need page table at all. So that's why it will be very, very fast. But TLB is very limited resource. That's why it is very important to minimize diversity of page numbers during the same time frame. Okay. Because one page or frame can have several allocated chunks, they will share the same TLB entry. And if we have mixed usages of the same page, some memory is rarely accessed, some is frequently, TLB usage will be inefficient. So this is an example of bad page because we have mixed usages, so some objects are hot, some are cold. Also, we have not allocated memory here, so never accessed memory.
This is example of a good page. And this is a good page too, where we have only called objects and not allocated memory. Okay. Both effects, TLB utilization and swapping become more visible in case of using huge pages, because in this case, more objects will sit on the same page. To help operation system swap called pages efficiently, we can keep use small pages for cold memory allocations. So it will help operation system smoothly swap it. And we can use huge pages for hot objects. Okay, so now let's talk about implementation, how it was implemented in TCMalloc. So a short helicopter view to TCMalloc internals. And actually, TCMalloc generally is just very sophisticated cache hierarchy. So very smart, very sophisticated, but it's just a cache hierarchy. So if your user code wants more memory, it will call front end, and front end is just a per CPU cache. If per CPU cache doesn't have a suitable chunk of memory for you, it will try to get it from middle end, from transfer cache. If even transfer cache doesn't have the suitable memory chunk, it will request backend to refill center of free list. And so backend is huge page aware page heap, and it can request memory from operation system. And main implementation of hot cold feature is here. Because all other levels, I mean front end, middle end, is just very sophisticated lists of pointers. But huge page aware page heap decides where the actual memory will be located, actual addresses of memory. So that's why on this level we can decide to separate one type of memory from another type, from hot from cold. Okay, so what huge page aware page heap does for us, for this feature? So it separates address spaces, arenas by memory type, actually by memory tag. So it is a piece of source code of TCMalloc. And you can see here a lot of different tags, but the two most important tags for us is this. So it's knormal and kcold. Kcold. As you can see, there is no special tag for hot objects, for hot memory. You can be only normal or cold, and that's it. Okay. And how this tag is being used? So this tag actually is stored just inside of values of your pointers, inside addresses. So there are 3 dedicated bits in your in address. So it's from 42 up to 45 positions in a pointer. So I've highlighted it by green here. So for hot, normal addresses, and for cold addresses, 4. For hot addresses, we have value 4, and for cold addresses, we have value 2. So, and actually, you can get value of your pointer and extract this tag if you are using TCMalloc, and understand what the memory type and how this memory was allocated. And just an important note, this tag is very different thing from 6-bit tag on LAM U57 mask format. So this 6-bit tags resides in 57 up to 62 bits in your pointer.
on the top byte of 64 pointer. So it's different things. So now you can see why in TCMalloc implementation, normal or hot objects will be never next to cold objects, because we have just very different values here. So, and the second thing which huge pair-aware page heap does, it advises operation system to not use huge pages for cold allocations. So for cold allocations, it will use always, so, okay, not always, but mostly small pages, for 4 kilobyte pages. Now, let's talk about benchmarks, because all this theory is very interesting, but what about numbers? Unfortunately, I didn't find any published benchmarks for this feature, so I've created my own. So my benchmark is very simple, but we have to start from something. So my benchmark creates 16 million objects of 64 bytes each. It randomly marked, so these allocations randomly marked as hot or cold, and hot objects are linked into ringed list. So this linked list could be created sequentially or randomly. So, and access pattern to these objects, hot objects, so we will access hot objects only, so we will not touch any cold objects. So access pattern is very simple. We just go through this linked list, and we will write payload field, and that's it. So very, very, very simple. So, and on this benchmark, we will have 4 different setups. For each page size, for 4K pages and huge pages, and for randomly created list and sequentially created list. So 4 different setups. And for each of these combinations, we will use 7 different hot objects percentage, from 0.1% up to 99.9%. And also we will have 3 different hot hinting settings. First is correct, when hot objects marked as hot, cold as cold. Default, so it's just default behavior when we are not separating hot from cold. So the both pools will be marked as hot. And inverted, when hot objects marked as cold and cold marked as hot. So let's break the things. And in total, we will have 84 benchmark runs. Okay, now let's talk about results. This is results for 4K pages and a random list. But first of all, I have to present this chart type. So because axes are very important to interpret the results. So vertical axis is time in milliseconds. You can see that we have something about 15 seconds here. And horizontal axis is hot objects percentage, from 0.1 up to 99.9. So, and you can see that if we have number of hot objects less than 9%, we will have significant speed up for correct or inverted hot hinting settings. So the actual speed up could be seen even clearly on this chart. So this is performance gain chart again. Vertical axis is speed up in percentage, and baseline is our default settings when we are not separating hot from cold. Horizontal axis as usual. So, and you can see that we have significant speed up. So up to, I think, 50
percent for 0.1 percentage. For both correct and inverted. So for small pages, random access, it even doesn't matter how we marked hot and cold objects. Correctly, when hot is hot, cold is cold, or invertedly, when cold is hot and hot is cold. So, interesting. And this chart for the same setup shows us detail best or misses. So vertical axis is detail best or misses percentage. Detail best or misses, it's when we want to write something to the main memory, and during physical virtual address mapping to physical address mapping, there is no such entry in detail B. So it's a detail B miss. So, and it has a range from 0 up to 100%. Horizontal axis as usual. And you can see that for a lower hot objects percentage, we can significantly decrease number of detail best or misses. For 1%, it's, I think, 40% better. And for 0.1% of hot objects, it will just eliminate this detail best or misses at all. Now let's talk about sequential access. And here we have something new. We have significant performance degradation for default settings when hot objects are rare. So I mean less than 50%. Why? Because in this case, sequential access starts to be similar to random access, because we will have a huge gaps between hot objects. And you can compare the speed of sequential access and random access on this chart. And you can see that we have very similar numbers here for 0.1, similar here, and now it will diverge. So, and what about speed up? Speed up is actually huge. If we are separating hot from cold, we will have up to 80% speed up for hot objects. And again, it doesn't matter how we marked them, so correctly or invertedly. Yes. And what about detail best or misses? Yeah, so you can see for default settings, we will have a lot of detail B misses when hot objects percentage is low, but after that it will disappear. And if we are using correct or inverted, if we are separating hot from cold, it will just eliminate the detail best or misses at all. Okay, now let's try the same for huge pages. So it is random list, and we have something new here. We have performance degradation for inverted settings. So, and this performance degradation is something about 20%. So if you accidentally marked a hot object as cold, then you will have performance penalty. But correct settings still have some speed up improvement. So up to 20% for 0.1 hot objects percentage. And even inverted setting will give us a little improvement here. But for sure, on higher hot objects percentage, it will give us penalty instead of gain. Okay, so if you're comparing our speed up here for correct setting with speed up for small pages, you can notice that this speed up is not so great. Why? Because
default setting itself without separating hot from cold works much better in case of huge pages, because we have less number of pages and we will have less detail based or misses. You can compare default 4 kilobyte, it's blue, with default huge, it's red, and you can see that we have something around 20% speed up just by using huge pages. And it is detail based or misses, and you can see why inverted is so slow. Because for cold objects, TCMalloc always tries to use small pages. That's why we have a lot of detail based or misses, and that's why inverted is so slow. Okay. Huge pages sequential access. So the picture is very, very similar to the picture of small pages sequential access. But actually, we have something unexpected here, because correct and inverted is very similar. So even with huge pages, it seems like even if we are using small pages for cold objects, so this penalty is much less than benefits of just separating hot from cold, used and unused objects for sequential access. You can try to find some trends here for huge pages, sequential access, detail based or misses. But what is important? Actually, here there is only zeros, because the value for detail based or misses is this. So it's less than 0.02%. So this detail based or misses rate will not affect application performance at all. And all results, benchmark results on the same page. You can check it later, so slides are available. And now, if you want to use this feature, but you cannot use Google internal TCMalloc, actually, there are a few options to do it. So, several options. First, you can create your own allocator backed by a map with meta device. But actually, I cannot recommend it because it could be hard and error-prone. And also, actually, you could lose performance instead of gaining it. It is very complicated, and you can bring some additional vulnerabilities to your application. Another option, you can try to adjust your existing memory manager. If you are using Eclipse, you're unlucky, you cannot. If you are using TCMalloc, actually you can, because it has an API to use your own arena and use it for some allocations. So you're lucky, but you're not, because TCMalloc is dead. There is, I just found actually another promising memory manager. It is MeMalloc. Maybe it's not so famous, but it has rich API. It's alive. I think this MeMalloc is backed by Microsoft now. You can create and use separate arenas for call allocations. But if MeMalloc is not a case for you, then I have several other options, even with Eclipse. If you're not caring about swap efficiency, so you don't have to build your allocator from scratch, from map level. So you can use memory which was allocated by your current memory manager. There are two general strategies here
First, you can create memory pool for cold objects. So usually, you don't want frequently create and destroy cold objects. Usually, it creates rarely, destroys rarely, and accessed rarely. That's why you don't have very carefully optimize allocation speed for it. It could be slow, but reliable. So reliability is very important thing. So, and you can create cold memory allocator backed by memory allocated by memory manager. So this is one strategy. Another strategy is memory pool for hot objects. So all objects could be considered cold, except specially marked as hot objects. And sometimes it could be beneficial to copy data from your cold memory to hot memory pool, process it, and if we have some results or updates for these objects, to write it back to cold memory after processing. For sure, don't forget, and you can combine these two strategies on your application. And don't forget to benchmark it, because your decisions should be based on numbers. And and don't forget to care about DTLB usage efficiency. Now you know how it affects the whole performance. You can get up to 50% performance gain. So thank you. Don't forget to feedback me here. And and here you can get additional materials to this talk. So with source code, benchmark source code, and with raw numbers for these statistics. And also there are two different files for this presentation on GitHub. So you can download slides. Thank you, Alexei, for the hot talk about memory allocation. I was working on a project where we had our own allocator. Of course, every C++ developer has to develop their own, and it was replaced with TCMalloc successfully. So you can ask questions in English. That would be great. Let's start with the guy in the T-shirt of unknown color. In Russian too. Thank you for your talk. I have a question about security, because I have a feeling that this allocation could be used to leak some secret info, because there is difference in access time to hot and cold object. Is it not founded, or is it some recommendations how to use this allocation to not leak info? I think you will have different access speed even without this TCMalloc feature. Because if you rarely access some memory, then you will have DTLB store misses or load misses. And also your page could be swapped. And in this case, you will have a huge time to access this piece of memory. So I think it's nothing special here. And another thing that modern memory managers are separating memory by size. So that's why it will also affect access times. So. Thank you. Так, кто еще не сделал, пожалуйста, оцените доклад. Для этого есть QR-код. Да. QR-код, вон он, там он, справа внизу. Да. Thank you for your talk. As I got it, you said we can set value from 0 to 255 as a hint. Then TCMalloc converted to one of two flags with values 2 or 4, and then uses 3 bits in pointer. Yeah. First question, why it's needed 3 bits to values? And second question, what if we set not values 0 or 255 in hint, or something in middle of range? So
first, these 3 bits are used for tag value. And tag value, you can see that in enum class, which I showed, there are more values here. So all these values are stored in these 3 bits. So it's one part of the question. Another part is what will be used if you are choosing something in the middle, from 0 up to 255. Actually, nearly nothing. So it's have some kind of threshold. I don't remember exactly, maybe 1 or 10. It just now tries to separate hot from cold. If you if your value is bigger than this threshold, it will be considered as hot, and you will have this tag value. And if it's lower, it will consider it as cold. And that's it. So I think they made this API with this range just for the future. Now, actually, it is just 0 or 1. And in the future, they will need to use more bits from pointer. I don't know its implementation details. Yes, but maybe we can't convert 255 values. I don't know. Так, кажется, микрофон не работает. Должна зелененькая гореть. Earlier in TCMalloc documentation, they said that TCMalloc never turns memory pages to the operating system. Do you know if this is still the case? Never back to the operating system. I don't know. Okay. As far as I remember, it can actually, because I saw something in their source code. Thanks a lot. By the way, I'm not sure. Did you mention or not about the initialization of variables and retexts? Did you have a difference between when you create a variable for your benchmark to mention and when you check the retexts? I check actually right access, but anyways. Initialization, so like preheating hot objects, was done in separate loop before benchmark. Okay, so as I understand, we have predictable cache behavior. Yes, somehow, because in case of random access, all this data cannot be stored in cache, so because cache is too small. No, I mean, for example, could we face with memory barriers in this case? In my benchmark, so it's single-threaded application. Got it. Спасибо. Вот еще вопрос у молодого человека сзади. Thank you for the talk. My question is, do you name applications or classes of applications that would benefit of this kind of optimization? Because now we see only on synthetic tests, and it's hard to have any intuition of how my application mixes cold and hot memory. You have to try. So actually, that's why Google works on PGO for it, because it's hard to understand which allocation should be hot and cold without this profiling information, without this memory profile. That's why they are trying to make it automatically. You just turn on this compiler feature, run your application with realistic payload, and it will generate values for hot and cold allocations. Is it possible to predict speed up of the application just by measuring without modifying the application? I mean, do I need to implement it and then measure by myself, or? Yeah. So actually, you can try now. You can try to build your application by clan with this
LLVM features of memprof, you can gather statistics and read it by your eyes. So because it's in human readable format, as it was shown on my slide with, you know, yellow square. And you can analyze your code after that and manually mark your allocation as hot and cold. So I think the rule of thumb here is to, if you have small set of objects which are very frequently used, you can mark it as hot, and all other objects could be marked as cold. Okay, thank you. Спасибо. Так, давайте последний, наверное, вопрос, да? Yeah. Да, пожалуйста. So, if, like in my applications, I usually don't have objects that are accessed frequently and less frequently. It's more like you have an array, and part of an array is accessed frequently, and the other part of the array is accessed infrequently. So does it pay off to split the array into two pieces, the hot and cold piece, and then dynamically dispatch between, and benefit of cache usage, or not? I think yes. If so, at least you have to consider an option to have hot objects from this array on the same page or on the smaller set of pages. So you can do it by different ways. They could be in the same array, but hot objects could be compacted to the sequential indexes. So, and cold objects should be somewhere else. Yeah. Спасибо, Алексей. Отличный доклад. Давайте поблагодарим. А на этом, друзья, наша утренняя сессия завершается, но вас ждет прекрасный обед, поэтому я приглашаю всех пройти в холл и даже дальше выйти из здания, там тоже будет что-то интересное. И еще одну секундочку, у нас есть замечательная активность, это код-ревью. Обратно я всех жду к 13:40, подходите, будут не менее интересные доклады. So the morning session is over. And you can go to the lunch. The lunch is served in this hall, and you can go outside to the terrace. And please pay attention to the code review activity. You can review some code if you miss this during your days of work.
Мы потеряли Гришу, он увлекся код-ревью, кажется. Так, дорогие друзья, мы продолжаем нашу конференцию, и впереди нас ждет извечный спор для embedded устройств, на чем же все-таки писать код. Но вариантов тут не так много. Это C++ и C. Поэтому сравним их. Пожалуйста, Антон, расскажи, кто будет... На каком языке? На каком языке? На русском языке. Расскажи, на русском. кто будет делать этот замечательный доклад. А наш следующий спикер, он руководитель группы сенсоров и актуализаторов Яндекс Роботикс. Актуаторов. Простите, я учил это слово 2 дня. Сенсоров и актуаторов. Здесь мы узнаем, что это. Из Яндекс Роботикс или Роботикс, мы точно не поняли. Он эксперт в embedded системах, в оптимизации и в приносе новых технологий. Давайте поприветствуем Арсентия Гусева. Привет, Арсентий. Вот нужно стоять в районе вот этой тубы. Я надеюсь, тебе люди рассказали. Вот. Давай кликер проверим. Все знаем, все знаем. Сейчас. О, Раз, класс. работает. Тебе слово. Спасибо. Ну что ж, начнем с того, что можно попросить еще суфлер поправить. Вот. Начнем с того, что сегодня мы обсудим, как мы делаем код в роботах. Вот. И почему мы на наших проектах используем в основном стандарт C++20 и отходим от C-разработки. Вот. Так как в основном, это очень давний спор вообще в embedded разработке, приносит ли C++ дополнительный оверхед, и нужно ли его использовать в разработке, плюс он сложный. И вот этот холивар, он уже достаточно давно идет, тянется и будет еще продолжать тянуться много лет, потому что это очень инертная отрасль такая. А поднимите руки вообще, кто знает, что такое embedded разработка, сталкивался с какими-то задачами. О, классно, практически все. Вот. И начнем мы с того, что у нас есть небольшой план. Мы рассмотрим самые классические задачи, которые в embedded разработке встречаются. И здесь у нас будет про снижение перформанса как раз между разными концепциями. Мы рассмотрим, какие задачи вообще у нас в embedded возникают и в чем они отличаются от классической бэкэнд разработки, которой, собственно, мы тоже занимаемся. Вот. Мы также рассмотрим довольно специфические вопросы цифровой обработки сигналов и как нам помогает статическое связывание в нашем коде. Ну и в заключение поговорим о том, чего нам, собственно, в C++20 не хватает. И, видимо, мы это очень не скоро получим, потому что это приблизительно в 26-м стандарте выйдет, а до нашей отрасли докатится еще очень не скоро. Вот. Ну и немножко слов обо мне. Да, меня зовут Арсентий Гусев. Я уже очень давно в embedded разработке. Разрабатывал, производил медицинское оборудование в Ростехе. Оживлял проект роботов лавки. И сейчас у нас компания занимается разработкой роботов для Яндекса и для логистики в первую очередь. Вот. Ну и начнем как раз с вот этого насущного вопроса, какая же у нас разница между перформансом, абстракциями на C и C++. Потому что без абстракций писать довольно сложно. Вот. И как мы вообще воспринимаем вот это слово zero cost и для чего мы с вами сегодня собрались? Ну, это в первую очередь дополнительные шаблоны, конст-экспор-функции, которые появляются у нас с 17-го стандарта. Ну, в 20-м мы их более активно используем уже. И обработки ошибок с нулевой стоимости и концепции RAI. То есть когда мы можем управлять временем жизни объектами и ресурсами соответственно, при помощи конструкторов и деструкторов. Вот, чего в C как раз у нас и нету вообще. Вот. И как мы это измеряем? Здесь у нас 4 технических параметра и 2 таких организационных. Вот. Это нормированный перформанс, нормированный относительно максимальной производительности платформы, которую мы можем достичь. Это jitter, так как во многих embedded применениях мы часто работаем с циклически вызываемым кодом, и нам важно, чтобы у нас как время вызова функции попадало в определенное окно, так и время завершения функции тоже попадало в окно. И это
называется система реального времени, если вкратце. Вот. И, нас волнует объем кода и данных, потому что на платформах часто очень ограниченный объем как кода, так и оперативной памяти. И, конечно же, ошибки кэш-линий, потому что это заставляет использовать системную шину внутри устройства для того, чтобы доставить инструкции и данные, собственно, до вычислителя уже непосредственно. Ну и два организационных параметра — это скорость разработки, то есть как бы быстро можем любому нашему коллеге дать набор абстракций, как быстро он сможет с ними разобраться и написать функциональный код. Для этого в том числе важна связанность модулей, чтобы мы не писали одни и те же куски несколько раз. Вот. Вот это такие классические блоки, которые мы используем при анализе. Естественно, нам важно понимать, какие тренды и тенденции в современном мире, в том числе в микроконтроллерной разработке, как и в серверной разработке. У нас больше растет количество ядер в устройствах, но при этом у нас практически не растет производительность на один поток, так как мощность на вычислителях она уже уперлась в потолок. И дальше мы превратим это все в маленькое солнце. Как это охлаждать, не очень понятно. Поэтому в основном ускорение кода мы получаем за счет дополнительных сопроцессоров, которые делают какие-то операции более эффективно. Например, NPU для нейронных сетей. Или мы, соответственно, используем больше векторизацию, про которую сегодня уже был отличный доклад. Вот. И современные процессоры, они уже пошли именно в умножение количества ядер. Вот. И с какими задачами вообще в мире embedded мы с вами сталкиваемся? Это три таких больших класса задач, которые практически у нас постоянно возникают. Это цифровая обработка сигналов, а мы практически всегда на микроконтроллерном коде имеем дело с сигналами. Мы его должны буферизировать, использовать Direct Memory Access, фильтровать, провести частотный анализ и так далее. Вот. Мы должны также обмениваться командами с каким-то вышестоящим API, который нам говорит, что, собственно, делать, куда ехать и так далее. Вот. И это, как правило, система RTPS, Real-Time Publish Subscribe. Вот, классическая. И матричные вычисления, туда попадают как планировщики траекторий, так и, в общем-то, нейронные вычисления, инференс — это тоже перемножение матриц, по сути. То есть практически все это попадает в один класс задач. Вот. А при этом у нас вычислителей довольно много разных во всей этой системе. Мы в том числе пишем и серверный код, который крутится в облаке. Мы также пишем код на платформах с ГПУ, где мы обрабатываем в основном изображение с камер, получаем все эти данные и, например, штрих-коды распознаем. Вот. Точно так же мы пишем и код на микроконтроллерах, который уже непосредственно управляет сенсорами и актуаторами. Сенсоры, понятно, это в том числе датчики, расстояние и так далее. Вот. А актуаторы — это все, что приводится в движение, по сути. То есть моторы, BLDC моторы и так далее. Вот. Но есть особенность в том, что микроконтроллеры — это супертребовательная система. Я разделяю обычно два типа производительности, где просто очень высокая нагрузка и где мало ресурсов. И там нужна очень хорошая производительность, за которой мы постоянно следим. Вот. И вот в нашей платформе, которую мы используем, там всего 1 мегабайт размера кода, вот, и 240 килобайт оперативной памяти. Я думаю, что для многих, кто на серверах разрабатывает, это вообще просто кошмар какой-то. Ничего туда не поместишь. Вот. И наша классическая система, вот любой робот, о котором мы будем говорить, он состоит примерно из следующих компонентов. То есть это Robotic Management System, система, которая управляет стратегией, тактикой операций складских непосредственно. Это главный CPU, который собирает телеметрию, который проводит анализ данных, и в том числе обновление прошивок и высокоуровневое управление осуществляет. Вот. И дальше специализированные вычислители, которые обрабатывают изображение, получаемое с камер, и также могут управлять драйверами двигателя и непосредственно движением робота. Вот. И чтобы вам более было понятно, о чем пойдет речь, мы сейчас полюбуемся на два наших основных продукта. И первый — это робот-пикер.
который может хватать товары. Это все он в онлайне при помощи нейронной сети определяет, как правильно схватить. Он подносит это к ридеру штрих-кодов и перекладывает в другую корзину для того, чтобы это попало, например, в Якоме в ваш заказ. И в основном эти роботы распространены именно в Якоме из-за большого количества номенклатуры, потому что разные формы, упаковки и так далее. И именно там нужно много интеллекта. И второй наш робот, который называется Спектра, это робот-инвентаризатор. Он тоже у нас на складах маркета работает, и в том числе и не только уже на складах маркета. Он проезжает вдоль аллеи, по сути, и при помощи системы камер находит штрих-коды, находит повреждения упаковки, плотность заполнения может определять. Ну вот много разной видеоаналитики еще дополнительно подключает. Вот это два наших основных продукта, которые в разных ипостасях мы используем. Вот. И именно в embedded разработке мы очень часто применяем механику в цифровой обработке сигналов, которая называется табличные методы. Вот. Если кто учился еще в школе, то наверняка знает про таблицы Брадиса. Это для определения синусов, косинусов и не только. Такая книжка, в которой были просто значения. Потому что в то время было по-другому их не вычислить. Телефонов ни у кого не было. Вот. И обычно вот табличные методы применяются для фильтрации сигнала. Это самая классическая задача. Мы этот сигнал буферизировали. Он получился вот такой мохнатый немножко, то есть с каким-то уровнем шума, который мы собрали с реального мира. Вот. И нам нужно отсечь частоту. Соответственно, вот сделать его гладеньким, по которому мы можем уже делать управление более надежное. Вот. Для этого мы используем обычную свертку функции с фильтром, где поэлементно умножаем, соответственно, на коэффициенты фильтра, и потом суммируем полученный результат и получаем уже функцию, которая отфильтрована. Вот. Ну, классическая свертка функций с фир-фильтром. Вот. И если мы адаптируем алгоритм просто классический, который использует, как правило, линейное вычисление, и пытаемся его заменить на табличный метод, то мы получаем прирост в примерно 6 раз. А это достаточно существенно для любого вычислителя. Вот. И это вот первый метод, который мы используем, табличные. И как мы их реализуем непосредственно в коде? Ну, когда мы используем C-код стандартный, то у нас вот есть такой маленький класс, который мы сначала должны проинициализировать, потому что у нас нет конструкторов, мы помним. Вот. И у нас вот нужны эти коэффициенты low-pass фильтра где-то найти. Как же мы их вообще считали в этом? Ну, как правило, это либо внешняя какая-то программа, на которую мы заходим, вводим частоту отсечения, получаем вот эти вот коэффициентики и копируем в код. Очень просто. Либо чаще всего это какой-то скрипт, который с MATLAB напрямую генерирует со всеми фильтрами, установленными в системе, прямо в код эти значения. Что достаточно долго на самом деле. Второй блок — это мы используем DMA для того, чтобы забрать из его устройства, которое по DMA пишет в память нам в определенный сегмент, забрать эти значения. И здесь важно, что у нас получается такой асинхронный процесс, и часто мы используем внешнюю такую глобальную структуру, которая для этого применяется, потому что в C-коде у нас очень много глобальных объектов или таких псевдоглобальных через экстерн. Вот. И дальше уже происходит сама фильтрация, которую мы подготавливаем непосредственно. Но вот с появлением 20-го стандарта и даже, возможно, 17-го еще, мы можем вот этот массив значений просто генерировать внутри кода на этапе компиляции программы. И тогда она попадает именно в сегмент кода в read-only memory. И нам не нужно ходить куда-то в какой-то сторонний софт, сторонние скрипты, и это существенно ускоряет просто разработку банально. Вот. У нас получается такой класс, который может содержать вот этот массив данных для фильтра. И мы просто делаем const-export функцию, которая нам в онлайне через синкосинус считает все эти значения, тем самым существенно нам облегчая жизнь.
Вот. И дальше мы это оборачиваем в абстракцию, которая имеет темплейтные параметры и реализует, по сути, фильтр. Вот в данном случае это low-pass фильтр, который отрезает верхние частоты. Он получает у нас в качестве темплейт-параметра размер этого фильтра, чтобы определять задержку, которая у нас получится в итоге, и, соответственно, уже частоту отсечения и частоту сэмплирования, с которой мы эти данные собираем. Вот такая простая штука ускоряет разработку существенно. И помимо всего прочего, у нас есть достаточно разные бусты по производительности именно за счет того, что код, который на C++ у нас реализован, он более эффективный. Ну вот стандартно, когда мы генерируем коэффициенты, и используем в качестве базового кольцевого буфера, который мы чаще всего применяем в таком коде, так как получаем данные с DMA, вот, мы получаем существенный прирост относительно достаточно известной в Embedded Template Library, которая используется достаточно часто тоже в применениях, практически в 2 раза просто за счет того, что более качественно написана абстракция. Но тем самым мы немножко в самом кольцевом буфере уступаем реализации на C. Но когда мы уже делаем реализацию непосредственно с low-pass фильтром, то вот встроенная векторизация в систему, она позволяет нам получить от этого бонус и существенно ускорить вычисление. И вот здесь встроенная векторизация более-менее работает. И мы получаем в 2 раза ускорение. Хотя могли бы теоретически в 16. Вот. Второй большой блок тоже, который у нас используется, это статическое связывание компонент. Вот. То есть это задача, когда мы, по сути, реализуем на микроконтрольных устройствах API, куда нам должны приходить команды и где мы должны собирать телеметрию и отдавать ее наверх нашему аккумулятору, который ее дальше уже на сервера отправит. Вот. И в том числе это нам важно для организации логирования, потому что поток логов у нас достаточно большой, и при этом у нас достаточно, как правило, медленные интерфейсы для этого используются. Вот. Для этого мы используем связанный стэк, мы используем Robotic Operation System, которая достаточно часто применяется для таких решений. И наш стэк, он такой сдвоенный, то есть есть реализация на хост-платформе, как мы называем, которая работает на вычислителе с центральным процессором и с обычной моделью разработки, и на вычислителе на микроконтроллере. Вот. Это использует DDS-систему внутри себя для обмена сообщениями в режиме Publish-Subscribe. И здесь мы, как правило, стараемся сделать код унифицированный, чтобы нам не нужно было поддерживать 2 стека. То есть для этого мы пишем код одинаковым образом и стараемся, соответственно, его же сохранить и на хост-платформе, и на микроконтроллерах. И он должен достаточно эффективно работать. Ну вот мы просто делаем статическую модель наблюдателя для того, чтобы сжать вызовы в первую очередь. И для этого мы используем рекурсивный темплейт, чтобы иметь возможность привязать разных наблюдателей, проверить методы и, по сути, сделать связывающие вызовы для того, чтобы это упростить. Вот. И получается у нас общая такая модель, которую мы можем организовывать любое количество подписчиков. Вот. Почему для нас такая модель важна? Потому что в embedded разработке есть достаточно специфические тонкости в реализации этого контекста. Ну, во-первых, у нас практически нет динамической памяти. То есть в практическом смысле там нет модуля MMU. И любую память, которую мы выделяем, мы берем из оперативной памяти. Вот. Такой статический, динамический аллокатор у нас получается. Вот. А во-вторых, когда мы организуем какое-то неизвестное количество объектов, нам нужно заранее выделить вот этот объем памяти для того, чтобы получить объект. А если мы это делаем на этапе компиляции нединамическим объектом, то нам этого делать не нужно. При компиляции он выделит достаточно памяти для того, чтобы все связанные объекты хранить. Ну и плюс мы просто не расходуем память на связанность. Потому что хранить вектор или массив с даже указателями на embedded платформе — это дорого.
Вот. Это в первую очередь. А во вторую, это, конечно же, просто существенное увеличение в производительности. То есть, когда мы сменяем связность с C-подобного синтаксиса, где мы указатели используем, на вот такую статическую связность, то мы получаем ускорение в 12 раз просто за счет того, что у нас убираются вызовы функции по указателю, у нас убираются, если это используются классические модели C с виртуальными классами в базе, то у нас убирается виртуализация. Вот, и, соответственно, мы управляем размещением этих данных для того, чтобы их расположить ближе и в том числе, возможно, расположить ближе к Core Couplet Memory. Это такая специфическая область, очень похожая на кэш уровня L1, который очень быстрый. Вот. Ну и нет ограничения по размеру. Нам не нужно думать о том, закончится ли у нас стэк для вызова, закончится ли у нас количество вот этих объектов, которые мы можем связать, просто даже по указателям. Вот. Второй большой блок — это General Matrix Multiplication, или GEM, как он обычно называется. Здесь мы больше говорим о том, когда мы пользуемся такой векторизацией и пишем специфический код, который максимально может использовать платформу, попадаем ли мы в этот перформанс? И вообще достаточно ли хорошо мы используем вот автоматическое управление кэшем? Потому что кэш разного уровня — это такая система, которую мы на самом деле управлять-то не можем, а постоянно под него подстраиваемся. Вот. И для этого мы можем разделить такой блок для использования SIMD. SIMD — это базово просто собирание объектов в банче и выполнение их по нескольку объектов за раз для операций матричного умножения. Вот. Если мы разобьем это на блоки кода с последовательным увеличением оптимизации, у нас получится вот такой набор графиков, где мы просто перемножаем матрицы, допустим, квадратные, определенного размера. И для этого мы используем наивный вариант, поблочный, соответственно, с ускорением AVX 256, 512 и с использованием OpenMP. Как референс здесь берется библиотека Eigen, которая достаточно широко применяется и является тоже стандартом де-факто для вычислений, и, в том числе и научных, и траекторий, и для инференс тоже применяется во фреймворках. Вот. И у нас здесь возникает достаточно интересный момент, что когда мы доходим до размера 2048, то у нас резко начинает падать производительность вот этого одноцредового вычисления перемножения матриц на ускорение. Вот если видно, то синий и фиолетовый график, они начинают падать. Вот. И это происходит, из-за чего такая проблема может происходить. Потому что дальше у нас есть блок, который работает с OpenMP и разделяет, соответственно, на несколько процессоров тот же код. Уже задействуем многопроцессорность. И такого падения производительности у нас нету, как и на Eigen, в принципе. Но происходит это потому, что вот в этот момент у нас заканчиваются линии кэша. В принципе, вообще весь размер кэша у нас заканчивается и первого уровня, и второго, и третьего, и мы начинаем уже обращаться к памяти. А когда мы обращаемся к памяти, то это самая медленная у нас операция. И поэтому у нас существенно начинает падать производительность. Если же мы говорим про именно реализацию с OpenMP, то так как у нас кэш привязан к каждому процессору, каждому ядру, которое используется в нашем вычислении, и там он отдельный, как правило, то, соответственно, мы такого ограничения не получаем, потому что поблочный алгоритм просто копируется в свою область кэша для этого блока. Вот. И если посмотреть, продолжить как бы мысленно этот график дальше, то там начнет падать уже и производительность OpenMP при этом. Вот. А почему происходит падение? Потому что мы тратим циклы банально на переброс информации из оперативной памяти, соответственно, в кэш L3 уровня, и в кэш уровня L2, L1 и так далее.
Поэтому что нам нужно делать, чтобы вот это вот ограничение роста игнорировать? Ну, во-первых, стараться просто писать branchless код, что у нас достаточно часто используется, и в том числе это применяется и описывается в стандартах разработки MISRA и Автосар. Мы не используем там управление переходами и стараемся обходиться вообще без ветвлений, то есть чтобы мы могли точно предсказать, сколько алгоритм будет выполняться и как дальше работать будет. Вот. Мы также должны избегать системных вызовов и аллокаций дополнительной, потому что мы используем специализированный менеджер для этого. Системные обращения у нас всегда это довольно длительная и очень сложная история, которая десятки разных вызовов за собой ведет. Вот. Ну и, конечно, мы должны ориентироваться по производительности на то, попадаем ли мы в модель Roofline, которая часто используется для того, чтобы оценить теоретическую производительность и оценить, в каком месте на практике мы находимся относительно этой теоретической модели. Вот. Для этого мы оцениваем ее аналитически, считая производительность ядер и производительность платформы, потому что платформы могут меняться, и, соответственно, производительность будет меняться, и уже дальше работать с этой моделью. Но мы долго не будем останавливаться на описании, и тогда у нас получается из простого кода со всеми вот этими улучшениями, с использованием прагм и непосредственно векторизаций, мы получаем достаточно сложный, плохо читаемый код, который, если мы дадим нашему коллеге, он может не сразу разобраться с ним. Для чего мы часто используем различные ресурсы сторонние, в которых у нас часто описываются все команды векторизации, к которым мы можем апеллировать. Ну, это классический Intel Intrinsic Guide, который вы наверняка все встречали, и также используемый для инструкций NVE, NVE 2. Это такой же гайд, который сделан для процессоров ARM и, соответственно, всем, что с процессорами ARM связано. А в основном на микроконтроллерных системах у нас используются разные ядра ARM, он начиная от A-серии, заканчивая M-серии, самые малопотребляющие. Вот. Точно такое же вычисление embedded мы используем и на NVIDIA ядрах, потому что там даже более важно для получения перформанса правильно построить передачу между разными ядрами и тредами выполнения. Вот. Но на этом мы сегодня останавливаться не будем, просто так вскользь упомянем. Ну, а почему это вообще важно? Ну, потому что в первую очередь это отражается на экономике. То есть вся эта аналитика, она проводится для того, чтобы, первое, либо тратить меньше на серверных мощностях, с которыми мы работаем, либо второе, это в случае батарейных решений, а у нас роботы в основном на батарейках ездят, вот, и в том числе там, мобильные устройства, это тратить меньше энергии, собственно, батарейки. Вот. Для этого, используя вычисления, усредненные по исследованиям Хоровица, можно для нашего количества операций, это 3,7 миллиарда на инференс, вот стандартный MobileNet V4, такая классическая мобильная сетка. Вот для ее инференса мы в целом можем тратить 78,8 миллиджоуля. А при оптимизации с использованием внутренних ускорителей у нас существенно падает затрачиваемая на это мощность. И мы уже тратим 1 миллиджоуль, что в 61 раз, либо, если мы это исполняем на сервере, уменьшит наши затраты, либо, соответственно, если мы исполняем это на носимом устройстве или на роботе, то снизит потребление батареи, в принципе. Если масштабировать такие вычисления на большую модель, то мы получим экономию буквально в миллионы. Вот. И такой заключительный блок про то, что не хватает в жизни embedded-программистам, и чтобы нам очень упростило жизнь и лишило дополнительного большого количества кода, скриптов, которые как инфраструктура вырастают над нашими проектами в целом.
Ну, во-первых, не хватает прагмы, embed, которую мы очень ждем. Но, видимо, на моей практике, я не знаю, дождемся ли мы в каком-нибудь проекте. Потому что это, насколько я помню, 26-й стандарт. Вот. И сейчас мы используем дополнительные скрипты, которые редактируют просто файл с кодом и вставляют в него бинарные функции в хекс-формате, например. А таких файлов у нас достаточно много, так как прошивка — это, как правило, монолит, который загружается непрерывным куском памяти в систему. То там содержится код загрузчиков вторичных, там содержатся также скрипты исполнительных устройств, ну, например, для UR10, вот, пикера, который мы с вами видели. И также там хранятся, если у нас есть какой-то GUI, то в том числе и изображения, потому что зачастую в embedded системах нет файловой системы в принципе. Вот. Она достаточно редко там встречается. Вот. И второй блок — это, естественно, статические проверки при принтах и вообще в целом принты. Принты — это большая проблема. Мы, конечно, всегда хотим иметь достаточное покрытие нашими логами, где подробно объясняется все, как это работает в системе. Но, как правило, не можем. Не можем по 3 причинам. Во-первых, потому что это часто бывает медленно, и это существенно влияет на перформанс того кода, который мы исполняем. И поэтому в embedded среде практически липсишную реализацию принфа встретить достаточно сложно, она почти всегда переписывается. Вот, в более-менее крупных проектах. Нам очень нравится концепция FMT, и мы бы очень рады ее использовать, но там есть другая проблема. При компиляции, соответственно, специализированных версий шаблонов она генерирует много программного кода, который мы просто так расходовать не можем себе позволить, как правило. Вот. И это тоже большая проблема. Ну и третья проблема — это связано с тем, что мы в принципе не хотим хранить столько строк. Почему? Ну вот скажите, а кто вообще пользовался в своем программном коде оптимизацией по размеру? Вот не так много людей. Довольно редко встречающаяся вообще оптимизация, хотя она в компиляторе тоже в базовом наборе находится. Потому что про размер думают в основном embedded разработчики. Классический бэкэнд про это вообще не думает чаще всего. Вот. А между прочим, если мы посмотрим на прошивки размером 2 мегабайта, то окажется, что 40% вот этого программного кода занимают просто текст. Текст, который мы пишем в логах, который мы пишем для того, чтобы что-то подчеркнуть, передать какую-то информацию и так далее. И это еще не считая буферизации, которая используется, собственно, для отправки этого текста куда-то наверх через интерфейсы. Вот. И я считаю, что это очень-очень много. Можно расположить туда какую-то более полезную информацию. И мы, например, поступаем следующим образом, вполне логичным, на мой взгляд. Давайте перенесем текст в комментарии. Они же в коде тоже содержатся. И у нас есть, например, концепция там doxygen формата. Вот. И мы модифицировали немножко doxygen формат и стали переносить туда описание ошибок с дескрипшеном, что вообще тут нужно делать в такой ситуации, что мы хотим и так далее. У нас получилась вот такая система снаружи инфраструктурная, которая анализирует все наши файлы компилируемые и, соответственно, формирует такой JSON-чик с перечнем ошибок. Ну, достаточно все стандартно. Но в том числе там еще зашито много сложностей, связанных с резолвом дифов для коммитов кода в репозитории и так далее. Вот. Ну и, конечно, это генератор, который, собственно, из этого кода уже должен получить файл, который мы будем использовать непосредственно в работе. Вот такой простой шаблончик, в котором мы заменяем дефиницию проблем и инициализацию ее. Как и оставляем нашу ошибку как просто поле этого класса для того, чтобы у нас хорошо могли работать автокомплитеры и так далее по этому коду. Вот. И у нас получается код,
который может предоставлять удобный способ хранения этих ошибок в качестве вот класса с этими полями. И мне кажется, что вот эту часть, ее как раз очень хорошо можно было бы сделать через рефлексию, потому что мы можем тогда добавлять поля к определенным классам, во-первых, а во-вторых, мы можем, соответственно, убирать какие-то поля, например, с текстовым описанием на embedded платформе через template параметры и, соответственно, добавлять их на платформе уже хоста исполнительной, где мы за памятью в принципе не следим. Вот. Но при этом мы не можем делать это через файл, вот поэтому приходится создавать такие системы дополнительные. Вот. Ну и мне кажется, что если мы вот этот функционал к C++ добавим когда-нибудь, то гораздо больше людей, которые сейчас склоняются в сторону C и какой-то дополнительной инфраструктуры вокруг этого, которая постоянно обновляется, мы на нашу темную сторону переведем. Вот. И у нас будет получаться больше проектов вроде вот таких роботов-пикеров, с которыми мы уже дальше будем большие продукты делать в логистике. Вот. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я рассказываю об embedded вопросах разных и о проблемах, с которыми я постоянно встречаюсь в своей жизни и в своей профессиональной практике, и встречаются мои коллеги. Вот. И спасибо за внимание. Спасибо большое, Арсентий. Интересно про роботов. Красивые видосы, вообще очень круто смотрятся. Да, согласен. Арсентий, такой вдохновенный рассказ. Очень захотелось тоже подделать каких-нибудь роботов. А если вам тоже захотелось, то можете оценить доклад Арсентия. Я напоминаю, призываю всех это сделать. Давайте зададим вопросики. Let's ask questions and not forget to rate the talk. Так, вопросы. Вот, из того конца мы еще не слушали. Передайте, пожалуйста, микрофон Нет, молодому уже человеку. вот мы... Уже здесь? Да, ну давайте. Потом тогда вы, хорошо? Здравствуйте, спасибо за отличный доклад. Вопрос такой. Вы много говорили про минимизацию объема кода, который вы хотите получить, но с другой стороны вы говорили, что и пользуетесь темплейты для статического связывания. И конкретно вы сказали, что прямо используете рекурсивное отрезание для генерации вот этого обсервера. И страшно звучит, потому что, собственно, это самая как бы раздувающая код штука, то, что можно получить экспоненциальный взрыв и так далее. Это как вы боретесь именно с раздуванием темплейтов и мониторите, что лишние темплейты там не попадут в сборку? Спасибо за вопрос. Да, я уже говорил, что вот раздувание из кода из-за специализации темплейта — это большая проблема, которая вот в FMT, в частности, не нравится. Но в рамках системы здесь немножко по-другому работает, потому что мы, как правило, при помощи статического связывания выстраиваем единую структуру проекта. То есть, по сути, связываем publish-subscribe не через динамическое, не через указатель или каким-то другим методом, а таким образом. И именно поэтому, так как мы только одну структуру выстраиваем, как правило, то здесь оптимизация срабатывает хорошо, и там может быть только проблема, если слишком сильно подроблена сама архитектура композиции системы. Но мы стараемся такого не допускать. То есть, как правило, у нас здесь нужно уже работать на уровне именно количества модулей. Вот. Но да, такая проблема есть, за этим тоже нужно следить. Но, тем не менее, это все еще очень удобный инструмент, за который, да, приходится так платить иногда. Вот. Спасибо. А вот можно вот этому человеку? У нас сейчас фланги активизировались, это классно. Добрый день, спасибо большое за доклад. Хотел задать вопрос по поводу DDS в ROS. Вы сказали, что писали собственное решение, но, насколько я знаю, есть еще много решений, в том числе проприетарных, которые для этого используются. Почему было принято решение писать свое, а не использовать какое-то уже готовое?
Спасибо за вопрос. Но конкретно ROS мы не переписывали. Я считаю, что многие вещи лучше использовать из коробки, ну и в первую очередь из-за того, что это очень много ресурсов отнимает, потому что это большая, достаточно сложная система, в принципе. Вот. Но мы переписывали модули драйверов и соединения, которые реализуются через micro-XRCE. Это такая реализация низкоуровневого протокола, просто под ROS, которая достаточно общепринята. И просто здесь вопрос ее миграции на конкретную платформу. То есть написание драйверов, которые уже непосредственно общаются с модулями вот этой встроенной системы, которые, как правило, разный интерфейс немножко имеют. Вот. То есть это больше к драйверам вопрос. А саму систему XRCE мы, конечно, портировали, зачем ее переписывать. Вот. Спасибо. Вот молодой... вопрос. Давайте сюда. Спасибо за доклад. Можете сказать, как лучше обрабатывать ошибки? Использовать исключения, возвращать код ошибок или переходить на 23-й стандарт и использовать expected? Спасибо за вопрос. Он очень сложный. И, во-первых, мы действительно в нескольких проектах использовали exception код. Однако есть маленькая оказия в том, что, как правило, мы разрабатываем системы, которые должны работать перманентно. И у них нет возможности завершиться по exception и куда-то откатиться. Она должна продолжить работать. А это значит, что мы уже начинаем при помощи эксепшенов управлять, по сути, логикой нашего кода. А это не очень хорошо. В принципе, немножко нарушает концепцию. Вот. Мне нравится для обработки ошибок часть буста, которая называется leave. Вот я, например, ее часто использую, потому что она позволяет и с эксепшенами работать, и без эксепшенов тоже возвращать коды ошибок. Очень полезная штука. Вот. И помимо прочего, когда мы разрабатываем код именно с эксепшенами, мы часто используем несколько другие реализации libc. В частности, в самых маленьких представителях микроконтроллеров есть такая реализация nanolib, которая называется. Вот. К сожалению, у нас скомпилирована без флага разрешения эксепшенов, поэтому там этой реализации в принципе нет. Вот. И она ее не поддерживает. И довольно часто так происходит, что есть в стандарте и в libc и libc++ большое количество функций, которые в embedded просто неприменимы. Даже те же мьютексы, они как бы объявлены, но что они делают, не очень понятно. Вот. Потому что это bare metal код, там этого нету. А также с файловой системой, например, ее может просто не быть, а в libc++ она есть. Вот. В том числе. И здесь важно сохранять вот этот баланс. То есть либо написать реализацию, или взять библиотеку, в которой эта реализация есть. Но я чаще всего склоняюсь к реализации вроде лифа. Очень качественно сделано, на мой взгляд. Спасибо. Так, а давайте, у нас есть молодой человек, который на всех докладах задает вопрос. Давайте продолжим эту традицию. Вот он сидит в этом ряду. Здравствуйте, спасибо за доклад. У меня вопрос, может быть, не очень про C++. Сказали, что используете KIH-фильтры для фильтрации сигналов, но они, по-моему, самые дорогие с точки зрения и вычисления, и памяти. Почему не используете BIH, если у вас просто low-pass? Это уже в область, скорее, математики. Вот. Есть проблема в автоматическом вычислении, скорее. Big-фильтры тоже можно реализовать. Да, они будут меньше занимать по объему, но проблема в том, что часто можно подобрать коэффициент таким образом, что фильтр разойдется и станет нестабильным. Кик-фильтры всегда сходятся. Вот. Поэтому довольно часто применяют кик-фильтры. Это первая причина. А вторая причина в том, что инструкции MVE, MVE2, то есть это такой SIMD, который именно в микроконтроллерах применяется, специализированный для векторных операций, он специально заточен, как правило, под применение кик-фильтров и преобразование в быстрых фурье. Вот. То есть этот код, он достаточно быстро работает на самом деле, намного быстрее, чем можно ожидать. Вот.
Поэтому чаще используют KIH в основном, потому что они могут стать нестабильными. Ну, я просто могу порекомендовать использовать там, баттерворды второго порядка. Они, ну, можно подобрать стабильные, не расходятся очень дешево. Но не векторизуются, потому что там нечего. Ну, 6 да. умножений на шаг. Окей, спасибо. Спасибо. Вот есть вопрос у Андрея Аксёнову. Давайте передадим. Да, вот в первом ряду. Нет, так, пока. еще раз. Еще и держать. Господи, это сложно, для меня слишком технология. Привет. У меня, надеюсь, вопрос на 15 секунд. Я углядел умножалку матриц на X512 руками. И мне теперь дико интересно, а почему руками, а не какая-нибудь из готовых реализаций, условно, либо с XMM для мелких матриц, МКЛ, или BLIS для больших матриц. Есть ли какой-то толк от вот этой вот блочной умножалки руками? Потому что МКЛ, что BLIS, они же устроены ровно так же. Ну, в принципе, да. Реализация очень близка. Может быть, что-то там даже подглядели, так скажем. Но есть особенность в том, что именно умножалки матриц на микроконтроллерных, на других, про которые я сегодня не особо рассказывал, вот, под МВЕ как раз инструкция, их приходится писать руками, как правило, просто потому что в стандартных реализациях библиотек ускорителей там не бывает обычно. Это первое. Вот. А второе, ну, это скорее для того, чтобы объяснить в том числе и коллегам, и присоединяющимся к пулу людей, увлекающихся векторизацией, что есть предел определенный у вот алгоритма, который вы написали, который классно векторизирует, и на больших числах вы можете из-за кэша потерять перформанс внезапно. Хотя, казалось бы, существенно быстрее работает. То есть это такой показательный пример еще, скорее. Ну, то есть это не для того, чтобы считать, потому что если надо быстро-быстро считать, надо с МКЛ мелковаться. Да. Интересно, спасибо. Так, друзья, спасибо большое за вопрос. Давайте еще раз поддержим Арсентия аплодисментами. Арсентий, потрясающий доклад. Спасибо. Вот, и мы переходим к следующему докладу, который будет на английском языке. Он называется Logs for Lightweight Threads. И из него мы узнаем, как правильно выполнять блокировки в легковесных потоках, а представит докладчик Антон. Да. Our next talk will be in English, as Gosha has told. So it will be about concurrency and parallelism. And the speaker is he works in the University of London as a researcher, and as far as I can understand, he teaches lectures. So he's an expert in parallel computing and concurrency. So welcome, Vitaly Aksenov. Давайте поддержим Виталия. Виталий, проверь, пожалуйста. Да, давай. Ага. Так, звук есть, давай проверим кликер. Супер. Я думаю, мы можем начинать. Тебе слово. Yeah. Hello, everyone. Today we'll be talking about, like, as you see on the slide already, about the logs, and like this talk will be in two parts. Like it will be a little bit theoretical at the beginning, but then we will go to the practical part. Unfortunately, it will be not so interesting maybe as previous talks from the terms of practicality, and also I'm not as great as my speaker that shared the same surname, so it will be not that, like, not a lot of jokes will be here, unfortunately. So I will set up my time, like, stopwatch to check whether to stop, because my talk ranges from 25 minutes to 1 hour. So we will see how lucky I will be right now. Okay, so this is the joint work with my PhD student and like other students, and also my colleagues from Nizhny Novgorod, from Anton Malakhov and Andrei Churbanov. Taras will deliver the similar talk concurrently or parallelly in St. Petersburg. So we kind of use multiprocessoring already. So like, let's skip this, I already presented. So what my talk will be about, it will be split into two parts. The first is a theoretical, where I will remind you what mutex is and how it is usually implemented in the wild in the term from concurrency. Then I will briefly talk about lightweight threads or coroutines, as you know, on like briefly, because mostly I guess already worked with coroutines a lot.
And after, I will go on how you have to adapt the mutexes for coroutines if you want to call from them, and show you some experiments on the results. Let me start. So we will start from mutex. Mutex, as you know, like it's mutual exclusion. I will be telling like mostly locks. Mutual exclusion is mostly just to make an exclusion for the threads. So only one thread comes to the critical section, or somebody wants to update something. You take a lock, go there, and go outside. This is mutex. Locks are a little bit more complicated, but in this talk we will be talking about like this basic mutex or lock understand, because there are like read-write locks and like many others. So we have only two operations. We have a simple operation lock and we have a simple operation unlock. And of course we will be talking about the not the fairness. We will be talking about the performance mostly. Because the locks are the very used synchronization primitives, and in the multiprocessor, most of the overhead coming from the locks. Because if the locks were perfect, then you will get almost optimal parallelism possible. So the main goal of this talk is to talk about its time overhead. This is the kind of common example of using the lock. You just have some preparation section. For example, you want to put something in the set, then you have a very fast non-concurrent set. You take a lock, put this into the set, get some information out of the set, maybe the previous value, unlock it, and go in the section where you return something or calculate with it. So that's kind of the common pattern of how you're using lock, of course. And I've decided to separate the locks into the three parts. The first locks that I guess all of you are aware about are test and set locks, or simple locks that use just one register. So this is a simple lock. The ones that I guess some of you have worked previously, but I'm not sure whether you're aware of its insights. There are queue locks. For example, if you worked with Java at all, reentrant lock, for example, is based on the queue. The idea is it is kind of fair lock. Somebody comes to the queue and waits until the lock will be released. And there is the final that are most unaware type of locks are hierarchical locks. I will explain a little bit later why they're really necessary, but the core idea is that they were invented for NUMA architectures. We will also talk a bit later. And the idea is that you have their level of locks on the topmost, bottom, go, and so on and so forth on the lowest level, and you try to take the lock on the lowest level. When you are given this lock on the lowest level, you can try to attempt on the next level, and so on. So you kind of have to take k locks if you have k levels, kind of k locks. And if you took the lock on the highest level, you are happy, you finally got the final lock. This is the simple test and set lock. You just try to compare and swap it from false to true, and otherwise, and similarly, you unlock, you just set it to false. It becomes a little bit more complicated. This implementation becomes more complicated when you have a high load on this lock. So you have enormous amount of threads that are trying to take this lock. For example, already 10 plus threads. Why so? Because there is a large memory, if the critical section is small under the lock, you have a huge memory traffic on this locked cache line. The standard way on how to solve this problem on the memory bus to reduce this is to have a backoff. I guess you've heard something about exponential backoff. But the key idea is that if the lock is still locked, we just kind of sleep for a while or do some active stuff that nobody cares about. So it looks like that. We have a while locked. We just check that it is locked. We go to the backoff, and in backoff, several times we just try some active spinning. In the exponential backoff, for example, the number of times you spin grows exponentially.
depending on the time when how much you tried already to take a lock. Otherwise, you just go to sleep. This works with OS threads very well because you can sleep at any moment, you can get context switch at any moment by their operation system scheduler, and generally like you can just simply sleep. There is no problems with that. We will see that this will be one of the biggest problems with lightweight threads. Okay, so this is test and set. Now we are coming to a more complicated queue lock. We will take the most common MCS, which is Malloc-Scott lock. And the idea is pretty simple. You just try to insert yourself to the tail, and then like kind of on the guy to the next, you see like it is just waiting on its locked variable. And when the owner releases its lock, it just says, okay, I will set the next variable to true, and the lock is handled to the next thread. This is the code. Again, the code is simple. You just try to put yourself into the tail, and you wait on this locked variable until it is unlocked. The unlock, like all other code, is just for the corner cases, really. And here you just set the next guy to be unlocked, and that's it. Kind of what is the problem here? If you're working like in or with normal threads, this while also has a problem that it is just active spinning, and you have no idea when you will be getting there. And their normal usage of their MCS lock is that the guy just go to sleep here. So at first it just waits a little bit, like makes some active spinning on there, and if there are not some for a long time, it just went to sleep. And it will not be scheduled by OS scheduler until it is unlocked by another guy. Okay, this is just for the NUMA lock. Oh, sorry, for Q lock. Now we're coming for the hierarchical lock. I told that they're created for the NUMA. So what is NUMA? Like all the machines that you have in your company, I guess, like just kind of known as Intel Xeon or like AMD Threadripper you have on your machines. Usually one machine contains several of these chips. But unfortunately, you cannot have the same memory access to all the memory there, because each chip there has kind of its own local memory that is really shared, but it has own memory. So the idea is that you do not have four chips connected to the same memory, and they have the same access time. No, the memory is split into the banks that is local to each of the chip. And in each chip, when you want to access another's memory, you have to pay much bigger than you're accessing your local one. So that is why there are coming hierarchical locks. They're mostly done for NUMA. Their idea is that I will try to pass the lock not to the next guy in the queue, but try to pass a lock to the next guy on my NUMA. Or in my like, there can be more NUMA hierarchy. There are several levels, and their MCS lock, hierarchical MCS lock, is known as like you have on different levels. You have like this locking, and you will try to pass the lock on the lowest level several times, then on the second from the top layer, and going up. There is another one performance boost that will appear in the lightweight thread locks with this more precisely like the next lock, which is a cohort lock. Cohort lock is just like two-level one, and the cohort lock you see is just like KMCS locks by the number of the NUMAs, and the global lock is test and set lock. So when you kind of became the first in the queue, you can try to take a test and set lock. And by the result, you also get a very nice performance boost, even not for the NUMA. Previously, for test and set lock, we have some backup strategy and etc. Here, for example, their main interesting result is that you have only K threads trying to take test and set lock.
So you kind of reduce the contention of that lock, and you get the better performance. OK, great. Yeah. Also, there is a fast path and slow path. Fast path is just to take the global lock directly. Otherwise, go into the queue. OK. Now we've covered different locking policies and different locks. We're coming to lightweight threads. And OK, so you're here. I hope almost all of you are C++ developers. Maybe not, but interested in C++. You know that in C++20, they represented like coroutines. Unfortunately, for C++20 coroutines, they're they're stackless, so they cannot kind of replace the real OS threads as they are. And in the wild, there exist lots of different implementations of really lightweight threads or coroutines. So the C++20 are really kind of the coroutines, and we're talking a little bit more about lightweight threads. There are like confusion in the terminology usually. But the thing is that lightweight threads, or coroutines in our case, they're just fibers. They're just the replacement of real OS threads that has smaller context switch. But of course, you cannot get anything for free. And you have the problem that you have your own scheduler that schedules these lightweight threads. In addition to that, you have to program these lightweight threads much more like error prone. Why so? Because you cannot context switch at any moment of this lightweight threads. You are not operating system. You cannot just take any thread at any moment. You have to introduce yield instructions, so for the context switch, so that your real scheduler that runs on top of the OS threads will understand how to schedule them over OS threads. Hopefully, it's not. I made it very complicated to understand, but the main idea is that on top of OS threads, you have scheduler of lightweight threads. And this scheduler of lightweight threads running the lightweight threads on top. So kind of you have more hierarchy here. But what is the problem with the lock? So suppose you take your normal lock and just try to use it with lightweight threads. So here is an example, simple example. You have one large OS thread, like one OS thread, and two lightweight threads. And they're first thread took a lock, do something, and switch the context inside your critical section. And the thread one, since your context switched, the scheduler decided to choose the thread one, and it says, OK, I want to take a lock, and I will spin there. But you didn't have yield, simply, you didn't have yield in your lock implementation. So you're totally stuck. You will never get rescheduled again, because you cannot do context. The scheduler of lightweight threads cannot do a context switch at any moment as it wish. So we got a deadlock somehow. That's the problem. We have to solve it. Of course, the simplest thing that you can that may come to your mind is just to put yield. But this may be not very performance efficient generally. We'll come to that later. Also, about schedulers. Regarding NUMA, we already have the NUMA. So the schedulers are also not very trivial, and they can be also as NUMA-friendly and non-NUMA-friendly. The standard thing is, the standard scheduler is that you have just a pool of threads, and there is a scheduler. It says which OS thread is free, and just schedules from the same pool. But for example, if you want NUMA scheduler or something like that, you may have different pools for each of process or as thread. You have each pool separately, and when an OS thread becomes empty, the scheduler tries to take from the same pool at first, and if it is empty, it tries to steal from somebody else. It's commonly known as work stealing scheduler. And it's can be NUMA aware, for example. This one is a little bit slow, generally, because sometimes it is used just as a queue, this pool. So mostly fast libraries use the right part of work stealing scheduler.
Okay, and what we have as the waiting right now. So previously we had the waiting, active spinning, and sleep. With the lightweight threads, we have two. So we have active spin, we have yield, still like context switch, and we have suspend, resume. We will try to have suspend, resume. The idea is that when you run suspend, you kind of make yield, but your thread will never be scheduled at all until it is resumed. It's a very nice trick. The same as with sleep, kind of for the locks, is that you will never schedule the thread that does some meaningless job until it is woke up. So it's reasonable try to use suspend resume. There will be problems because like not all libraries support the suspend resume function. Okay, so we are. Oh, I'm running too fast, so I will slow a little bit down. So right now we're coming to the nice part, like kind of to the main part of my talk, is that I'm trying to explain you how it's possible to update their mutex for the lightweight threads. It will not be rocket science, but in their evaluation you will see that there are definitely problems with everything that comes with any implementation of the mutex. So the plan is pretty simple. So we will talk about like the common waiting lock with the backup strategy. Understand what backup strategy can be used for test and lock and for MCS, and talk about NUME-aware implementations. So we have like this waiting loop. You've seen it before already in my talk. We have a while condition, is that whether it's where the lock is locked, really. We just have while, and we make some backup strategy, and it's different for example, for test and set. We have two layers. We have active spinning plus sleep with some backoff. And for MCS, we really had also the same. We were kind of waiting. We were active waiting, and then we went to sleep. Okay, so we have right now, instead of two, so active spinning and sleep, we have active spinning, yield, and suspend and resume, or suspend. Unfortunately, for test and set, you cannot use both, right? That's unfortunately the problem here. You have only registers, one register, and you do not have any information about the lock. So you really, in test and set, you cannot make a suspend. So suppose for a moment you make a suspend. But how somebody will learn whom to resume at all, because it doesn't have any information. For the MCS lock, we already saw that we have a specific node for each thread that is added. And we can just incorporate in that node an information on how to resume that thread. So for test and set, we can make only yield, and for QLocks, for example, for MCS, we can make both. The code is pretty trivial, so it's just like we do several times we do active spinning, several times we do yield, and several times and finally we do like the proper suspend. Otherwise. Okay, nothing pretty tricky. Right now, this is pretty important. Like this part is pretty important for spin and yield, because we already saw that if you do not yield, you cannot make a deadlock. But before kind of yielding, yield is also not the free operation. Right? So it has to be rescheduled. So maybe while taking the lock, you want to wait for a little bit to be active. So you will not yield at the start. So you will spin a little bit. Maybe the lock will be taken away really briefly. It will be unlocked really briefly. So we will wait a little bit. And then only otherwise, we will try to yield. And suspend as our last resort if nothing really happened. So this is afterwards, this is the whole TTAS implementation. We just replace the backoff policy that we've seen at the start with their new backoff policy. The code remained the same. Okay, what's with their MCS lock, or Q lock, on how to pass the lock to the next guy? And here comes the problem, unfortunately.
So how it worked. So we were waiting for a lock. Then we decided to suspend ourselves. And the suspension is not really that fast, so it takes some time. And if you decided to give the owner of the lock tries to pass you the thread, and it tries to resume you in the middle of your suspension, you can have a problem. So with OS threads, it's usually that you kind of send a signal, please not to suspend, and it kind of doesn't matter in what order you do this. Unfortunately, this is not in our case. So if you do kind of resume before the suspend has finished, you are cooked. So you will never resume really the lock. It will not be resumed. Even that you call concurrently the suspend with the resume, you may not possibly to resume really the lightweight thread, and you have a deadlock again. So how to avoid this problem? So really we need to force us to make the resume only when the suspend is finished. How to do that? The idea is pretty simple. So as you remember, anyway, we have to store some information how to revive the thread that is sleeping. So we will have an additional register that will store information how to resume their lightweight thread. And for that, we will store just two special values, 0 and 1. It's just kind of, it's ready to suspend, or it was really resumed already. And the idea is simple. So we just, if we're trying to suspend, we just try to compare and swap from 0 to the suspend data. And the resume thread will see that you just did this, so I have to wait. It says that it's no longer one. And that's it. That's it. You just have a compare and swap kind of in both parts when you try to make it sleep and you make it to resume. And for this, for suspend, for example, you're trying to compare and swap. If you were unlucky to make a compare and swap, so that means that somebody has tried to resume you. We just spin and yield. Otherwise, we just suspend. So there is nothing really complicated about it. Okay, so we went over two simple and Q locks, and we come to the NUMA thing. And with the NUMA thing, right now, it becomes not very trivial. The main problem is we've seen that it mostly depends on the scheduler, where the lightweight threads will appear later. So when it is yield, it may appear on any other node, compute node. And when you're an owner and trying to pass to the next guy in the queue, this next guy in the queue, when it will resume, it really may not be on the same NUMA node already. So we kind of lost our NUMA locality that we wished for. That's pity. But we really cannot do much about that. There are several ways algorithmical ways that we predict that we can overcome this, but we didn't do this. The first thing that can solve this problem is to use NUMA over a scheduler that tries to take the next, tries to maintain the threads on the same NUMA, because as you remember, we have kind of local pools for each of the NUMA node. And the node, when it has a free OS thread, it takes from the local pool. So hopefully, we will be left on the same node, but it's not guaranteed. The other attempt that you can potentially do is that you can wake up already when you are the first in your queue and you're betting in the lock, you already wake up the next guy. So
that in the future you will know, like you will have k active threads running, really, like the first in each queue. And you will know potentially to whom to pass. Hopefully it will be from, hopefully there will be a guy from the same NUMA. Okay, we didn't test that. That's my hypothesis that this algorithm may potentially work. Right now we only use like NUMA scheduler from the libraries that we chose to implement with. But an additional note here is that we still have a very nice property of this hierarchical lock that we have a lower contention on test and set still. So it's not NUMA already, but it's kind of limiting the contention, which is already good for us, potentially. Okay. Now we're coming to implementation details on how and where we implemented it, all the code. So here is the QR code to our kind of library or just for the code. You can look how it was really implemented there. We just will try when we will make like since we are trying to continue the research, we will pop more information there. So like this will be the same repository for the whole time, I hope. So we took 3 target libraries for lightweight threads. These are the most common ones that appear in the world. So the first one is the Argobots. Argobots, it's a very, very nice library. It's pretty fast, as we will see on the experiments. It's really good. But there are some problems with that, is that it is an academic project, and it has lots of tweaks and tricks on how to properly tune it. So if, for example, you want to get out of the box, you can take Boost Fibers. Boost Fibers is, just, as you may expect, it is in the Boost library. And definitely it is quite good. It also provides NUMA scheduler. And if you do not want to make a lot of settings, I would suggest you to go with Boost Fibers, maybe. And finally, we took the library from our beloved Yandex, which is uServer. I think maybe you've heard about it. It's also a pretty nice library, kind of for lightweight threads for microservices mostly. So it has some downsides also. We will see, like all of them has different downsides, and we will see what is the problem. Right now I will be talking, so we know that all of them support yield. So all kind of libraries with lightweight threads support yield. And the question is how to support suspend and resume. Again, I like the word note, and here I want to note again, our choices of suspend and resume may be not as optimal as they are in the libraries, because we weren't able to find, like not all libraries support like suspend and resume out of the box. So we have to do specific tricks to make it work. Luckily, Argobots has suspend and resume because it's a very large library, like for academics. So it's definitely working good, and it has exactly this problem, is that you can resume only when the suspend is done. So that is why we had this complication with MCS lock additional to support Argobots, and I mean all others also, but we started with Argobots and we stuck with that for a while. For the Boost Fibers, we used the promise. For the promise, we create a promise, we get a future with wait, and to resume it, we just set the promise to true. It's not the best way to make suspend and resume, definitely in the Boost Fibers. We are unaware of any better. We are trying still to investigate that. The problem is that this approach has the locking at the back.
and it will highly affect their algorithms that use suspend, really, like that heavily uses suspend, especially MCS lock. Finally, for userver, we found a way so we will have single use event that from which we call wait non-cancelable. And to resume, we just said that the resume event.send. And it will emulate our suspend and resume. Finally, the most interesting part, experiments, and why we covered this enormous amount of locks before. We had a very simple, lightweight benchmarking that I will show here. Is that each lightweight threads will run for some times. It will call just simple operation. The simple operation just take a lock, run some critical section, unlock, make some parallel section or parallel work, and yield. Yield we're doing because if we do not do yield, and we will potentially get a starvation of lightweight threads. So it's a good idea to show yield, and it will show how good our locks with the collaboration. So for example, you can remove yield, you can run the lock, you can use the same lock as you have with OS threads, and it will kind of work in our examples partially. But what I'm saying is that if you are not doing yield, only the pack of threads will be working. And we will do not have really fairness, and we will do not have the real scenario that happens. So yield is important here. Okay, so we have 4 our locks re-implemented, like TITAS, MCS, HMCS. This is like the simple version of 2-level Q and Q lock. And NUMA MCS, as you remember, this is the Q at the bottom and TITAS on the top. Also, we compare it against mutexes of the libraries that are provided. Now continue with experiments. So we have the critical section and the parallel section as the parameters. The first one is the parallel for, where the critical section, in the critical section, you will have a parallel loop with 12 tasks. And this is also to show this experiment to show the collaborativeness and how well we're working with suspend. Because if you do not do a suspend and you do just yield, you will have a bunch of threads in the running pool. And to take these 12 tasks out of the pool, you have to pay some time, because you have a large pool until you find these 12 tasks. And if you are doing suspend, this pool will be shorter and you will take these 12 tasks much faster. Great. The second is typically used for NUMA locks. The idea is that in the critical section, we just read 2 blocks of cache lines and update it. It takes the NUMA is that when you pass the NUMA lock to the next guy in the NUMA lock, it's that these blocks of cache lines are already loaded onto this NUMA. So it will save some time. So when you want to pass the lock to the same NUMA node, potentially it will be faster. Okay, so we run on 96 hyperthreads machine. For some time, we had 5 independent iterations and taken the median. At the OX-axis, you have the number of lightweight threads. 96 is somewhere in the middle. It's a little bit tricky scaling here. It's double exponential. And the throughput on the Y-axis is the number of operations done by all lightweight threads in milliseconds. So here, test and set works the best. There is some potential explanation that the critical section is too large, so you do not have a lot of the problems with test and set lock. That is why it's pretty good. You don't have enough contention, but you see they work approximately the same. Test and set a little bit better, marginally better, but all others are the same. The original lock of Argobots works worse. We dig a little bit into that, and Argobots uses really test and set, which is not fine-tuned generally. So it's just have
Ours is a little bit fine-tuned for the machine itself, so that is why it works much better. For the boost fibers, test and set lock against works the best. And NUMA MCS lock as TTAS works approximately the same, and it is really important because NUMA MCS lock has this TTAS on top. That can usually be used as the fast path. So ideally, it takes like both advantages of Q-locks and test and set lock. So we expect that NUMA MCS will work kind of the best. So, but in boost fibers, the TTAS works the best. I mean, this high rise, do not worry about that because their OX axis is exponential, so it's not that high rise. And as we expected, because of suspend problems with the locks, the MCS and the HMCS locks are working not very good here. Also, the fiber mutex, like the mutex from boost fibers, works approximately the same as NUMA MCS, so we expect that it works, it is implemented almost the same. Finally, for uServer, we took the experimental work stealing scheduler because with the standard with one queue, unfortunately, the performance of all the locks is the same because their main problems were lying in the queue, in the scheduling queue. And for work stealing, so you see the result is totally different. So MCS right now is the best, and TTAS is the worst. We do not find the proper explanations, but uServer mutex is definitely performing the best, and it's similar to their HMCS, really, as we found. Okay, this is for the parallel 4, so it's how cooperative our locks are. And with NUMA passing. With NUMA passing, for the Argobots, you see like HMCS and MCS became like performing the best this time compared to previously what we've seen. TTAS is already not that best. So here comes that NUMA or just Q is much better with this benchmark. For the boost fibers, the results is still like TTAS and NUMA MCS. You see like they perform almost the same, but NUMA MCS performs a little bit better than TTAS. Still, like just normal locks are dead. I mean, MCS and HMCS are dead. And finally, for uServer, they work approximately the same with the TTAS lying somewhere below. One important thing that I didn't mention here is I moved slides very fast, and you haven't seen the throughput. And it is pretty important, because for Argobots, for parallel 4, you see the throughput was 30. For boost fibers here, it's 6. So it's 5 times margin. And their uServer is also 6. So their Argobots outperformed by a lot. That is what I told like at the beginning. It's pretty fast. But with their NUMA part, that's pretty funny. The throughput for their Argobots is like 200, maybe 200-ish. For the boost fibers, it's already 150, so it's only 2 times slower. It became 2 times slower. And finally, the uServer is 4. So here comes the main takeaways. It's non-trivial to make like the normal locks for OS threads to work the same. So we have to adapt the locks. Secondly, it's very important when you want to use lightweight threads and locks there, please think a lot about that. At first, which library generally of lightweight threads you're going to use, because it depends from like how easy it is to use and how performant it is. Plus, you've seen that already the results for locks are totally different depending on which locks are. I mean, NUMA MCS was reasonably well on all of them.
So that would be the best choice, I think, but we will see. So when you will try to use the logs, please run experiments before, because for your workload, maybe some logs will be the best and maybe not. So please check it before. Okay, so that is it. This is, again, the QR code for our project. I guess already, who wanted already find it. Their slides will be available later. And thank you for your attention. This will be the QR code for the feedback. Thank you. Виталий, спасибо тебе большое за то, что так подробно рассказал про теорию и практику блокировок в легковесных потоках. И особенно впечатляет твои графики, где ты обыграл Mutex Argobots столько раз. Это, конечно, очень круто. Thank you for the talk, Vitaly. Great that no mutexes were harmed during the tests. And now it's time to ask questions. Let's ask questions in both Russian and in English. We will send the mic. Так, вот есть рука, пожалуйста. Yeah, hi. The question was, you have chosen those three libraries. Like, did you do some sort of research? You have said that at some point of time you had to dive into some of them to see what's actually inside, and you said it's just basically TTAS. And why have you chosen those three? Okay, yeah. So the libraries were chosen because, like, Argobots is their kind of academia, top-notch research kind of environment, it has all the novel research in the lightweight threads. So like this is the most popular in the academia. Boost Fibers is kind of one of the most popular in the world, really, with the in terms of the lightweight threads, really, with the stackful coroutines. And the U server was chosen as a very nice example where we can just test that our approach is kind of transferred to it. U-server is really used a lot in Russia, so that is maybe partially our choice for U-server. Thanks. Так, спасибо. Еще вопросики из зала? Так, если нет вопросиков, давайте вопрос от ведущего будет. Ну, это все для Stackful карутин, а все-таки есть Stackless. Не пробовали ли вы что-нибудь с ними сделать? Потому что мне кажется, что карутины в C++20, которые появились, они хоть и очень сильно абстрактные, но в принципе классная же штука. That's a very good question. I would say we didn't try that. I a little bit worked with their like primitives for the lightweight threads for the coroutines. I worked a little bit with that, but we didn't yet dig into it, mostly because I think that their schedulers are not that fast, I mean, in the terms of stackless coroutines, I mean, right now. I mean, they're in the standard, but they kind of, you cannot tweak the scheduler or something like that just to experiment with that. Yes, thank you. I think it's most dependent on which schedule we use, and we'll look in future to this. Okay. Кажется, что... А, вот еще вопросик. Давайте последний тогда вопросик будет. Okay, thank you for your talk. My question is pretty simple. What's the real-life application of having 1,000 fibers trying to lock on one thing? That's a pretty good question, really. I mean, 1,000, maybe we took it too extreme just to show, but as you've seen on the results, it was 1,000. Like it's starting like from
from somewhere like from 200 to 1,000, it's almost the steep line. So I mean, like this is kind of the best, and we kind of by that we know already that we are good enough, like our log can good enough, and maybe for the unreal number of threads. But there are 200 or something like that appear if you will try to rewrite MySQL, for example, MySQL to lightweight threads instead of OS threads. So it's already going there. And for example, like your machines like that we have, like this is not the largest machines that appear in the world. Like it's 96 hyperthreads, just 96 hyperthreads. I mean, you can take Threadripper, like the later, I mean, not Threadrippers, AMD Epic or something. It's already 100 plus, already cores at the start. So you can run like, usually for the lightweight threads, you would like to run like 3-5 times more lightweight threads. So you are getting already just a machine with like just a simple processor with 100 cores. You will already having 500 lightweight threads. So there is a reason. Yeah. So we are not talking about like the simple scenarios, right? Like MySQL is already kind of hard scenario, right? But there exist. This one is, for example, yeah. Thank you. Спасибо, Виталий. Кстати, Антон, ты заметил, что Виталий у нас сегодня особенный докладчик? Потому что у нас сегодня выступают Андрей, Алексей, Арсентий, Артур, Александр и только Виталий не на букву А. Да, но фамилия только совпала, да? Да, вот с фамилией не получилось выделиться. Давайте поаплодируем Виталию, поблагодарим его за прекрасный доклад. Вот, а сейчас у нас, друзья, кофе-брейк. Пора взбодриться. Мы ждем вас снова в этом зале 15:50. Вот. Okay, let's go to the coffee break. So we are waiting you 10 to 4. It's 15:50. Let's drink coffee.
мы сдали музыку, у нас рефлекс уже. Надеюсь, у всех все хорошо после кофе-брейка. Всем удалось перекусить, и все готовы продолжать наши доклады. И нашу заключительную часть мы начнем с доклада про приближенные вычисления, которые особенно часто применяются в высокочастотной торговле, но также и в поисковиках, и много где. И где именно, нам расскажет Антон. Кто нам расскажет? Антон мне расскажет. Мы будем звать на сцену тимлида, который занимается высокочастотной торговлей, оптимизациями latency. Его зовут Артур Соловьев. Поприветствуем Артура. Привет, Артур. Спасибо, спасибо. Привет, так, ребят. Давай проверим, звук во всяком случае работает, а вот кликер — это извечная проблема. Хорошо, давайте проверим. О, ты нашел кнопочку, и это самое главное. Да. Пора начинать. Найти бы еще кнопочку назад. Так, ну что ж, привет. Спасибо, спасибо. Меня видно, меня слышно? Отлично. Так, я уже тут был, кстати, на Open Data Fest. Классный зал, классная аудитория. Я тоже хороший. Так, сегодня мы с вами поговорим про быстрые приближенные ответы. Приближенные. У нас появился апологет буквы Ё, но у нас разные в этом вопросе мнения. Но сначала пару слов в себе. Я руководитель группы в алгоритмической торговле. Это моя любимая предметка. Я готов говорить про это часами. И сегодня я вам расскажу, какие методы мы используем, чтобы добиваться быстрых ответов в нашей предметке, чтобы торговать быстро, чтобы отвечать быстро, но иногда кое-чем для этого жертвовать. Буквально пару секунд посмотреть на содержание. У нас сейчас просто будет небольшое введение, а потом мы будем заниматься задачками. Немного про ответы. Что вообще за ответы? Ну, это может быть ответ ручки бэкэнда, там, шаг алгоритма, может быть возвращаемое значение структурки данных, то есть буквально что угодно. Почему должны быть быстрыми? Ну, понятно, в случае условных аналитических логов мы хотим, чтобы табличка варилась не сутки, а час, да? Но это все еще не реальное время. Реальное время — это когда мы или ответили за единицу времени, или наш ответ вообще не имеет смысла. В частности, нам нужно реальное время, быстрые ответы в арбитражной торговле. Кстати, кто знает, что такое арбитраж, прошу поднять руки. Хорошо. Да, суп такой. Нет, суп — это, по-моему, буябес. Арбитраж — это, если коротко и супер обобщенно, то это разбор полетов. Разбор полетов между несколькими участниками рынка, когда один участник думает, что цена справедливая актива такая, а другой думает, что она немножко выше. И наша задача как можно быстрее между ними подскочить кабанчиком, узнать, что они думают, и если они думают слишком разные вещи, то вставить свое мнение, купить тут и продать там, и таким образом на эти 2% жить. Почему мы хотим делать ответы быстрыми, но надо чем-то жертвовать? Ну, поясню на примере индексов баз данных. К сожалению, у нас нет идеальных индексов. Наши индексы занимают место, они требуют времени на перестройку, они оптимизируются под какой-то конкретный профиль запросов. И также со сжатием данных, когда мы, например, хотим переехать из рама в кэши, у нас нет идеального архиватора. То есть любое сжатие будет с потерями, любой переезд из большого сториджа, большого, медленного, дешевого в маленький, дорогой, быстрый будет с потерями, если вот мы говорим про сжатие. Поэтому нам нужна какая-то дополнительная инфа для того, чтобы этот переезд прошел с выгодой и для того, чтобы мы в конечном итоге отвечали быстрее. 4 проблемы. 3 из них из алгоритмической торговли, 4 из информационного поиска. 4 проблемы, 4 структурки вероятностные, 4 решения. Хоть сейчас иди внедряй, вам понравится. Проблема 1 — это просто принадлежность элемента сету, if element in set. У нее есть наивное решение. Мы сначала рассмотрим его, а потом рассмотрим, как его можно улучшить. Наивное решение — это просто взять unordered set, вставлять туда и делать std unordered set insert, а потом std unordered set find.
Отвечаем при этом абсолютно точно, все делаем круто, но есть проблема. Если у нас 1000 элементов в сете, то сет занимает там столько-то килобайт. Если у нас там миллион элементов, то он занимает уже столько-то мегабайт. И где-то на этом моменте, если мы хотели отвечать с кэшовой скоростью, там наносекунды, нам на пятки наступает размер кэша. И мы хотим здесь сделать какое-то обходное решение, какой-то ход конем, как раз из-за того, что мы добавляем медленно и занимаем память. И в связи с этим нам нужны какие-то варианты. Можно подумать про то, какие варианты. Вы помните, я в самом начале сказал, что нам нужна дополнительная информация про профиль запросов, про то, какие они будут, про то, что мы можем изменять на скорость и т.д. и т.п. И это главный принцип наших вероятностных структурок и в целом оптимизации, основанных на трейд-оффах. Нам нужна какая-то информация, что мы собираемся конкретно делать. Структурка, которую мы сейчас рассмотрим, это фильтр Блума. Если коротко, в чем его отличие от unordered set? Unordered set — это когда у вас одна ячейка в структуре, один элемент в сете, один элемент из оригинального множества. А фильтр Блума — это когда у вас один элемент в фильтре Блума и несколько элементов в оригинальном множестве. Как это работает? Представьте спортзал и возле него ряд шкафчиков для вещей. И вы хотите, зайдя туда, увидеть своего друга. Что вы делаете? Без шкафчика вы вынуждены были бы оббегать весь зал. Без знания, в какой шкафчик ваш друг складывает вещи, вы вынуждены были бы оббегать как минимум все шкафчики. Но, зная любимый шкафчик вашего бадди, вы идете прямо к этому шкафчику. Если шкафчик пуст, бадди точно нет, разворачиваемся, уходим. Если же шкафчик полон, то тут есть варианты. Ну, полный обычно закрыто, поэтому аналогия отлично подходит. Тут есть варианты. Первый вариант — это наш бадди там и больше никого нет, но мы все равно идем, проверяем в спортзал. Второй вариант — это наш бадди есть и кто-то еще, мы проверяем. И третий вариант — это нашего бадди нет, но есть кто-то еще, с которым у него пересекаются шкафчики. Ну, мы в любом случае идем, проверяем в дорогой нижележащий storage. А в чем сильная сторона фильтра Блума? В том, что если большинство ответов у нас отрицательные, он не дает ложно-отрицательных результатов. Если шкафчик пуст, то человека точно в зале нет. И если шкафчик пуст, то мы можем это оценить, присутствие человека, просто заглянув туда и не обходя весь спортзал. И это принцип фильтра Блума. Я покажу вам псевдокод. Собственно, операции add и contains. Add — это мы закрываем шкафчик, ставим там единичку, а contains — это мы проверяем, закрыт ли шкафчик, есть ли там что-нибудь. Соответственно, если большинство запросов у нас отрицательные, то мы здесь очень выигрываем, потому что наш нижележащий storage остается без запросов, а легенький, маленький, быстрый фильтр Блума у нас на коне, мы в него часто ходим, мы не трогаем нижележащий storage, все круто. Но есть одна проблема. Представьте, что у нас этих шкафчиков, этих битов в фильтре Блума, скажем, 1000, и эта точность нас не устраивает. Что мы делаем? Все просто, мы делаем несколько хэшей. К сожалению, скобочка залезла на C++ Zero Cost Conf, но я думаю, что и без этой скобочки вы распарсите, поэтому буду рассказывать, как если бы вы распарсили. Итак, здесь у нас получается не один ряд шкафчиков, не одна строка фильтра Блума, не один битсет, а несколько. Что это значит на примере со спортзалом? Сходили к раздевалке, шкафчик вашего друга занят. Сходили на ресепшн, и на ресепшене тоже посмотрели любимый шкафчик вашего друга с ценностями. Если на ценности кто-то хохотнул, расслабьтесь. Если и там у вас матч, и там у вас что-то есть, это значит, что друг, возможно, в зале, а возможно, нет. Но если хотя бы один мисс-матч, если хотя бы один тип ящиков по адресу любимого ящика пуст, это значит, что мы разворачиваемся и уходим. Немножко экспериментов, чтобы дать вам понять порядок чисел. Смотрите, experiment number 1, 2, 3, 4 и так далее — это количество элементов. То есть 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, 400 и так далее. А синенькая прямая — это размер нашего unordered set, и мы видим, что он линейно растет на количество элементов. Ну, это логично.
А проблема в том, что он слишком уж круто растет и очень скоро перестает помещаться в быстрые кэши. И как с этим бороться? Мы оставляем нижележащий unordered set в раме, а над этим сетом в кэшах размещаем фильтр Блума. И фильтр Блума у нас отвечает со скоростью единицы нанок, а нижележащий storage будет отвечать со скоростью десятки нанок. И это один из use cases. Ура, больше не ходим каждый раз в нижележащий storage. Да, на самом деле я хотел сказать еще один момент. Дело в том, что прямые зеленые и красные обозначают размеры кэшей, и под ними должна быть еще одна прямая, обозначающая фильтр Блума. Просто ее, видимо, перегораживает зелененькая прямая, потому что фильтр Блума целиком помещается в L1. И еще спасибо Алексею Веселовскому за замечание. Я сегодня слушал его, потом, когда он начал говорить про DTLB, я такой, ага, а мы же еще и DTLB миссов избегаем. Да, DTLB L1 миссы, промахи в кэшах страниц, это L1 там, по-моему, 5 нанок, L2 там, по-моему, 20 нанок. Ну, в общем, да, так или иначе это тоже влияет, но, к сожалению, не у нас в трейдинге, потому что мы мы включаем huge pages, причем не те, которые huge, а те, которые huge, вот такие 2-гигабайтные, и нам, в общем-то, плевать на это все. И еще важная деталь, для машин, где важен ответ в реальном времени, мы их по максимуму разгружаем, чтобы там никакое неудачное прерывание не моргнуло, у нас управление не забрало, чтобы у нас не случилось каких-то выталкиваний из кэша, чтобы нас шедулер случайно не пошедулил неудачно. А он может, насколько я помню, даже если мы задали там affinity, real-time и так далее. Поэтому мы стараемся ничего лишнего на тачке не делать, и это причина, по которой мы не паримся над миссами в кэшах страниц, но вот просто как факт такой эффект есть. Дальше. Порядок задержек вы можете видеть тут, но здесь на самом деле другой случай. Здесь не кэши против рамы, а здесь рама против харда. И здесь абсолютно такая грустная история, потому что перечислить фильтр Блума, находящийся в раме, это там 100 нанок. А сходить в условный HDD, это там 1 миллион нанок, это сколько у нас, миллисекунда? Ну, как бы, да, собственно, unsequential random read-write в HDD там немножко средней удачности. Да, он примерно столько и будет занимать. Да. И обратите внимание, что график непропорциональный. Там, где мы синенькое, это там, где мы всегда ходим в unordered set, а оранжевенькое — это там, где Bloom фильтр у нас на входе. И только когда он дает позитив результат, мы идем в storage уточнять, мы идем в set уточнять. Если у нас вместо сета базка данных, она на диске, то результаты очень удручающие, потому что задержка растет там в 100 тысяч, может 10 тысяч раз быстрее. А там, где задержка растет, там, соответственно, мы не можем сэкономить денег, поэтому рецепт успеха такой. Перед долговременным сториджем втыкаем Bloom фильтр, и после этого мы экономим кучу денег. Это рецепт успеха 1. Вы, кстати, можете попробовать сами. Boost Bloom HPP, в двух словах, это самый-самый свежак. Его, по-моему, это версия 1.89. Его 2 месяца назад апрувнули, чтобы влить его в Boost. И вы можете таким образом даже не писать Boost, даже не писать Bloom фильтр на коленке, а просто передать там шаблонные параметры, допустимый error rate и допустимый размер, насколько я помню, допустимый размер Bloom фильтра. И тогда вы сможете насладиться Bloom-фильтром и при этом не загружать слишком сильно мозг, ведь у нас у каждого и так полно задач. Ну а мы обсудим реальный кейс Bloom-фильтра, еще один. Я не буду вас утомлять какими-то перечислениями, но опишу один кейс, потому что он супер явный, супер важный. Смотрите, когда вы в Google Chrome, кстати, кто ходит по malicious URL, кто видел когда-нибудь этот красный экран с белым текстом? Ой, какие смелые руки, хорошо. А кто не видел этот экран никогда? Пассианс не набирается. А кто считает, что он выше всего этого?
Ага, пассианс по-прежнему не набирается, и я боюсь представить четвертый вариант, чтобы все подняли руки в итоге. Ну ладно, хорошо. Смотрите, в общем, у Гугла есть база URL нелегитимных, которых, если вы заходите на них, у вас там угоняют данные, там вешают вам комп, ставят там какие-то баннеры-локеры, но это уже в прошлом, да, и так далее. Но Google, во-первых, не любит ей делиться, потому что это угроза безопасности, вычислил уже Google или нет. А во-вторых, потому что это раздувает размер самого браузера. Потому что представьте, база легит, не легит URL, она будет занимать какие-нибудь десятки гигабайт, и она будет распространяться в таком виде Google. Google это не надо. Но, с другой стороны, представьте, на каждый наш запрос к новому URL мы будем делать запрос к сервисам Google. Если мне не изменяет память, учитывая количество роботов, там, ботов, там, краулеров в сети, у нас вполне могут выйти честные там какие-нибудь миллион РПС, ну не миллион даже, а миллиард РПС. А Google это не надо, у них любые сервисы сложатся, даже несмотря на то, что они Google под такой нагрузкой. Поэтому что делает Google? Он локально пользователю качает только Bloom-фильтр, который там весит считанные мегабайты. И из-за того, что Bloom-фильтр отлично работает, когда доля положительных ответов очень маленькая, Bloom-фильтр здесь идеально работает, там в 99 там, и нескольких еще девятках случаев он говорит, нет, все хорошо. Этого урла нет в наших базах каких-то зловредов. Но если вдруг это происходит, и Bloom-фильтр говорит, сходи, уточни, то пользователь, браузер идет, добросовестно уточняет, и все работает, потому что rate limit соблюдается. Поговорили про Bloom-фильтр, сейчас будем говорить про другую структурку, но сначала немножко контекста. Смотрите, задача про биржевые заявки, но надо будет сказать сначала пару слов про торговые стратегии. Дело в том, что у финансовых рынков есть несколько режимов. Один из них – это цена идет вверх, а второй – это цена идет вниз. Третий – это цена там идет немножко вверх, немножко вниз, но в целом плюс-минус в боковом движении. Кто знал это? Хорошо. Если я правильно понимаю, тут люди пытались спекулировать, торговать на бирже, но в целом это не слет высокочастотников, судя по количеству поднятых рук на каждый вопрос. Хорошо. Смотрите, и разные стратегии хорошо работают на разных режимах. Например, стратегии, которые делают тренд follow вверх, которые покупают дешево, продают дорого, они хорошо работают, когда рынок идет вверх, но они не очень хорошо работают, когда текущее колебание вверх было просто колебанием, а на самом деле рынок летит вниз. И нужно определять режимы рынка. Как это сделать на спане в считанные там какие-то мили, микро там, или просто секунды? Просто считать заявки, хранить элементы. То есть вот это уютное облачко обозначает unordered set. Unordered set был в тот раз, unordered set в этот раз. На всякий случай, почему мы не можем делать просто счетчик операций? Дело в том, что на биржевых площадках несколько операций могут соответствовать одной заявке. И, соответственно, нам придется так или иначе хранить order ID, хранить идентификаторы заявок. И все это для того, чтобы понимать, сколько сейчас на рынке заявок, есть ли ажиотаж. Потому что если ажиотажа нет, заявок мало, значит мы в боковике. Не приведи Господь. А если у нас много заявок, это значит, что мы идем или резко вверх, или резко вниз. Но это наивное решение. Что мы можем с этим сделать? Мы можем воспользоваться тем фактом, что вообще-то, несмотря на то, что нам нужно что-то знать о проходящем через нас потоке заявок, непосредственно order ID нам хранить не надо. И что мы тогда делаем? Мы берем структурку, которая пропускает через себя входящий order ID, но вместо того, чтобы их все хранить, она хранит только красивенькие. Красивенькие — это те, что с ведущими нулями. И на основе количества этих красивеньких order ID она делает вывод о количестве элементов. Что это больше всего напоминает? Это больше всего напоминает ситечко. Все еще слышно ли меня? Да, все, кайф. Все такие угрюмо закивали.
Хорошо, хорошо. Смотрите, то есть почему схема с ситечком такая интересная? Дело в том, что unordered set — это никакой не сито, это огромная коробка. И мы в нее складываем все ордера. Складываем, 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 она тяжелеет, тяжелеет, тяжелеет. Мы ее в конечном итоге выпускаем из рук, то есть из кэша, ну а дальше вы знаете. А hyperlock lock — это сито. И у сита есть позитивное такое свойство: сколько ты через него не лей, capacity у него все равно фиксированная. И это значит, что через наше ситечко будут проливаться объекты, наши биржевые заявки. Но мы будем замечать только те из них, у которых много ведущих нулей. И дальше, ну это там метод Монте-Карло, по сути, такой вероятностный. И дальше мы будем из количества красивеньких элементов, которые нам попали, оценивать количество элементов всего, которое было в потоке. У меня даже есть псевдокод. Смотрите, bucket и registers, тут такая непоследовательность случилась. Дело в том, что как бы registers, register, то есть мы для каждого элемента по хэшу вычисляем регистр, а потом в этом регистре смотрим, регистр hyperlock lock — это типа ячейка сита, а потом мы смотрим, выталкивает ли он предыдущий элемент из этой ячейки. И таким образом у нас hyperlock lock работает, и красивенькие элементы, у которых много ведущих нулей, там выталкивают другие, копятся, а потом мы их специальным образом усредняем для того, чтобы получить оценку количества элементов. Я не буду сейчас приводить формулу и в целом не буду вас развлекать математикой, но если коротко, там такая а-ля логарифмическая кривая, и она очень хорошо себя показывает, когда элементов много, когда их там десятки или сотни тысяч. То есть на 10 элементах hyperlock lock не особо вам расскажет про размер, про эксперименты. Но здесь та же идея, что unordered set постоянно растет, а HLL нет. Но еще посмотрите на ошибку. Это очень непропорциональный график. На самом деле там ошибка для сотен тысяч и вплоть до миллиона элементов, там ошибка меньше 2%. Для там 30 килобайтного hyperlock лога. То есть это штука, которая позволяет нам оценивать количество уникальных элементов в потоке и делать это очень-очень быстро, за нанки. И как бы опять же расход памяти не растет. И самое прикольное, эти все нанки можно быстро выкинуть и начать заново. А чтобы просто выкинуть сет, который разросся, там надо с деаллокациями повозиться. Это может привести к непредвиденным задержкам. А нам задержки не нужны. Как можно попробовать? Ну, Кассандра это использует, чтобы считать, вот я уже не помню, что-то связанное с ее SS-stable, sorted staying stable. Но такой самый приближенный к практике момент — это Redis hyperlock log. Это расширение, которое вводит не точные операции добавить в коллекцию, а, насколько я помню, это называется pf-add, добавить в коллекцию hyperlock ложную, и затем из нее можно получить размер элементов. И Redis здесь просто идеально подходит. Я считаю, что его надо брать, если вы захотите с этим практически поиграться. Потому что вот этот трейд-офф между кэшами и рамой — это то, что Redis, как вот in-memory key value, утилизирует просто на 10 из 10. Так, экватор. И сейчас мы немножко разбавим разговоры про трейдинг разговорами про информационный поиск. Алексею Шаграеву спасибо за следующий пример. Здесь ли он с нами? Нет, скорее всего, его с нами тут нет. Нет, я знаю этого человека, он бы дал понять, что он тут. Ладно. Итак, дедупликация документов. Смотрите, про информационный поиск чуть-чуть. Вот у нас есть Search Engine Result Page, условная там страница выдачи Гугла, и на ней, скажем, 10 пунктов, 10 страничек, куда можно перейти максимально. И мы задали запрос там кошки и собаки. И у нас в ответах почему-то случилось так, что 5 из них заняты одной и той же статьей про кошек с собаками, а еще 5 заняты чем-то менее релевантным. Но мы же так не хотим. Мы хотим, чтобы вот эти 5 схлопнулись в одну, а еще 9 были всякие разные источники. То есть мы не хотим дубликаты у себя на серпе, на Search Engine Result Page. И что мы тогда делаем? Мы сравниваем документы, чтобы понять, какие из них дубликаты. Как сравниваем?
Я не буду вас, опять же, беспокоить сегодня математикой, но если коротко, то мы документы пропускаем через штуку, которая возвращает 3 граммы, а потом на этих 3 граммах строим коэффициент. Это коэффициент Джакара. Как объяснить? Но если коротко, если у них есть у одного 1003 грамма, у другого, то и если всего это 1500 уникальных 3 грамм, а пересекаются у них там 300, скажем, то коэффициент Джакара будет 0,2. То есть коэффициент Джакара — это пересечение, деленное на объединение 3 грамм. И он достаточно хорошо оценивает похожесть документов. Но у него есть нюанс. Он зависит от количества 3 грамм. То есть, написано, кратно больше 3 грамм, кратно дороже. Причем хорошо, если 3 грамм. Представьте, если бы это было 4 или 5 грамм. Такое бывает. Что тогда делаем? У нас есть алгоритм, который позволяет схлопнуть вот эти, скажем, 1003 грамм в константные фингерпринты, в константные хэши. Если эти хэши, в свою очередь, сравнивать, это будет гораздо быстрее, но они будут работать тоже достаточно точно. Алгоритм называется minhash, и его фишка в том, что он вектора 3 грамм схлопывает в вектора хэшей. Ну и получается кратно лучше, константно лучше. Ну а дальше вы знаете, я всю дорогу вам рассказываю про хэши, про кэши, ну и про хэши тоже. И в конце еще расскажу. И главное свойство минхэша вот в чем. Казалось бы, если мы хэшируем какие-то штуки, то мы должны терять геометрические какие-то метрики, их similarity. Но к minhash это не относится. Minhash обладает свойством locality sensitive. Это значит, что если у вас оригинальные вектора 3 грамм были близко, то у вас и вектора хэшей будут близко. Это очень редкое свойство, и оно очень крутое, и оно позволяет сильно удешевить поиск. Я чуть позже расскажу, где оно применяется, а сейчас покажу псевдокод. Псевдокод, если коротко, про то, что мы 1003 грамм переводим через 50 хэшей и получаем 50 хэшей. И эти 50 хэшей у нас представляют документ. И у нас может быть в документе 3 грамм 1000, 2000, 5, 10, хоть миллион. А важно то, что minhash — это только 50 элементов. С тем, чтобы попробовать самим, здесь есть маленький нюанс. Дело в том, что minhash встречается в чистом виде достаточно редко. И я предлагаю вам использовать тот же принцип, но взять другую либу. Дело в том, что на экране sklearn, во-первых, это не C++, а Python, а во-вторых, это не minhash, а LSH forest. Но, тем не менее, мне кажется, что вам понравится. В реальной жизни, кроме того, что один мой хороший знакомый, руководитель службы свежего поиска, использовал эту штуку для обученьки, кроме этого, и кроме того, что она есть в эластике, впервые, насколько я помню, она появилась в Alta Vista среди поисковых движков, а это середина 90-х. То есть принцип, в общем-то, такой, проверенный временем. И это можно попробовать и обернуть на свою пользу тоже. Ну а мы идем к завершающей проблеме. Это биржевая задержка, осталось совсем немного. Скоро вы сможете послушать Сашу Боргардта про его войны с ГПУ. Кстати, Саша, привет, где бы ты ни был. Или он репетирует. Нет, это не Боргардт, другой Саша. Ладно. За дверью. Привет, Саш. Ладно. Про биржевую задержку. Мы уже с вами разговаривали про биржи. И сейчас поговорим еще раз. Смотрите, вообще про задержки. Дело в том, что есть две главные цифры в торговых системах. Первое — это tick to trade. Это то, что происходит с момента, когда пакет от биржи прилетел к нам в торговую систему, к нам на машину, и мы потом его распарсили, сделали из него там order book update, потом этот апдейт положили в модель, потом эта модель там какие-то свои регрессии прогнала, сказала нам торговать, потом из ее торговать мы слепили ордер, потом из этого ордера мы слепили пакет, в котором находится ордер, и потом мы этим пакетом выстрелили в биржу. Все это вместе называется tick to trade. То есть задержка внутри нашей системы round trip. Но
Кроме этого, есть еще дилей. Дилей — это время от момента, когда биржа выстрелила в сеть нашим пакетом, до момента, когда мы его поймали. То есть tick-to-trade — это задержка внутри системы, а дилей — это задержка снаружи. И нам очень важно знать задержку снаружи. Объясню почему. Вначале я спрашивал, кто знает, что такое арбитраж. Я сейчас объясню подробнее. Смотрите, вот у нас есть, скажем, на примере криптоплощадок. Вот у нас есть площадка Binance и площадка Coinbase, и на одной из них биткоин там стоит 120 тысяч. Он совсем недавно столько стоил, я серьезно. То есть это цифра прям из реальной жизни. 120 тысяч. А на другой он тоже стоит 120 тысяч, но на Coinbase какой-то неразумный менеджер хедж-фонда взял и продал биткоинов, решил, что они уже вверх не пойдут, на какие-нибудь 100 миллионов баксов. И что он этим сделал? Он книгу заявок, где люди покупают и продают, он ее перекупил всю один раз. Ну, перепродал на самом деле. Потом цена пошла... Так, а куда цена идет? Он продает. Да. Цена идет вниз. Цена пошла вниз, он перекупил стакан еще раз. Цена пошла еще вниз, он перекупил еще раз. А для бирж, таких как вот какие-то маленькие биржи с маленькими объемами, это очень важно, это прям реально толкает цену вниз. И в итоге на Binance цена была там 120, на Coinbase была 120, и на Coinbase она пошла резко вниз, она стала там 119 500. Ну, 100 миллионов настолько ее не подвинут, но для примера 119 500. И предположим, что мы, трейдеры, все это время смотрим за обеими биржами, и мы по каким-то внешним сигналам, например, потому что мы смотрим не только на эти две биржи, а и на еще 10 других, понимаем, что ажиотаж и резкое изменение цены BTC-USDT связаны не с тем, что это новая справедливая цена, а с тем, что кто-то неразумный выкупил весь стакан. И мы понимаем, что на Coinbase цена была 120, сейчас она 119 500, потом она опять станет 120. И что мы делаем? Мы пока на 119 500 покупаем биток, потом он идет обратно наверх, и тогда мы его продаем. И опять же на эти 2% мы и живем. Казалось бы, суперстратегия, иди зарабатывай, да? Но проблема в том, что на ней уже зарабатывают крупные игроки, и у них очень маленькие задержки на это дело. Там, по сути, соревнование, кто быстрее добежит из одного коллокейшена в другой. То есть это пример стратегии, просто чтобы так вот посвятить вас немножко в трейдинг. Это пример стратегии, которая работает при минимальных задержках. Какие стратегии работают при максимальных? Казалось бы, контринтуитивно, но такие тоже есть. Кто из вас знает, что такое ходл? Ага. Я знал, что сначала не распарсит. Да, казалось бы, жаргон, но это важный жаргон. А кто знает, что такое стратегия buy and hold? Да, чуть-чуть побольше. Смотрите, но если коротко, это про одно и то же, про то, что мы купили акции и забыли. И практика показывает, что когда пользователь купил, я не имел в виду там какой-нибудь не мамонт или что-то еще, я имел в виду просто человека, который купил акции. Практика показывает, что если он купил их и забыл, то он зарабатывает больше, чем если бы он пытался играть на их движениях. То есть достаточно большая задержка для того, чтобы между тем, что на рынке происходит нечто, и тем, что наш пользователь взволнованно читает об этом новость, означает, что он будет зарабатывать больше. И это пример стратегии, которая работает при большой задержке. А еще есть стратегии с отрицательной задержкой. Это когда мы торгуем на основании события, которое еще не наступило. Это называется инсайдер трейдинг, и американская комиссия по ценным бумагам очень не любит это. Кстати, вот просто ликбез. Как вы думаете, каким образом вот эта комиссия узнает, что человек инсайдер трейдил? Кто догадывается? Или продавать. Да, они все... Большое плечо. Что? Это один игрок, его не видно. Хорошая догадка, да. Большие объемы, правда, но, во-первых, большие изменения объемов, во-вторых, у конкретного человека, в-третьих, когда к нему приглядываются и начинают распутывать, тем или иным образом связанного с хедж-фондами или с фирмами, у которых есть инсайдер-информация. Да. То есть на практике это бывает так. Человек там какие-нибудь 10 тысяч долларов гонял туда-сюда на биржах, а потом бах и вбухал все свои пенсионные, там $500 000 на то, что там
там цена NVIDIA упадет. Потому что у него была информация о том, что китайцы выпустят какую-то свою новую модель, и почему-то хомячки так к этому расстроятся, что побегут продавать NVIDIA. Я не знаю, как это работает, но если вы знаете, если у вас есть такая информация, то вы можете на этом заработать. Я не знаю, я остерегся бы этого делать, потому что я работаю в сфере, а SEC очень любит забирать трейдерские лицензии и набревать за нарушение нон-компитов за это. Но в целом, да, если у вас есть достаточно отваги, то вы можете собраться с такими же людьми и пойти к инвесторам, и вам дадут плечо. Есть шанс, что вам потом чего-нибудь еще дадут, но... Опять же, достаточное количество отваги, я полагаю, решает этот вопрос. Ну ладно, неважно. Биржевая задержка. Нам нужно определить задержку до тачки. Куда копать? Смотрите, задержка вносится буквально на каждом этапе, когда наш пакет проходит через там какие-то коммутаторы, там роутеры и так далее. Наивный такой пример – это когда у коммутатора просто плисина, в которой очередь там на 100 пакетов. И мы в случайный момент времени, наш пакет попал на коммутатор, он мог попасть на первое место, он мог попасть на 100-е место, и там будет такая линейная задержка в зависимости от того, куда он попал. И у нас на пути будет несколько таких коммутаторов, и итоговая задержка – это сумма этих линейных задержек. А еще у нас могут быть какие-то нормальные или равномерные задержки. Это когда и на этом моменте у нас на секунду отключился экран, и я забыл, о чем я говорил. Ну ладно. Кроме этого бывает еще... Да, я помню, что задержки, я просто забыл распределение. Кроме этого, есть, скажем, пуассоновское распределение про вероятность отказа за время T. Вот его тоже можно использовать. Но так или иначе, итоговая задержка – это сумма всех этих задержек, и куча из них распределены одинаково, и куча из них не зависит друг от друга. В связи с этим, внимание, вопрос. Что находится под знаком вопроса в графе 3? Погромче? Нормальное распределение. Да, совершенно верно. Эта штука более-менее сходится к нормальному. Между прочим, на датафесте было немножко живее с этим, но на то он и датафест, наверное. Спасибо, очень круто. Да. Она более-менее сходится к нормальному, а у нормального там, где медиана, там мат ожидания, посчитали медиану, посчитали мат ожидания, посчитали все. Казалось бы, все круто, да? Поддерживаем там условно парочку сетов. Эти сеты, один из них это нижняя половина, второй это верхняя половина. Соответственно, нашли медиану, нашли нашу среднюю задержку. Нашли среднюю задержку, получили какую-то предсказуемость для стратегии. Если у нас задержка 10, торгуем одну стратегию. Если 20, другую стратегию. Если 50, их обе выключаем, потому что они слишком медленные. Казалось бы, все круто, но есть проблема. На самом деле у вот этой нормали есть несколько пиков вот там справа. Они здесь не пропорциональные, во-первых, они находятся еще сильнее справа, во-вторых, они не кратные, они не просто кратные основному распределению, они вот такущие. Это пики, связанные с нарушением связности. Ну, там много проблем, просто основная, очевидная, это нарушение связности в сети. Ну, то есть, когда кто-то условно топором, не знаю, вкопался, рубанул случайно сетевой кабель, и маршрутизации потребовалось время, чтобы перестроиться мимо этой тачки. Или когда алгоритмы маршрутизации, с ними самими такое бывает, они как бы играли в роутинг и проиграли. Но распределенная система, так бывает. Да, и они могут отрубиться на несколько секунд просто сами по себе, пока у них там голова на место не встанет. То есть получается, что нам уже нужно сначала отсекать какие-то верхние квантили, а потом уже на получившихся искать вот эту нашу медиану. Но это долго, дорого и грустно, потому что нам нужно поддерживать какие-нибудь 10 сетов, там как-нибудь балансировать их, там дубликаты из них как-то грамотно отсекать и т.д. и т.п. Что мы делаем? Аппроксимируем. Мы квантили, вместо того, чтобы представлять их в качестве сетов и хранить в каждом из них там миллион элементов прилетел в квантиль, значит квантиль будет сет на миллионе. Нет, вместо этого мы храним минимальное значение, максимальное значение, там мат ожидания, дисперсию и так далее и тому подобное. И тогда это называется fast квантиль. Это такое как бы семейство методов. Каждый это пишет
пишет по-своему, но как бы фишка этого в том, что мы на добавление элементов не разбухаем какие-то структуры, а просто обновляем веса в имеющихся статистиках. Можно попробовать самим. Fast квантиль. Получается быстро, получается круто. Вообще Apache Data Sketches стоит попробовать. Это штука, которая нужна, чтобы вот считать какие-то статистики на потоках, когда вы понимаете, что дату при всем желании вы хранить не сможете, а достаточно точные ответы про нее получать хочется. Apache Data Sketches, спасибо за пример. Ну а мы идем дальше. У нас остались общие принципы. Если коротко, для вероятностных структурок очень важно, чтобы хэши наливались и бакеты наливались равномерно, потому что у нее страдает не только время доступа от этого, у нее еще и страдает, самое главное, точность ответа. Поэтому, во-первых, строго равномерные сильные хэши, во-вторых, элементы мы не храним, мы храним хэши от элементов, и мы над ними делаем все операции. В-третьих, мы не храним элементы по одному, а пытаемся хранить какие-то статистики, фингерпринты, какие-то характеристики их. Ну и, наконец, наращиваем количество строк, количество столбцов, берем больше хэшей, структурок. Все это для большей точности. То есть, как решить проблему блум-фильтра в том, что он косой? Взять 2 блум-фильтра. И также с большинством структурок. Думаю, что в первом приближении это все, и теперь можно задавать вопросы про то, как делать быстро и при этом делать приближенно. Приближенно, да. Прошу. Подождите, я объявляю. С микрофоном, пожалуйста. Да. Я еще не сделал свою объявляшку, посидите. Раз. Спасибо большое, Артур, за примеры. Без примеров. Видел блум-фильтр в деле, но с примером было прям прикольно. Да. Кстати, а где у нас QR-код для оценки? У нас есть такое? QR-код для оценки у нас есть? Да, вот он, друзья, пользуйтесь. Кстати, Артур, я добавлю, я понял, почему не так мало было рук, когда ты спрашивал про эти подозрительные ссылки в Хроме. Потому что у нас собрались пользователи Яндекс.Браузера. Вот оно, что такая ненавязчивая реклама. И мы можем приступать к вопросам. Давайте, вот девушка, пожалуйста. Теперь можно. Я правильно поняла, что все перечисленные структуры рассчитаны только на добавление элементов? Это хороший вопрос. Большинство из вероятностных структурок, да, это их минус, они рассчитаны на добавление. Можно использовать структуры, из которых можно удалять. Можно использовать структуры какие-то на скользящих окнах. То есть одна из них выталкивается, а следующая новая создается. Да? Можно периодически их очищать, но в целом, да, это одна из главных проблем. Удалять из них сложно. Если вы уже заперли ящичек, открыть его не так-то просто. Ну, то есть для текущих структур решения просто пересчитывать все с нуля в какой-то момент? Или пересчитывать с нуля, или поддерживать несколько из них скользящих, да, или взять что-нибудь еще. Просто есть структурки, которые поддерживают удаление, да. Ну, Да, count min sketch, да. У меня же вопросы про то, что сегодня было перечислено. И min-хэш, он про дедупликацию только текстовых документов? Но он про дедупликацию всего, что можно сравнить коэффициентом Жаккара. Но вот основное применение это, судя по всему, коэффициент Жаккара — это про 3 граммы. Это про 3 грамма. А 3 грамма — это про текст. А 3 грамма — это про текст. Спасибо. Я бы с удовольствием дал еще справку, но Леша бы сюда. Так, еще вопрос? Подождите, микрофончик. Вот, допустим, мы хотим стать маркетмейкером, и ты рассказал нам о том, что мы считаем количество ордеров приближенно. За счет этого мы выявляем, вышла какая-то новость, мы выявляем это как-то нашу стратегию. Понятно, что стратегия это сложная, но ты сказал лишь о том, что мы считаем количество. Да. Представим, я пойду и открою 1 000 000 ордеров по одному юниту, по вот какой-то самой дешевой акции, ВТБ, например. Ты посчитаешь их количество.
Вот, ты посчитаешь их количество, а сумма, то есть мне просто интересно для себя, как сумма считается. Смотри, во-первых, да, объем ордеров стоит считать, в идеале асинхронно вообще с этим процессом и как-то комбинировать эти сигналы. А во-вторых, открыть миллион ордеров тебе, скорее всего, не дадут лимиты API, потому что биржи не любят, когда их грузят какими-то запросами, особенно если эти ордера у тебя в итоге не зафилятся. И мою презентажку закрыли, и это значит, что осталось время буквально для последнего вопроса. У меня был еще один сразу же. Да. Вот смотри, биржа, она прекрасно знает, что ты играешь как маркетмейкер. Действительно, таких маркетмейкеров много, ты сам сказал об этом. Да. Почему, собственно, биржа не берет на себя эту роль? Мне вот всегда было интересно. Она берет, но это наказуемо. И недавно биржа, по-моему, биржа называлась FTX, а фонд назывался Alameda Research. И их набрили как раз за то, что на самом деле это была биржа, которая через свой подставной фонд рисовала цифры. Да, так можно делать, но это будет манипуляция ценой. Нет, я имел в виду в том плане, что вот у меня есть, я не знаю, какие-то крупные игроки, и они между собой, в принципе, я уверен, общаются. Почему, вот ты привел пример там, с Coinbase и Binance, почему у них не произойдет этого сравнения? Им, а, запрещено договариваться, б, им запрещено ставить слишком агрессивные ордера. Но иногда, то есть крупные игроки внутри себя теоретически могли бы это решить, но там, где манипуляции, там злонамеренные манипуляции, и им специально не дают это делать. Спасибо. Да, да. Так, еще последний вопрос. Что мимо биржи? Так. Можно, но рискованно. Так, буквально последние полминуты. Здесь очень высокая рука у Александра. Давайте ему дадим слово. Я так понимаю, тема очень горячая, но у меня вопрос про алгоритмы. А там вот я со всеми плюс-минус взаимодействую, наверное, за исключением ЛСМ. Да. А у меня вопрос. А там есть потолок, который можно посчитать по эффективности? Ну, то есть можно ли алгоритмически еще что-нибудь внутри них потюнить? Или там, не знаю, с помощью, не знаю, кэши переписывать где-нибудь рядышком? Хочется узнать потолок. Слушай, ну если честно, они уже довольно близко к потолку, потому что, Bloom-фильтр, если в нем там 10 строк, то тебе, как ни крути, нужно сделать 10 там чтений из L1. Но потюнить наверняка пространство для тюна есть. Можно в Boost Bloom-фильтр с этим сходить, потому что если его замержили только сейчас, значит драма продолжалась годами, потому что пора бы уже... Так вот, у меня вдогонку, я просто, к сожалению, чуть-чуть рядом стоял, когда мержили Bloom-фильтр. Там, короче, все еще есть проблемы. И его так замержили не просто так. Я почему интересуюсь? Потому что я слушал про LSM, мне очень любопытно было. И кажется, что там есть еще, где можно потюнить. Но это мне так кажется. Можем поговорить после. Можем, и контакты. Вот закрыли мою призу, а там еще и контакты. По поводу контактов, народ. На самом деле я еще и менторю. Менторю и еще, возможно, немножко преподаю и коучу. Вот были доклады Алексея, кого-то еще. Там вот были фамилии Аксёнов и Веселовский. Я не помню, кто из них Алексей. Ладно, неважно. Там были доклады, где звучали такие вопросы, как почему должно векторить и не векторит. Я к ним от себя добавлю вопросы. Почему у меня на домашней машине 5 кило-РПС сетевого ввода-вывода, а другие делают 500 кило-РПС? Почему я пытаюсь вставить вектор, просто записать одно число, и он, казалось бы, его записывает за 10 нанок, но иногда он мне на 1,5 микросекунды останавливает мир? Почему не векторизуется на ARM, там, где векторизовалось на Intel? Почему там какие-то еще бывают проблемы с задержками и с вероятностями? Это все то, чему я могу научить. Пишите мне в личку, в телегу. То, чему я учу, немного напоминает инфраструктуру больших данных шадовскую, но математики около нуля, теории по минимуму, а практики много. Поэтому кто помнит девиз шада? Что? Будет сложно, вам понравится. Приходите. Спасибо, у меня все. Спасибо, Артур. Это был потрясающий доклад. И у нас осталось
нас осталось только одно выступление, завершает нашу техническую программу, рассказ про разработку под GPU, то есть графический процессор. Представить докладчика, который уже вышел. Не дал, докладчик не дал представить, он такой вышел, и вот он, смотрите. Open source энтузиаст, главный разработчик в OtterStax. Я, кстати, знаю компанию Ottertune, она закрылась. Надеюсь, OtterStax будет работать лучше. Есть нюансики там. Александр Боргардт, да, три буквы. Александр Боргардт. Да, давайте поприветствуем Александра, дадим ему возможность проверить кликер. Не, проверять не буду, но ты немножко в названиях ошибся. Ужас какой, это OtterBricks. Да, естественно. Open source, он такой, да, кровавый и непонятный. Да, Александр, ты умеешь переключать слайды? Давай убедимся в этом. Не, если я переключу, я интригу уже сломаю. Хорошо, тогда тебе слово. Мы будем в процессе разбираться, как оно. Так, всем добрый день. Меня зовут Александр. Я буду сегодня рассказывать про отчасти своих боли, приключения и немножко странное мироощущение, мироизъявление. Ну, давайте попробуем. Во-первых, я немножечко всех обманываю. Мы не будем говорить про все ГПУ. Про все ГПУ это лекция часов на 10-15, где я не готов к психологическим. Поэтому мы будем в основном говорить про OpenCL. В некоторых местах будут особенности, связаны с общим пониманием про ГПУ, но в большей степени это будет OpenCL. Тут как бы без вариантов. Так, ну давайте попробуем. Тут мне сказали, надо поговорить про себя. Я вот как-то вот так занимаюсь в свободное от работы время тем, что разрабатываю разные open-source проекты, контрибьючу в разные непонятные библиотеки, потому что оно, сюрприз-сюрприз, под нагрузкой ломается. Иногда ломается очень больно, иногда не очень, но приходится подчинять примуса. Вот. Сегодня я буду рассказывать, как я чуть раньше говорил, про OpenCL, но на примере, так сказать, боевого, но open-source проекта, про то, как все необычно. Ну, давайте попробуем. Есть такой open-source проект, называется OtterBricks. Это, по сути, compute engine, который позволяет работать с колонками, документами и строками, обрабатывать там по-всячески транзакции, работать, взаимодействовать с ним. И есть важный момент. Он работает с множеством форматов, количество алгоритмов очень большое. Ну, то есть надо понимать, когда ты работаешь условно с JSON, это один набор алгоритмов. Простите, как бы сджойнить n JSON, при этом используя синтаксис SQL, ну, это некоторый мини-челлендж, потому что там под капотом есть, не знаю, все знают стандартные алгоритмы джойна, хэш-джойн, nested loop и sorted, но есть проблемка, когда у тебя куча структур данных, и надо кучу структур данных разного типа помержить с другими, то начинаются веселые проблемы. Не скажу, что прям простые проблемы, но достаточные, чтобы я понял, что это увлекательная тема. Понял я это где-то года 4 почти назад. Нет, даже раньше. Наверное, больше 5 уже. Вот. Но в какой-то понятный open source оно начало относительно недавно структурироваться. Так вот, немножко попробуем поговорить. Фреймворк, не база данных, как я люблю шутить, или база, но не фреймворк, или фреймворк, но не база, работает с большим количеством данных, надо взаимодействовать по-разному, алгоритм подбирать по-разному. OtterBricks местами тяжело, потому что там как бы, мы прочли новую научную статью, пойдемте попробуем ее заимплементить. Примерно так звучит у меня каждые 2 недели созвон с друзьями, которые говорят: Саша, давай мы что-нибудь застабилизируем. Я говорю: ну, подождите, это же open source. Тут нет гарантии, что оно вообще будет стабильно когда-либо работать. Мы когда-нибудь выпустим не 1.0.a версию, а настоящую первую версию, но мы ее когда-нибудь выпустим. Я верю в это. Вот. Но надо понимать, что большая часть всех алгоритмов, которые существуют в OtterBricks, при взаимодействии со всеми видами и типами данных, они рассчитаны на ЦПУ. Они ЦПУ спроектированы. ЦПУ — это сложная штука. Ну, то есть вы думаете, это простая штука? Нет. Ты такой читаешь спецификацию 8080 процессора из 80-х или еще раньше, ты говоришь: воу, это сложно. Сейчас не стало проще. За последние типа 25 плюс лет не становится проще. Давайте посмотрим. Ну, на Intel сейчас сложно сходу рассказать, где там инновация, а вот если на Epic посмотреть, вот давайте попробуем микроэксперимент. У кого большой серверный парк Intel'ов?
Да ладно, ни у кого серверные парки... Так, а у кого-нибудь есть серверные парки AMD? Окей. А вот вы почувствовали разницу хотя бы, ну, вы поднимите, если почувствовали левую руку, и правую, если не почувствовали, о том, что с переходом на AMD вообще-то что-то поменялось, и весь код начал чуть-чуть по-другому себя вести? Окей, окей. Не окей. Ладно, мы с тобой после разберемся. Ну тогда не считается. Ладно, окей. Вот, но на самом деле они сделали для нас всех подставу. Половина алгоритмов перестала по-другому уж работать. Ну, то есть, к чему я это рассказываю? Инновации происходят здесь и сейчас. То есть на ЦПУ тоже есть инновация. Эпики, простите, это... Вот есть NUMA-система, а в NUMA-системе, вот в AMD-шной, и как бы NUMA в NUMе, и ты такой сидишь и думаешь, как это правильно спроектировать. И это отдельный свой мир, который можно бесконечно дотачивать 2% каждые там 3 года. А есть другой способ вырваться вперед. Можно пойти и сказать, нам не нужны такие сложные штуки, мы не готовы, там, не знаю, быть суперспецифик. Мы попробуем как-то по-другому. Вот по-другому это через ГПУ. Нет, это баг на слайде. В моих слайдиках оригинальных там было ГПУ. Нет, простите, нет. На моих слайдиках там было ГПУ. Не знаю. Боги, помогите починить слайдики мои. Ну, это тоже вариант. Так вот. Более простой и понятный способ взять ГПУ. С одной стороны. С другой стороны, есть ряд интересных решений. Давайте попробуем вернуться чуть в прошлое, где-то года на 2 назад, когда мы разбирались, что взять... Я боюсь, там что-то страшное происходит. Взять ГПУ и понять, какой ГПУ мы возьмем. Окей. И перед нами стоял интересный выбор. Мы долго думали, и по сути на рынке там, года 2 назад, даже 2,5, есть 2 игрока. Они очень понятные. NVIDIA и AMD. Там, к сожалению, вариантиков не очень много. Есть еще китайские сейчас варианты плат. Есть всякие не видеочипы, а специализированные FPGA или другие, но вариантов там плюс-минус. И если смотреть на то, что у нас есть там 2,5 игрока, то на самом деле у нас нет 2,5 игроков. У нас есть один мощный, жирный игрок под названием NVIDIA CUDA. Ну, как бы без CUDA сейчас никуда. И есть AMD, который пропагандирует OpenCL. OpenCL — это... Сейчас мы расскажем, что это такое, но важный дисклеймер. Когда мы говорим OpenCL, это некоторый стандарт. И поэтому, когда я говорю FPGA, другие виды плат, они, скорее всего, поддерживают OpenCL, но вряд ли поддерживают CUDA. Маленькая история, спойлерная. Есть много видов китайцев, которые сейчас пытаются делать CUDA-совместимые API. На практике выглядит так. Оно как бы работает, но в среднем на 20% хуже, чем OpenCL. То есть это хуже, чем хуже худшего. Да, оно как-то работает. Это можно использовать даже в продакшене, но как бы не надо. Это плохая стратегия. Так вот, что такое OpenCL? С одной стороны, ты когда такой, что такое OpenCL? Ну, мы же все любим чат ГПТ, мы же всегда пойдем так спросим. В тот момент чат ГПТ был не так развит, слава тебе, Господи. Мы использовали Google, старые технологии слэш-новый. И если долго поковыряться, то оказывается, есть OpenCL, есть Chronogroup. Ты такой смотришь, читаешь мощные спецификации, думаешь, вот, победа, стандарт. Мы, короче, все, выборы закончились, выбираем одно единственное. Ты такой смотришь, во всем проприетарном софте это используется, во всем open source используется. Да там вендоров железа вообще немыслимое количество. Да, даже NVIDIA говорит, да, мы тоже поддерживаем OpenCL, не переживайте, мы тоже с этой штукой дружим. Ну, есть нюансы. Каждый вендор железа реализовывает OpenCL чуть-чуть по-разному. Слава тебе, Господи, в рамках спецификации оно плавает умеренно. Поэтому прочли спецификацию по OpenCL, прочтите спецификацию по железу своему. Там будут интересные подробности. Версия 1.2 и версия 1.2 у другого вендора тоже могут отличаться. Это такой интересный нюансик. Вот. На это все посмотрели, сказали, ну, кажется, что надо просто копать глубже. И после чего узнали, что Chronogroup
пыталась таки решить проблему с OpenCL. Они прям реально, мы решим все проблемы. Но, как известно, было 12 стандартов, стало 15, а где 15, там должно быть 16 стандартов. Ну, это же естественно. Поэтому они придумали 2 новых подхода. Один OpenVX, а второй называется что-то там SysCell. Как OpenCL, только SysCell. SysCell — мифический зверь. На практике его, кажется, заимплементировала то ли 2, то ли 3 компании. И там как-то все с этим очень плохо. Но плохо оно по-разному, по-непонятному. И выглядит то, что на самом деле это только фронтенд. Медиейшеном является то, что у нас есть еще вулкан, у нас есть OpenSpear, что бы это ни значило, потому что когда ты читаешь спецификацию от OpenSpear, ты понимаешь, что лучше пойти перечитать спецификацию OpenCL, в ней хотя бы все понятно. Вот. И есть, собственно, OpenCL. Из позитивного. Вулкан только работает с ГПУ, OpenCL работает со всеми представителями, будь то FPGA, CPU. Кстати, интересный момент. OpenCL — это один из способов, если что, масштабировать ваш код на CPU. Если вдруг вы подумали, что это какая-то странная магия, так тоже можно. Вот. Ну и задействуем всякие различные специфичные железки. Окей, мы тут как-то много говорим про теорию, прошло уже много времени, пойдемте чуть-чуть больше в код. Ну что ж, начнем. Представим, хост — это обычно цепушная платформа Intel или AMD, на которой что-то воткнуто. Сейчас будем разбираться, что. Но важный момент, когда у вас есть платформа интеловская или AMD-шная, и в нее воткнуто какое-то количество девайсов, надо понимать, что OpenCL говорит, девайсов в одной платформе может быть много. Мы, простите, будем в рантайме компилировать под конкретный девайс ваше OpenCL приложение. Вы такие, что? Да, надо предполагать, что приложение на OpenCL может быть перекомпилировано под специализированное железо. Есть лайфхак, как скомпилировать сразу под все, чтобы именно на запуске. Но это скорее набор лайфхаков, потому что неожиданно иногда приложение, загруженное на OpenCL, хочется прям в рантайме переподменить, потому что профиль нагрузки на это приложение пошло по-другому, оно там стало меньше, и там вообще может быть не нужен OpenCL в этот момент. Знаете, это такая оптимизация оптимизации. Вот. И, соответственно, у нас есть наборы девайсов, их много, под каждый из них можно скомпилировать. Дальше. Когда мы взаимодействуем с девайсом, мы у девайса просим, заведи нам контекст. Что такое контекст? Это, по сути, главная сущность, с которой происходит взаимодействие всех приложений. Контекстов может быть больше, чем один. Все упирается, на самом деле, в 2 вещи. То, как алгоритм спроектирован по пожиранию памяти видеоплаты и насколько он пожирает конкуренции. Если аккуратно делать, все работает. Дальше. В тот момент, когда мы у девайса попросили контекст, мы в этот момент можем, что правильно, взять программу и ассоциировать с этим контекстом. Ну и, естественно, там скомпилировать, сделать некоторый процесс трансфера, но это там детально, например, будет понятно. Так вот, дальше. Есть важный процесс. После того, как приложение загрузилось, мы должны сказать, в каком приложении выполняется, на каком контексте выполняется, и загрузить кернелы. Кернелы — немножко непонятные сущности, но, по сути, те точки ускорения, которые вы хотите, находятся внутри кернелов. И самое главное, контекст, кернел и другие особенности взаимодействуют с 2 типами данных. Или буфер, практически как вектор, только с большим количеством подстав. Или же имидж специализированный, потому что в некоторых видео и не видео чипах есть специальная оптимизация для работы с этим типом данных. Хуже, лучше работает, есть нюансы, но очень увлекательно. И также ассоциируется с этим контекстом и с этим кернелом. Ну и, конечно же, у нас же современное железо. У нас вот везде синхронично есть в коде. Вот я уверен, что если спросить, у всех есть обязательно какой-нибудь редпульчик, в нем какая-нибудь очередь, где-нибудь есть обязательно футура, которую я не очень люблю. Но где-то что-то обязательно есть такое. Железо то же самое. Оно тоже умеет в асинхронку, ограничено, ну ладно, не очень ограничено, но умеет в асинхронку, но с нюансами. Так вот, почему вот эта модель является базовой и основной? На самом деле ровно по одной причине.
OpenCL надо было стандартизовать. Я не просто так показываю последовательно. Контекст, программу и объекты. Это все некоторый уровень спецификации. После ровно так примерно спецификация, когда ты в оригинале ее читаешь или в книжке по OpenCL. И происходит. Немножко повторение, но в очень хитром варианте. Если вы заметили правильно, то девайс, контекст и программа, если что, может свои исполнения могут меняться. Не обязательно одна видеокарта. У тебя может быть несколько видеокарточек, у тебя может быть несколько контекстов, но при этом кернелы исполняются. Это много точек кастомизации, которые заложены и можно использовать. Дальше. Немножко поговорим про многопоток, но скорее там overview, я бы сказал, этой части. Первое. Я не просто говорил, что ЦПУ — это очень сложное устройство. ГПУ не менее простые, но правило главное. То, что может ЦПУ, не факт, что умеет нормально делать ГПУ. Потому что ГПУ спроектирован как массивно параллельный исполнитель в каждой точке. Что это значит? Правильно, это означает, что мы хотим быстро исполнять, но с нюансами. То бишь разные умные сложные ветвления в коде, возможно, бывают боком. А еще не очень хорошо синхронизировать несколько воркер-групп, могут быть проблемы. Поэтому алгоритм должен быть спроектирован так, чтобы максимально независимо вычислять. Вот, кстати, мы будем чуть дальше примеры рассматривать. Это говорит о том, что те алгоритмы, которые вы пишете на ЦПУ, не факт, что эффективны для ГПУ, надо об этом думать. Так, немножко овервью закончил, давайте про модели памяти чуть-чуть поговорим, очень верхнего уровня. Все же знают, что у нас в процессоре 3 кэша плюс RAM. О, руки есть. А давайте попробуем теперь такой же последовательный. У девайса есть глобальная память и то, что называется контекстная память. Дальше. Я не просто так затрагивал воркер-группы. Почему? Потому что у каждой воркер-группы есть внутри немножко оперативки. И она локализованная. Обращение к ней — это практически как обращение к L2. Очень быстро, очень приятно, но меньше. И так на последующем уровне. Есть L1. Обращение, если вся воркер-группа в эту часть сходит, то это будет очень больно. Но если маленькие сабгруппки сходят, будет очень хорошо. Вот, поэтому модель, в принципе, очень похожа. RAM L3, L2 и L1 практически так же повторяются. С нюансами, но повторяются. Извините. Что ж, пойдемте дальше. С чего обычно начинается место поиска, где можно вставлять оптимизации? Вы скажете, ну вот, мы такие посмотрели на узкие места в профайлере и решили, что... Не-не-не, на практике надо найти то место, где максимально эффективно, надо посчитать и пойти разбираться, а можно ли алгоритмы рядышком. Соответственно, как только мы нашли несколько хотспотов, которые можно переписать на OpenCL, мы переписываем их на OpenCL. Важный момент, который надо сразу сказать, что OpenCL не совсем C++. Это такой C++, но не со всеми плюсами и не со всеми фичами. Это такой некоторый подвид. Но важный момент. А лично мой совет, который я еще и на выводах повторю, но я тут тоже скажу. Не пытайтесь, пожалуйста, кернелы всегда писать внутри вашего кода. Очень флопает фокус. Советую кернелы исполняющего кода выносить. Вот. И после того, как вы нашли места в коде, которые можно соптимизировать, переписали алгоритмы сбоку, написали ваши кернелы, берете и начинаете исполнять аккуратненько. Желательно в асинхронном стиле. Я не просто так говорил, что OpenCL — это специфичный язык. Это как бы такой язык в языке над языком. То же самое происходит с видеокарточками при использовании API CUDA. Там есть некоторая свой компилятор со своими приколами. Тут хотя бы Clang, GCC, немножко библиотек, там свой компилятор. У него есть другой набор веселых багов, с которыми приходится сражаться. Иногда стандартные библиотеки выплывают в неподходящий момент. Так вот, кернелы можно писать в C и в C++, в зависимости от того, там, насколько свежий вы компилятор нашли, используете и так далее. Есть некоторые нюансы, советую писать в таком advanced стиле C. То есть шаблончики очень умеренно можно, прям очень умеренно. В некоторых местах в кернелах можно побаловаться даже виртуальными, но я бы советовал вот
Сишечка, шаблоны и чуть-чуть классов. Не надо увлекаться виртуальными методами. Потом в некоторых случаях баг можно недели 3 искать. Очень веселый и увлекательный процесс. В кавычках, не на самом деле, скорее в негативном ключе. Окей, давайте попробуем теперь разбирать пример. Этот пример происходит, в принципе, каждый раз, когда к нам новый open-source энтузиаст приходит. У нас есть такая задачка анбординговая, где мы ходим и как бы человеку, типа, вот я такой классный, он там как-то с нами пообщался, зажегся, решил, что он хочет попробовать. У нас есть такая задачка после всех приседаний, которую мы даем обязательно делать, и в ней, как бы, на моей памяти джуниор сделал меньше всех ошибок, а синьор сделал больше всего ошибок. Это какая-то очень странная кривая обучения. Я не очень понимаю, как это работает, но на практике почему-то было именно так. Окей, accumulate. Accumulate очень простой. У нас есть на входе сумма. Надо, точнее, сумму посчитать. У нас есть вектор флотов, и мы их передаем. Так начинается функция. Что происходит дальше? Дальше мы аккуратно выбираем девайс. Обычно там, где человек играется с этой задачей, в хост встроена одна видеокарточка, поэтому выбираем первую, то бишь нулевую. И там как-то с этим ассоциируемся. Дальше происходит интересный процесс. Помните, я говорил про контекст? После того, как мы нашли контекст, точнее, выбрали девайс, нашли контекст, передали одно в другое, делаем, помните, я рассказывал чуть раньше про то, что все должно быть асинхронно, чтобы мир казался вам лучше. Тут то же самое. Мы контекст и девайс проассоциировали. В некоторых случаях контекст и девайс можно мультиплексировать, но это скорее точка кастомизации, нежели чем хорошее решение. Дальше мы берем n и считаем количество флотов. После чего начинается чуть-чуть магии. Здесь упрощено, потому что полная имплементация у Джуна почему-то заняла почти 1500 строк, но работала шустро. Так вот, это некоторое упрощение, не пугайтесь. Почти работающий код немножко подрезал на входе. Так вот, буфер. В буфер мы копируем очень аккуратненько все хостовые флоты. Заводим отдельный буфер на один элемент, чтобы получить результат суммирования. После чего мы в коде... Я так говорил, что так делать нельзя. Это демонстрационный пример. Не делайте так. Многократно повторил, значит, надеюсь, запомнили. Написали кернел для суммирования. Не самый эффективный, а немножко в лоб. После чего завели программу, сказали, программа, вот контекст, вот кернел, а теперь соберись. Соберись под конкретный девайс, который мы выбрали до этого. После чего взяли кернел и сказали, вот программа, вот название, вперед. Я сразу призываю не использовать там 100% всегда вариацию с трайкетчем, но трайкетч в некоторых случаях помогает разобраться, что пошло не так. Там прилетает эррор, в некоторых случаях полезно почитать, что там написано, потому что там могут быть ошибки, в частности, уровня билтования, и они обычно очень больные. Там неправильно переменные. Ну, то есть надо понимать, что kernel — это не плюсовый код, вам отладчик не поможет, вы не сможете там брейкпоинт. Поэтому хотя бы на этапе билтования хорошо бы знать все проблемы, которые существуют. Дальше, после того, как мы собрали программу, запаковали, скомпилировали и так далее, практически последний этап, устанавливаем аргументы, входные, выходные, устанавливаем количество элементов, потому что мы передаем их независимо как сишечки. У нас отдельно идет массив неизвестной длины, потом количество их. Можно представить местами, но это... Дальше говорим, на каком количестве глобальных и локальных элементов мы хотим вычислять. Ну, мы тут как бы одна видеокарточка в доступе, ну, как-то подобрали параметры, которые плюс-минус норм. После чего сказали, исполняйся. Но если вы очень внимательно посмотрите, то там исполняется это через очередь. После того, как очередь на исполнение заполнили, сказали финиш. Дальше идет магический чуть-чуть код. Мы явно сказали, что есть float, после чего мы асинхронно прочли результат. Что это означает? Не факт, что в этот момент, когда вы потом посмотрите отладчиком или выведете на экран, есть
float, он в какой-то момент там появится. Есть специальный API с блокирующими ивентами. В редких случаях советую его использовать, но лучше использовать всегда синхронный дизайн. Окей, мы как-то смогли посмотреть на этот сумматор. Я вас, надеюсь, что не сильно задестроил этим примером, потому что я чувствую, что на окрепшие умы C++ разработчиков уронить еще и специфику видеокарт сходу больно, но давайте продолжать. Сейчас мы попробуем сконцентрироваться на удивлении не на местах, где как кернелы правильно писать. Нет, мануалов о том, как написать кернелов много. Это, ну, как бы книжек много, понятно. Большая часть проблем находится в одном единственном месте. На стыке между хостом и девайсом. Как мы копируем данные, как мы получаем результаты. Статистически, поисследовав весь Stack Overflow, поизучав разные места, проблемы на стыках больше всего. Давайте начнем. Я очень люблю вектор. Практически самая любимая структура. Ну, после STD самая любимая структура. Так вот, давайте начнем с разминки. Вот, не поверите, в этом месте я специально перед докладом изучал 408 человек в разных pull-реквестах натыкалось на эту боль. Боль выглядит так. Вот там почему-то передали хостовый вектор, в котором лежат флоты, но инты, неважно, это там честная копипаста, как я это называю. А потом у нас ситуация, мы просто передали вектор. Я вас расстрою, так делать нельзя. Очень много где будет работать, там алясинг отработает, там еще какие-то приколы будут. Оно до какого-то размера работает, но лучше так не делать. Лучше честно пойти и достать через дату. Разминка вторая, но полуторная, потому что баг примерно из этого же места. Кто ковырялся в std-векторе, а не только читал спецификацию, знает, что у вектора есть некоторые интересные способы вычисления сайза и capacity. А что внутри вектор, если что, не всегда честно указатели и два инта, а очень часто 3 указателя, мы пересчитываем сайз и capacity с помощью арифметики на указатели. Так вот, кто-то очень умный многократно пытался писать n-1 умножить на сайзов от вот этого всего. Так делать не надо, где n — это количество элементов. Лучше вот так не делать, делать вот так. Что значит, честно пошли, взяли сайз, честно сделали сайзов, честно посчитали, потом честно скопировали. Не надо пытаться быть умнее, чем все, лучше вот в лоб. В лоб иногда работает надежнее. Не забываем, это чуть-чуть программирование в стиле C. Почему? Потому что нам надо по границе между хостом и девайсом данные перебрасывать. Там, простите меня, про сюрприз. Шаблоны вообще никто не догадывается, никто не собирается. Вам как бы там байтики надо между хостом и девайсом забросить. А вот кернел уже сможет распаковать ваши байтики и превратить. Поэтому будем разминаться дальше. Вектор был, вектор останется. Продолжим про вектора дальше говорить. Вот такой простые, 4 строки смогли немножечко расстроить наших программистов, когда они начали писать. Это асинхронный write в очереди некоторого буфера. В некоторых случаях хуже, лучше, но если пристально посмотреть, то кажется, что все нормально. Но на практике, если буфер немножечко не рассчитать, он окажется большеватым или не очень тайминги угадать, там будут секволты, такие веселые, плавающие секволты. Вроде работает, вроде не работает, а вроде нет. Если пристально посмотреть, то окажется, что там есть scope, там есть std-вектор. А дальше внимательно посмотреть в write и то, какие мы переменные поставили, то окажется, что при асинхронном копировании нифига не факт, что сразу на видеокарту уйдет. Он может скопировать во внутреннее представление. Если поставлен false и через блокирующий режим, то он возможно сделать даже не одно копирование, а 2 или 2,5 копирования байтиков. Иногда больно, иногда нужно, но надо быть аккуратным. Пойдемте, продолжаем. Баги в продакшене. Все видят код, все считают, что уже, наверное, хорошо. Я тут как бы уже 3-й раз, простите меня, вектор показываю, и как бы нюансики не заканчиваются. Нюансик номер 1. Мы в этот раз решили, что мы хотим отправить на девайс исполняться не просто массив флотов, массив флотов это уже не так классно,
а надо поставить что-то более интересное. Мы решили структуру отправить туда. Все прекрасно, структура, вектор, все запаковали, все работает, ну, достаточно долго. В какой-то момент фигакс, сигфолд. В непонятном месте почему-то сигфолд. Ну, долго поковырявшись и почитав список внимательно, оказывается, что вообще-то видеокарточки хотят, чтобы им память была выровнена и запакована. Иначе вот иногда работает, иногда нет, иногда лясится, иногда нет. Больно, опасно и местами неуправляемо. Что ж, пойдемте попробуем. Мы поговорили про вектор, поговорили про размер, про упаковку, про выравнивание памяти. Почти по всем вроде косякам, которые только, возможно, пробежались. Давайте попробуем побегать по кастомным аллокаторам. Каждый знает, не надо писать уже свой вектор. Нас отучили в 2010 году писать свой вектор. Ну, почти всех отучили. Все еще есть люди, которые их пишут. У нас их в зале есть парочка человек. Но есть нюансы. Если пристально посмотреть в код, тут нет ничего инновационного. Тут есть вектор с кастомным аллокатором, есть буфер, который мы почти аккуратно скопировали. У нас есть очередь на исполнение, мы ее как-то заполнили, правильно сделали, что блокировку. Мы же асинхронно хотим, но с блокировкой. После чего мы этот write-event используем, чтобы сказать, когда отправится этот буфер на исполнение, я хочу почему-то еще заресайзить вектор. Ну вот захотелось мне. И вот после того, как мне вот это захотелось, ну, вектор-то, ну, память переиспользована, что вы мне лечите, все прекрасно, асинхронщина, вон, как спикер говорит, в блокирующем режиме все делаем, там все 2 раза скопируется. На практике нет. На практике вы вот при таком достаточно безопасном куске кода, даже с указанием write-event на то, получите ситуацию, что оно сломается в 3 местах. И сломается оно в интересных местах. Ну, во-первых, нам не повезло с тем, что аллокатор почему-то оказался не тот самый правильный аллокатор. Правильный аллокатор должен выполнять ряд требований, которые звучат следующим образом. Память должна быть выровнена, она должна быть практически цепаем копируемой, то есть это page locket или page arena, похожая ситуация. Дальше. При использовании, а мы не забываем, у нас вектор, мы еще зачем-то пытаемся оптимизировать и там ресайзик где-то рядышком сделать. Мы используем не просто копирование, а используем команду, когда используется хостовое место исполнения. И мы хотим вот по логике сделать ресайз. И вот это все вкупе очень больно. Очень-очень больно. Sigfold — это прям очень больно. Как это правильно исправляется? Используется аллокатор, который называется peanut типа, как раз таки тот, про который я говорил, что там есть выравнивание, там есть другие разные вещи. Правильно подбираем набор... О, 2-й баг на слайде, хорошо. Так вот, правильно подбираем набор флагов. Дальше, самое важное, самая главная магия. Неожиданно, после того, как мы отправили на видеокарточку исполнять, вообще-то надо wait поставить, чтобы он успел скопироваться. Потому что в таком режиме он не факт, что успеет скопироваться. Если кто не знает, то та же ситуация будет происходить у вас с сетевой картой. Если вы будете слишком много писать или слишком мало читать, то у вас внутренние буфера у сетевых карт. Тот же самый эффект мы наблюдаем на видеокартах. Если слишком много писать или слишком мало писать и не ожидать, то будут приколы. И вот после вот добавления правильного аллокатора, добавления вейтов, то можно будет сделать честный ресайз. Все будет хорошо. Этот код будет даже работать. И в некоторых случаях, когда ты пишешь код, так надо. Почему? Помните, я чуть раньше говорил, что иногда очень хочется включать логику open сильную, а иногда не включать. Вот именно для того, чтобы у вас 18 инвариантов кода не было, я показываю вот такой страшный пример, который поможет вам в будущем, когда вы такой мануал прочли, все документации перечитали, все прекрасно написали, уже 5 мегабайт кода, все хорошо, и тут оп, и нашли мой доклад, пошли послушали. Все-таки что-то в 2025 году Александр рассказывал, пойду переслушаю. Вот примерно такая логика. Но меня обязательно спросят, ты показываешь нам примеры с векторами. Хотим моднее, хотим новее.
получайте. Есть такая библиотека, которая плохо поддерживаем, в ней много багов, и автор ее как-то не хочет пока коллаборировать, но мы работаем над тем, чтобы, знаете как, если там не хотят, то мы поможем, а если не поможем, то заставим. Все хорошо. Тут такая же логика. Есть Boost Compute. Boost Compute в целом, за исключением там core багов, которые починили за последние пару лет, хорошо работает. Есть нарекания, есть нюансы, но давайте честно скажем. Когда ты используешь open source, у тебя два пути. Или преодолеть все баги, или на GitHub зайти, ее завести и молиться, чтобы когда-нибудь сделали. Я скорее из первых. Я пройду по всем багам и пойду их чинить еще иногда. Так вот, этот код написан в стиле C++ и OpenCL. Показывал много раз, асинхронная загрузка, бла-бла-бла. Неинтересно. Тот же самый код написан на Boost Compute, те же 3 строки, но в красивом, так сказать, виде. И самое главное, вот все эти особенности OpenCL немножко завернуты, убраны. С одной стороны это плюс, с другой стороны минус. Есть некоторые нюансы, но это приятно. Но есть важный момент. Первый код асинхронный, второй синхронный. Ну, конечно же, не могли обойти стороной, и что сделали? Правильно. Если можно что-то улучшить, надо это улучшать. Ну, конечно, мы покажем вариант, когда мы это улучшили. А улучшили мы путем того, что почитали лучше библиотеку. И в экспериментах, и не в экспериментах нашли следующую комбинацию. Комбинация выглядит так. А если мы хотим все тоже асинхронно, то можно сделать через футурчеры. Немножко специализированные, там есть хитрый финт ушами, как они специализировали футуры для получения результата. Но вот, пожалуйста, асинхронное копирование на видеокарточку. Все прекрасно работает. Вот. Некоторый мой совет. Пожалуйста, используйте Boost Compute выше 1.87. У меня в ступор вошло, кажется, человек 5, когда пытались делать на версии 1.85 и 1.86. Они там как-то очень хитро смогли сломаться, и только в 1.87 все починили. Ну, то есть или 1.85, но кто знает, что такое Conf, знает, что там со старыми версиями бывает проблема. Потому что в 1.86 не починено, в 1.85 работает. Сразу бегите на 1.87, различий в библиотеке нет, баги поправили и при сборке, и при использовании. Ну что, давайте попробуем как-то подводить итоги. Итоги — это всегда сложно, непонятно, и что там делать тоже не ясно. Поэтому давайте попробуем начать с понятной, но непонятные вещи под названием видеокарточки уже сейчас нужны. Ну ладно, это немножко преувеличение. Видеокарточки были и всегда там с того момента, как вы играли в видеоигры. Все же играли в видеоигры, я надеюсь. Но те, кто не играли, то играли на телефоне. А на телефоне, я открою вам страшную тайну, в армии тоже есть видеокарточка. Но важный момент. А серверное железо сейчас уже есть некоторый предел производительности. Мы его достигли в серверном железе. Можно попробовать дальше это 4 сокета, 6 сокетов и так далее. Под это надо тоже уметь программировать, но сюрприз, email приходит, и надо уметь оптимизировать свой код так, чтобы использовать GPU. GPU сейчас в серверном железе — это уже не будущее, это уже сейчас настоящее, надо использовать. Без этого никак. Далее. Выбирая между CUDA и OpenCL, не надо иногда слушать умные статьи типа по CUDA у нее такие плюсы, OpenCL такие. В целом я бы сформулировал так. OpenCL больше контроля, больше рисков. Потому что NVIDIA закрывает от вас какое-то количество проблем, и ее API реально очень качественный. Над ним прям работало много людей, и вот на нем прям легко, понятно писать. Но вы от себя отгораживаете другой мир. В другом мире есть кастомные DSP-шки, FPGA, AMD тот же. Неожиданно видеокарточки AMD на некоторых юзкейсах машинного обучения и компьютер вычислений показывают себя лучше. И закрываете просто другие классы железа, потому что сюрприз. Если вы пойдете спецификацию по API, не все могут до конца выполнить. Опа. 3-й баг на слайде, хорошо. 3 бага, все, это победа.
Я считаю, это победа добра. Вот, дальше. Не забываем, если у вас есть асинхронка в коде, то я вас расстрою или обрадую. Железо у нас уже как много лет асинхронное, оно уже там. Не думайте, что ну давайте я сейчас по-быстренькому напишу в синхронном стиле, я не очень разобрался, как это работает. Вот как вы все хотите разобраться, как там под ЦПУ эффективно программировать, тут то же самое. Иногда надо знать, под какое железо ты программируешь, какие есть нюансы и подводные камни. Что ж, я еще раз показываю цинично свой гитхабчик в надежде, что кто-нибудь, как это модно, байтю на лайки, в данном случае байтю на сабскрипшены и звездочки. Давайте я творчески выпью воды. Вот. Спасибо за внимание. Готов отвечать на вопросы. Александр, спасибо за классный доклад. Мы готовы предоставить микрофон для того, чтобы вы могли задать свои вопросы. Поднимайте руки. Спасибо за доклад большое. У меня вопрос по OpenCL. Мы, когда запускаем программу, мы обязательно должны выбрать устройство или есть способ размазать выполнением программы сразу по нескольким устройствам, не двум видеокартам, а видеокарта, DSP-шка, NPU-шка, допустим. Да, как так в можно. OpenVINO. Да, так можно. И OpenCL, наоборот, призывает вас использовать одно приложение, один кернел под множество это. Или собрать приложение. Есть нюансы, что не надо, пытаться кернел этот исполнить тут. Кернел. На самом деле можно, но их надо очень более гранулярно развязать. Ну, то есть, типа, в некоторых исключительных случаях одно приложение там, с одним кернелом, но там много взаимодействия с разными, ну, через хост, по сути. Да, немножко дорого, иногда копировать через хост больно. Но как бы бывает, да. Добрый вечер, спасибо за доклад. Тоже пришлось на работе попробовать разработку на ГПУ, но мы использовали куду. Вот, и когда вы сказали по 2 недели, я отлаживал баг 2 месяца, хотя там всего 100 ядер было. Интересно, что я так понял, что в отличие от куды, в OpenCL ядра компилируются в рантайме, то есть их можно прям во время работы вашей программы скомпилировать. То есть это прям принципиальное изменение, потому что в куде можно было действительно отладчиком заходить в эти ядра, то есть там было волшебство какое-то Visual Studio, вот, а тут прям в рантайме. Спасибо. Можно 2 комментария? Смотри, почему так сделано? Можно, на самом деле, заранее скомпилировать и подгружать уже собранные. Но ты должен жестко зафиксировать список железа, с которым ты работаешь. И вот эта магия, про которую ты говоришь, звучит следующим образом. Они как бы компилятор сделали свой. Ну, то есть у них реально там фронтенд компилятора. Ну, как бы патчи, но у них там Clang под капотом на скуте. Ну, у куды тоже свой компилятор. Не-не-не, я именно про куду и говорил. У OpenCL такого нет. Они именно как бы идут, что есть компилятор кернелов, он достаточно несложный. А дальше как бы компилируешь под железки. Да, можно, но 2 месяца... Я надеюсь, что алгоритм очень крутой был, потому что обычно так сложно дебажиться разные алгоритмы, которые нужны для работы с MPP полным подходом. Как бы. Я так думаю, что там что-то сложное было. Там был фреймворк для машинного обучения, и был какой-то алгоритм на нейронках, где иногда проявлялся баг, а иногда не проявлялся. Еще хотел спросить второй вопрос. А проявляется ли вот на OpenCL та проблема, что у нас в куде алгоритм сам решал, как распределить по внутренним потокам? То есть там очень много потоков на видеокарте, и есть некоторая такая детерминированность, что он может как-то данные расположить как хочет. И да, и нет. Ты в этом смысле, я не просто говорю, что OpenCL позволяет больше контролировать. С одной стороны, это плюс, ты можешь сказать, вот я хочу вот это суммировать вот так, и ифчики подсовывать правильно, и работать с правильной воркер-группой, и стараться не ходить в глобальную память, но это ты должен как архитектор этого кусочка кода понять, как это правильно сделать. Там много есть подстав. Да, но у нас есть, у нас был интересный момент, NVIDIA из коробки показывал просто сферические показатели, переписали на OpenCL, что-то просело все. Но мы такие пошуршали месяцев 5 или 10. И такие, оп,
Мы придумали, ну и там начинается магия типа, а давайте в очередь не по одному элементу, а сразу пачкой, а давайте вот здесь будем чуть меньше буферизировать, или наоборот, вот тут чуть больше буферизировать. Я же не просто так всех призываю к асинхронному программированию за железкой. Вот именно асинхронный подход, вот этот копирование туда, вытаскивание, позволяет там условно вашу шину, на которой сидит, более гибко к ней относиться. Вы как бы относитесь, что это как бы не просто условно забрал, передал и так далее. На ней можно в несколько потоков очень хитро писать. Но для этого надо как бы не просто API почитать, а еще немножко в железе разобраться. Поэтому разбираемся в железе, аккуратно вот это все делаем и получаем чудеса, магию. Но, простите, алгоритм, написанный там типа за 2 недели, оптимизировали на OpenCL 5 месяцев, но это, опять же, это хобби-проджект. Поэтому мы Звучит можем очень перспективно, да. То есть хочется туда углубиться. Спасибо. Так, сейчас, давайте. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Есть еще HIP, который разрабатывают и под Куду, и под AMD делают. Соответственно, вы никак не затронули этот вопрос. У меня есть классный ответ. А есть еще One API, а еще есть SysCL, есть много технологий, которые якобы работают. Вот кто-то говорит, что у него C++, слайте, господи, хотя бы работает. Тут то же самое, как бы у нас есть OpenCL, у нас есть CUDA. Ну, то есть много странных, непонятных технологий. Они все как-то живут. Я хочу увидеть, какая из технологий выживет. Пока выживает только OpenCL. Все мечтают, чтобы SysCL там взорвался. Он вообще говорит, гетерогенное программирование, вперед, все работает. На практике, как мы знаем, код, простите меня, сортировки, написанные руками умного инженера, там, условно, там, не знаю, merge sort до 1000 строк. Merge sort опытного инженера, который, там, не знаю, знает про все особенности интов, все особенности флоутов, что-то больше 5000 я видел имплементация. Это вопрос не объема, а скорее того, кто на длительной дистанции выживет. Я пока ставлю на OpenCL, он пока более живучий. В разных имплементациях, в разных реализациях, в большем количестве железа. С хипом непонятно. Потенциально интересно, но выживет или нет, не готов говорить. Спасибо большое. Ну, я видел проекты, где используют, собственно, CCL, HIP и Kudu, в зависимости от того, что ты имеешь, делают разные библиотеки. То есть они... Да, и я бы все написал на OpenCL, потому что я могу ядра специализировать. Ну, то есть я могу под разное железо более специализированные кернелы написать. Обычно это выигрывает. У нас есть молодой человек рекордсмен сегодня по количеству вопросов. Он, правда, 2 доклада пропустил, но вот сейчас есть возможность реабилитироваться. Прошу. Да, спасибо за доклад. Я тоже инвестировал в OpenCL 4 года назад. И ощущение, что это подстава. Так, ну давай попробуем. Значит, Маки 2015 года Apple забил на драйвера, пишет просто неопределенная ошибка, видеокарта не справилась. Маки M1 работает, но YouTube запустил параллельно. Где-то в консоли мелькнуло, что Metal не справился, но в OpenCL это не попало. OpenCL все зашибись, получаю вот этот отстой, я посчитал. AMD выпилила поддержку OpenCL с ЦПУ. То есть бывает теперь машины, где OpenCL нет никакого, благодаря AMD. В общем, кажется, что вымрет. Ты знаешь, у меня есть классный ответ. Не вымрет еще десятилетия. То есть проблема, про которую ты говоришь, да, такое бывает, но... Спасибо. Можно тех, у кого нет микрофона, давайте мы попросим передать, мы готовы про это поговорить. Так вот, ответ, который меня расстраивает, это все вендор-специфик. Ну, как бы, так, если говорить, то как бы все плохо. Но вот смотрите, давайте мы вспомним какую-нибудь часть стандарта C++. Вот у меня столько есть мест в стандарте C++, которые я не люблю. И, мягко говоря, у меня они, знаете, аккуратно. Если кто-то это воспользуется, то на полугодовом ревью у меня будет больше, на один вопрос больше. Тут то же самое, как бы, вендор-специфик.
Ну, то есть OpenCL на AMD немножко специфичен, это правда. OpenCL на Mac'ах, он тоже специфичен. Это нормально. Они делают тебе некоторую спецификацию, и вендор железа ее как-то выполняет. Но давай попробуем посмотреть на других вендоров. Я боюсь, что я так быстро... А можно я сейчас магией, вы зафиксируете экран, а я быстро там на почти первый слайд. Магия же сработает сейчас, да? Будем надеяться. Давай. Вот. И вот я не хотел, чтобы все видели, как я рисую свои хитрые анимации, но я догадывались. Вот. Давайте посмотрим. Вообще-то, кроме AMD и NVIDIA и Apple, есть еще вендора. Им нормально, у них проблем нету. Это тот хардвер, который мы будем использовать не через 30 лет уже. 30 лет назад я бы сказал, да я это в 2030-м, может, когда-нибудь заведу. Сейчас использование куалкомовских чипов – это нормальная практика. Использование армовых процессоров, простите, пожалуйста, вот у кого Mac свежий? Вот давайте. Ну, у вас, простите, свежий ARM. ARM пытается максимально интегрироваться с OpenCL, у него просто точек кастомизации, ну, как бы развития там нету. Это история про то, что тебе локально неудобно, глобальная индустрия скорее так идет. Знаешь, вот предыдущий оратор очень классно сказал про боковик. Кажется, что это просто боковик у тебя отработал. Так, а можно я тоже вопросик задам? Саша, скажи, пожалуйста, Давай. а вообще на CPU есть смысл запускать OpenCL? Я вот что-то пробовал, у меня только раз в 20 становилось хуже. Например, особенно если этот код изначально для GPU писался. Не, ну, если так делать, то это очень нестандартный способ носить OpenCL. Это какая-то твоя проблема, но есть нюанс. Нюанс выглядит следующим образом. Может, этот финт ушами работает хорошо при условии, что у тебя NUMA-система. Если у тебя на NUMA-системе, скажем, 4 чипика, 4 цепушечки большие, и одна управляющая, а 3 исполняющие, то, в принципе, будет работать нормально. Супер. Я там видел еще вопросающих. Да, давайте, наверное, последний вопрос. Ну, почему последний? А где рука? Рука была вот у человека. Уже микрофон есть, пожалуйста. Is the introduction of CXL and CXL MEM gonna improve the situation with OpenCL? It's one small question. CXL, Intel X. Yeah, like the PCIe 5, CXL okay. direct memory. Дайте я попробую быстро на русском, потом поясню на английском, просто чтобы... Ситуация выглядит так, что это никак не интегрируется в спецификацию. Они, к сожалению, я как фанат CXL, интеловского расширения, я считаю, это лучшее, что придумано. Из того, что сейчас было, это некоторая замена, то, что называется память, ну, короче, непрерывная память. Забыл, как эта технология называется. Все прекрасно, но они не интегрируются. Можно попробовать написать некоторый экстеншн и запропоузить его. Мы в эту сторону никогда не копали. Спасибо, я попробую. Но, к сожалению, не только искусственно можно подружить, и только, скорее всего... Ну, на данный момент нельзя практически никак, но я попробую. Спасибо за идею. Я потом отдельно отвечу на английском. У нас есть много наработок в этой области. Спасибо за вопрос. Итак, если у кого-то еще есть вопросы, их можно будет задать Александру, потому что он не успеет далеко убежать. Мы уже заканчиваем нашу конференцию. Александр, спасибо большое за очень классный доклад. Давайте поддержим аплодисментами и поблагодарим Александра Боргардта. Время пролетело незаметно. Мы хотим выразить очень большую благодарность всем докладчикам, а именно Андрею, Алексею, Арсентию, Артуру, Александру и, конечно же, Виталию, а также Антону, тоже на букву А, заметьте, и нашим организаторам на конференции, потому что вы думаете, что конференция — это прийти и за один день все рассказать. Нет, это подготовка, которая длится несколько месяцев, это бессонные ночи. Я хотел бы сказать отдельное спасибо Алисе Кругловой. Алиса, подойди сюда, давай.
Вот, Алиса, это наш главный организатор в Белграде, человек, который вложил огромное количество труда, чтобы это мероприятие состоялось. Это режиссер Евгений Николаев, это все девочки, мальчики, которые нам помогали сегодня. Вот, всем огромное спасибо. Так, Антон. А кроме всего прочего, большое спасибо нашей аудитории. Спасибо, что некуда было упасть яблоку. Классные вопросы, было очень интересно. Приходите к нам еще. Давайте попрощаемся с онлайн-аудиторией и скажем спасибо тем, кто был с нами в трансляции. Говорят, там были какие-то сотни людей. Всем пока, конференция завершилась. Да. И всем, кто посмотрит.